Хайрлы күн, исәнмесез. Всем здравствуйте. Это вне эфира пока нужно сказать, я думаю. Да, у нас сегодня Сабантуй в онлайн-формате, поэтому нас будут смотреть ровно в 12 часов. И мы начнем ровно в 12, потому что помимо того, что в Татарском культурном центре столько много почетных гостей, нас еще смотрит... Весь мир? Мне кажется, да. Не ошибусь, если скажу, что нас смотрит весь мир. К нам подключится очень большое количество национальностей, народа, поэтому мы подождем и в 12 ровно начнем. А пока, несмотря на то, что на ваших лицах маски, вы улыбнитесь друг другу и скажите «Байрам белян» с праздником. Да что мир, нас смотрит Москва, Башкортостан, Татарстан. Самое главное. Байрам белян сізні, всех поздравляем с этим праздником. Здравствуйте, дорогие зрители московского онлайн-Сабантуя 2020 года. Хайрлы күн, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр һәм Сабантуй онлайн Москва 2020 кадерле кунаклары. Сәлам тугандар, сәлам Мәскәүдәр, Сабантуй байрамы мүбәрәк булһын. Дорогие друзья и уважаемые наши телезрители, уважаемые гости нашей студии, где сейчас проходит запись, где сейчас мы передаем большой привет, даже прямой эфир. Мы приветствуем всех вас вот в этом новом формате, который называется Сабантуй онлайн Москва 2020. В этом году Сабантуй проходит в этом необычном формате, и это впервые, с чем я вас, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители, уважаемые гости, поздравляю. Сегодня в онлайн-формате, несмотря на то, что у нас онлайн-формат, мы постарались сохранить самые любимые локации традиционного праздника. Они представлены в виде целых каналов. У нас сегодня будет и Крэш, и молодежный Сабантуй. Покажем вам особенности национальной кухни. Поиграем с вами в игровом Сабантуе. Будет Сабантуй-маркет, где можно будет купить татарскую продукцию, башкирскую продукцию. Ну и, конечно же, у нас сегодня будет работать праздничный концерт. Уже с 12 часов наши тематические каналы начали свою работу. Подробная программа представлена на сайте Автономии Татар Москвы. Генеральный спонсор праздника – компания «Татнефть». Также мы благодарим нашего генерального информационного партнера, межгосударственную телерадиокомпанию «Мир». Кадерле достар, безнең ысын күңелдән, йөрәктән сыккан иң җылы сәламнарыбызны онлайн форматта кабул итегез. Байрамдар мүбәрәк булһын. Из поколения в поколение передаются песни, танцы, красивые обычаи, народное гуляние. Мы постарались ничего не упустить. В общем, тысячи людей знакомятся с нашей национальной культурой. Халкыбызның иң олы бәйрәме борынгы бабаларыбыздан кадерле мирас булып килгән Сабантуе бүген. Шушы бәйрәм белән сезне котлыйбыз. Тарихы борынгы булуга карамастан, Сабантуй ул яшьлек байрамы. Балалардың шатлыклы аваздары байрамы. Сабантуй ул ир-егетләрнең көч, куәт күрсәтү байрамы. Җитезлектә, осталыкта ярышу байрамы. Что же такое Сабантуй? И Рущайт Кандес, с чем же его едят? Что же там такое происходит? И какое он имеет значение? Это воистину всенародное гуляние и одновременно спортивное мероприятие, в котором принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и любые желающие, зачастую из числа многочисленных наших зрителей. Атмосфера всеобщего участия, Да. единения. Вот что характеризует этот праздник, который является столь любимым на сегодняшний день. И поэтому в этом году, несмотря на нынешние условия, мы постарались все-таки сохранить атмосферу этого праздника и передать ее немного в другом формате, в формате онлайн. Халыктың бай жады менән һугарылган Сабантуй яшәү дәртен, җитезлек һәм саялыкты, осталыкты һәм уен көлкүне бергә туплаган яңгә һәм тәнгә ямь бирә торган
Тур байрамы. Это действительно большой праздник, в котором принимают участие, неважно, татарин ты из Татарстана, из Башкирии или другой национальности. Потому что я думаю, что бегать в мешках, бороться с подушками, залезать на столб, это любят все. Поэтому мы еще раз хотим сказать, что это большой общий праздник. Ну а вообще, возникнув в глубине веков, он дошел до наших дней как праздник, обладающий волшебным свойством постоянно обновляться и обогащаться. Я думаю, что каждый год все наши зрители, которые посещают парк Коломенское, видят, что каждый год наши обычаи становятся все больше, но традиции не меняются. И это на самом деле не может не радовать. Без берге. Хабан той бірләштірі. Ну что ж, мы начинаем. Для приветствия и торжественного открытия праздника Сабантуй 2020 на сцену приглашается Председатель оргкомитета Сабантуй 2020, заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель региональной общественной организации татарской национальной культуры автономии города Москвы Фарид Фарисович Фарисов. Sizsiz, hurmatli do'stlar, qon qardoshlarim, millatdoshlar. Barig'izni shin kunildan salamlayman. Hammangizni de ketib olgan milliy bayram bilan qutlayman. Tiran tomonimizdan kelib, bugungi kunda de milliy chechak attirgan bayramimiz birisi ul Sabantuy. Sabantuy onlayn maydanında yangadan yağa salatlar açıla iyirekten goruluk hissi takıda artta. Sabantuy onlayn maydanında ayırışı alı yaştaki apa-abalarını selamlap, alırga isenlik, sağlık tilip kalası kile. Çünkü siz bizge milli ruhun timin tatarga mümkünlüğü berdigiz. Здравствуйте, дорогие москвичи и гости столицы. Я рад приветствовать на нашем празднике Москва Сабантуй онлайн. Этот праздник Сабантуй объединяет. Это праздник мира. На сегодняшний день он проходит во всех уголках нашей страны и, как объявили, во всем мире. Только что наша официальная делегация начала старт нашего Сабантуя с Сахалина. Его поддержали в Башкортостане, в Татарстане. Идет самый большой, один из самых больших праздников. И, конечно же, в столице нашей родине, Москве. Сабантуй – это праздник мира. Это хорошие впечатления. Это знакомство. И, конечно же, вера в хорошее будущее. Сегодня все эти впечатления мы вам предоставим. И, конечно же, если мы не смогли подойти на наш любимый Сабантуй в Коломенское, то Сабантуй придет сегодня в каждый дом. Сабантуй 2020 объявляется открытым. Ура! Бигзур Рахмет, спасибо большое. Мы продолжаем. На сцену приглашается руководитель Департамента по национальной политике, внутренней политике администрации президента Российской Федерации Татьяна Валерьевна Вагина. Здравствуйте. Уважаемые зрители, глубоко уважаемые гости студии, москвичи, гости столицы, жители Татарстана, Башкортостана, всей огромной нашей страны. От себя лично хочу поздравить вас с праздником и пожелать вам в этот любимый день самого хорошего настроения. Несмотря на то, что сегодня мы как будто удалены друг от друга, но зато поддержу Фарид Фарисовича, праздник пусть приходит в каждый дом. Всем вам мира, добра и благополучия. Я сегодня здесь с высокой честью поздравить вас от имени администрации президента Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Дорогие друзья, приветствую и поздравляю вас с народным праздником Сабантуй. Истоки любимого праздника уходят вглубь веков. И сегодня Сабантуй, объединяя традиции радушия и гостеприимства народов России, является неотъемлемой частью богатейшего исторического и духовного наследия нашего многонационального государства. В этом году празднование обеспечивается онлайн-форматом, создавая безграничную атмосферу радости и доброжелательного общения, способствуя укреплению мира и согласия.
Пусть этот праздник принесет в каждый дом счастье и благополучие, даст энергию и сил для новых дел и свершений. Желаю всем добра, радостного настроения и крепкого здоровья. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедов Магомед Салам Магомед Алиевич. Всего самого доброго. С праздником! Уходить, остаться на этой сцене. Я хочу с удовольствием пригласить председателя оргкомитета Сабантуя Москва онлайн 2020 для того, чтобы наградить. Татьяна Багина награждается за вклад в межконфессиональное и межнациональное единство народов России. Звучат фанфары, аплодисменты, зрители тоже аплодируют. А мы продолжаем. На сцену для приветственного слова приглашается руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно от имени правительства Москвы поздравить всех нас с прекрасным праздником Сабантуй 2020. Вы знаете, что этот праздник стал уже традиционным в Москве. На этот праздник приходят тысячи и тысячи людей. Прекрасный концерт, ярмарки, состязания, мастер-классы. Это все у нас в памяти. Но, к сожалению, ситуация немножко у нас изменилась. Несмотря на это, Сабантуй продолжается. Что важно сказать, татаро-башкирский праздник Сабантуй в Москве стал праздником межнациональным. И это очень здорово. Позвольте мне огласить приветствие мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Дорогие друзья, приветствую вас на празднике Сабантуй. Проведение этого замечательного торжества является большим событием в культурной и общественной жизни нашего города. Москвичи и гости столицы полюбили его за возможность насладиться красотой и богатством национально-культурных традиций татарского, башкирского и других народов России, окунуться в удивительно душевную и дружескую атмосферу. В нынешний непростой период борьбы с пандемией мероприятия праздника впервые пройдут в режиме онлайн. Убежден, что и в новом формате Сабантуй 2020 станет одним из украшений летнего культурного сезона в Москве, оставит в душе участников и гостей самые добрые впечатления и яркие воспоминания. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, сердечного тепла, оптимизма и благополучия. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо большое. Виталий Иванович, мы просим вас тоже не уходить. Мы вас хотим наградить за вклад в межконфессиональное и межнациональное единство народов России. Большое спасибо за поддержку. Спасибо большое за поддержку. Благодарим вас. Бигзур Рахман. Хурматлы кунаклар, безда вам итабас, уважаемые наши телезрители, уважаемые гости. Мы продолжаем. На сцену приглашается заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Калимулович Ахмедшин. Бүгін біз тағын бір тапқыр Мәскеу жерінде біздің зор Сабантуйны ұздырамыз. Түрлі шырлар бола, соғыс вақытында да Сабантуйлар узган, ачлык вақытында да узган. Бүгін енді бұл шир вақытында да болса, біз халқыбыздың ең матур традицияларын көрсетуге тиіс. Һәм біз бұл матур етіп көрсетіп, әрбіріміз үйде матур етіп қарап, там бір тапқыр шалданырбыз. Рұқсат етіңіз сізге біздің Татарстанымыздың президентіміздің Рустам Галиевич Миннихановның тәбрикләү хатын укырга. Ул ике телдә язылган. Мен русча укыйм инде. Приветствие президента Республики Татарстан Рустама Галиевича Минниханова, участникам и гостям праздника Сабантуй 2020 в регионах Российской Федерации и зарубежья. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени Государственного Совета Республики Татарстан, правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с ярким, жизнеутверждающим Сабантуем. Снискав широкое признание и заняв достойное место среди многочисленных национальных праздников, он превратился в подлинное торжество дружбы народов, не утратив при этом своего исконно татарского колорита. Бережно передаваясь из поколения в поколение, Сабантуй удачно сочетает в себе древние традиции и современные веяния, раскрывая крепкие дружеские объятия для людей всех возрастов, национальностей и вероисповедания.
Зародившийся как праздник землепашцев и батыров, Сабантуй символизирует собой пробуждение земли, созидательный труд хлеборобов, приветливые радушие, высокий творческий потенциал и щедрость нашего народа. Как точно подметил поэт, в Сабантуе дух работы, труд прославил отчий край. Покажи себя, каков ты, в грязь лицом не ударяй. Для всех татар Сабантуй живая духовная нить, связывающая их с богатейшей культурой и добрыми традициями, заложенными нашими предками. Поддержка соотечественников в решении национальных культурных вопросов – предмет особой заботы нашей республики, являющийся центром притяжения татарского мира. В год столетия образования ТССР мы чувствуем глубокое уважение и отмечаем вклад многих поколений деятелей культуры и общественных активистов в сохранение и приумножение историко-культурного наследия нашего народа. Уверен, что новые форматы проведения праздника, связанные с эпидемиологической ситуацией, позволят в полной мере раскрыть позитивное настроение и жизнерадость, которые присущи всему любимому народному Сабантую. Пусть праздник по-прежнему наполняет нашу жизнь светом радости, добра и созидания. Сердечно желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. Президент Республики Татарстан Рустам Гаевич Минниханов. Бигзур Ахмад, Херматлер Равиль Калимович, мы просим провести церемонию награждения и вручить, пожалуйста. У нас все-таки, по крайней мере, люди видят, что у нас действительно все в прямом эфире, не в записи какой-то, поэтому все это бывает. И сейчас, уважаемые наши телезрители, Херматле Кунакларабус, уважаемые наши гости, я думаю, и мы надеемся, что вы будете громко аплодировать, потому что сейчас будет очень волнительный момент. Памятные медали в честь столетия образования ТССР вручаются Акчурину Расиму Сулеймановичу, почетный председатель региональной общественной организации татарской национальной культуры и автономии города Москвы, генерал-полковник, первый заместитель Московского городского совета ветеранов. Пожалуйста, уважаемый Расим Сулейманович. Мы не можем вас не отпустить, если вы не скажете, не поздравите всех гостей. Буквально пару слов. Бір икі сөз, пожалуйста. Hürmetli Tatarlar, Başkırtlar, zor bayramı biz bilen sizni tebrikleyeyim. Hazır oturan da bizim oyluyum. Nindi koronavirus gelgen bulsa da bizni yenge almay ol koronaviruslar. Karagız, nindi matur ciganlar bizni. Rahmet. Sizge rahmet Ravil Kalimovic. Rahmet avtonomiyaga, reisine. Zor. Bu büyük meşakkatli iş. No bayram halkımız rahmet aytır. Bizning halkımız zor halk. Bayram bilan tabrikleyim sizni. Biz sizni yaratamiz. Бигзур Ахмад, biz de sizni yaratamiz. Esen sağ bolığız, baxetli bolığız. Бигзур Ахмад. Помните, я говорил, что сейчас, я думаю, что будут аплодировать все, и я думаю, что это именно сейчас, потому что сейчас, уважаемые наши телезрители, уважаемые наши гости, на эту сцену мы хотим пригласить Касыма Халимовича Лукманова, столетний ветеран Великой Отечественной войны, участник Орловско-Курской дуги, служил в разведке. Прошу вас встретить аплодисментами, даже если вы находитесь у экранов своих телевизоров. Да, вот в таких необычных условиях мы сейчас вручаем награду. Действительно, Касыму Халимовичу исполнилось на днях 101 год. Hürmetli Касым Халимович, исән сау булыгыз, гомерләрегез бәхетле булсын. Будьте здоровы. Бигзур Ахмад, спасибо большое. Прошу Спасибо. вас. Мы продолжаем. У нас есть еще один блок поздравлений и наград, теперь уже от Республики Башкортостан. На сцену приглашается заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Рустем Ильясович Вильданов. Кстати. Хайырлы күн, достар.
Позвольте мне от имени полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации, от имени полномочного представителя Республики Башкортостан Симандуева Романа Давидовича передать вам вот этот приветственный адрес. Дорогие друзья, Сабантуй – наш дорогой, любимый народный праздник, который объединяет огромное количество людей. Мы хотим поблагодарить организаторов, участников за то, что сегодня невероятная, необычная цифровая онлайн-атмосфера, которая не спрячет хорошее настроение и дружеские улыбки, за то, что сегодня все на самом деле у нас и у вас все так хорошо, за ваш творческий, креативный подход, впервые позволяет который провести этот праздник в таком необычном формате. Пусть Сабантуй, как и прежде, будет символом нашего единства, веры в лучшее, принесет в каждый дом счастье и благополучие. Тепло и сердечно от всей души желаем всем здоровья и мирного неба, дружбы и согласия, оптимизма и процветания. В этом году наши соседи, наши любимые Республика Татарстан отмечает знаменательную дату, и организаторами совместно было принято решение провести праздник Московский Сабантуй 2020 года, посвященный 75-летию Победы и столетию образования Татарской АСР. День Победы – это единственный государственный праздник в России, когда гордость и скорбь в наших сердцах. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, никогда мы не забудем, что это была великая победа справедливости над злом и насилием. Дорогие соседи, уважаемые коллеги, я хотел бы воспользоваться случаем и поздравить вас и всех жителей Республики Татарстан с такой знаменательной и значительной датой, со столетним юбилеем, со дня образования Татарской АСР. И пожелать братской республике и братскому народу прежде всего процветания, экономических успехов, финансового благополучия, новых достижений во всех сферах жизнедеятельности. А нам есть с кем двигаться Алга. А опыт Татарстана востребован в субъектах Российской Федерации во многих странах Европы и Азии. Башкортостан дорожит крепкими связями между нашими народами и регионами. Пусть наша дружба и сотрудничество крепнут год от года. Полномочное представительство Республики Башкортостан, его коллектив и руководитель. Позвольте еще передать всем участникам, организаторам и гостям этого народного фестиваля привет от руководства Республики Башкортостан в лице главы РБ Радия Фаритовича Хабирова. Пожалуйста, внимание на экран. Кадерле дуслар, Башкортостан Республикаһының күп милләтле халкы исеменнән Һабантуй байрамында катнашучыларны ихлас тәбрик итәм. Һабантуй үз туган ерен якын күргәндәрдә, уны хезмәте менән данлаучыларны хөрмәтләү йөзеннән оештырыла. Урал һәм Волга буе халыклары элек-электән билдәләгән иң сагу һәм яраткан милли байрамдарның бере ул. Бөек Ватан һугышында еңүнең олы юбилеен билдәләгән елда без ата-бабаларыбыз батырлыгына һәм мирасына тугры булуыбызны, туган еребез өчен фидакар хезмәт итәргә әзерлегебезне исбатлайбыз. Милләттәшләребез туган иленнән алып яшәһә лә, үзенең гореф-гадәтләрен, йолаларын онытмай. Бүгенге Һабантуйны оештыручыларга төрки халыкларының мәдәниятенә, рухи кыйммәтләренә игътибарлы һәм ихтирамлы мөнәсәбәте өчен ихлас рәхмәтемне белдерәм. Бүгенге Һабантуй безнең өчен аерылса әһәмиятле. Быелгы байрам тантаналары сикләүләр менән бәйле махсус форматта үтә. Бөтә кешелеккә янаган коронавирус инфекциясы менән кискен көрәш алып барган мәлдә без һезнең менән югары кешелек сифаттарыбызны, мохтаҗларга ярдәм итүгә әзерлегебезне тиешле баһалай алдык. Һабантуй халыктар дуслыгын һәм хезмәттәшлеген артабан ныгытуга булышлык итһен. Унда катнашучыларның күңелен күтәрһен, изге эшләргә илһамландырһын. Бөтәгезгә лә ныклы һаулык, именлек, уңыштар теләйем. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров. Спасибо большое за поздравления. Есть еще что сказать, Рустам Ильясович? Еще раз всем прекрасного настроения, хорошего дня. Рахмат, спасибо большое. А на сцену мы сейчас приглашаем нашего ветерана для поздравления. Пожалуйста. От главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова вручаются памятные монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На сцену приглашается Емель Мустафеевич Мустафин, башкирский советский прозаик, переводчик, член Союза писателей СССР и Высшего творческого совета Союза писателей России, заслуженный работник культуры Башкирской АССР. Награду вручает Герой России, полковник ВВС Рафик Рашитович Ихсанов. Я думаю, что сейчас наши телезрители аплодируют, так же, как и наши уважаемые гости в нашей студии. Пожалуйста, бір-екі сөз, может быть, два-три слова. Рафик Рашитович, два слова. Пожалуйста. Дорогие друзья, ипташлар, мен татарча бик матур сөйләшәлмим, но аңлыйм, особенно когда кызлар мия бер матур сүзләр әйтәләр. Таким образом, для меня Сабантуй еще отмечал в ссылке, в Тайшете. Выезжали на Бирюсу, я в семье 9, братья и русский народ весь. Сабантуй, Сабантуй. И брат им объяснял, Сабан – это плуг, Туй – это праздник. Значит, праздник плуга. Вот как, говорит, мы проведем этот день, такой у нас будет, мужики, урожай. Вот как мы сегодня это проведем, весело, с настроением, радостно, с любовью, с уважением друг к другу, прощая обиды, какие кто-то кому не так наступил на ногу, слабо или крепко. Мне радостно слышать здесь людей, которых я особенно знаю. Вот Акчурин. Мы с ним, он моложе меня, но он уже генерал. А я старше по возрасту, не генерал. Видишь, как судьба нами играет. Поэтому, когда мне позвонили, что будет такой-то день, праздник, я очень обрадовался, несмотря на свои 90 с лишним лет. Особенно, когда увидел красивых татарочек. Это же что-то, обалдеть можно. Цените вы их, любите их, уступайте им. Женщина всегда права. Только при этом случае у нас будут таланты. Ведь недавно отмечали 75 лет. Я невольно вспомнил Юсупова, о котором я писал лет 35 назад. Кто такой Юсупов? Это был командир, да, в начале. Его бюст стоит в Третьяковке. Сама Мухина делала. И пока Мустафин не написал об этом человеке, не знали. Он, подрывая себя, сохранил, защитил, отстоял Катюшу. Здорово. Видите, какие великие люди среди нас живут, а мы их не знаем. Недавно скончался генерал армии Махмуд Ахмедович. Емель Мустафеевич, мы на вас равняемся. Много светлого, я все равно ничего не слышу, вы можете говорить. Столько великих людей. Вот невольно недавно отмечали Карбышева. Знаете вы или нет, что Карбышев татарин? Сибирский, оказывается, из Томска, который проявил чудеса героизма, стойкости. Но Мусан Джалиль, чьей медалью я награжден. Величайший поэт, душевный человек, сильной воли. И пока мы не будем помнить их, пока мы их будем считать, что благодаря таким людям мы встречаемся с вами, мы дышим, мы весну видим. Вот такие люди родились в татарских народах.
Спасибо. 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 Это Эйдаляр Рахмат Диляр. Бигзур Рахмат Сазге. Ничто не забыто, никто не забыт. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы благодарим всех тех, кто сегодня был на этой сцене, кто награждал, кого награждали, кто говорил красивые слова, кто поздравлял всех и телезрителей, всех тех, кто присутствует. И низкий поклон, конечно, нашим ветеранам. Да. Золотые слова. Я говорила о том, что мы все принимаем, впитываем и обязательно будем нести в наше будущее поколение. Ну а мы продолжаем, и сейчас на эту сцену мы с удовольствием хотим пригласить человека, который является мультиинструменталистом, лауреатом республиканских, всероссийских и международных конкурсов, артист Республики Башкортостан, основатель и идейный вдохновитель этно-шоу проекта под названием Зайнетдин. Итак, Встречайте! для вас, уважаемые зрители, и для вас, уважаемые гости. Друзья, не слышно вас? Я думаю, что сейчас тебе аплодируют все те, кто нас смотрит. Ну и аплодисменты нашей студии, гостей нашей студии ты уже слышишь. Еще раз, подождите, пожалуйста. Вы знаете, почему мы вас решили еще раз здесь вот оставить и не отправлять вот сразу со сцены? Потому что, уважаемый Зайнетдин, мы с Элиной считаем, что вы, вот вы, ну, вот с чего вы решили, что вам нужно вот так вот аплодировать? Мы считаем, что вам нужно аплодировать намного громче, потому что вы не талант, вы талантище. Еще раз громкие аплодисменты в прямом эфире нашего Сабантуя. Он сказал спасибо всем большое. Мне очень нравится, как вы это делаете. Бигзур Рахмат. Спасибо. Спасибо, Пожалуйста. Зайнетдин. Мы продолжаем. На сцену хотим пригласить первого заместителя председателя Совета муфтиев России, председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушана Хазрят Аббасова. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисамасас. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Sizlerin için künelden tebrikliyim şuşu bulgan bizden
татар, башкорт милли бәйрәмебез белән, Сабантуй бәйрәмебез белән. Шушы матур Сабантуйларыбыз һәркайсыбыз өчен мүбәрәк булсын. Сезгә үз кайнар сәламнар һәм дә иң изге теләкләрен җибәрде безне хөрмәтле булган Россия муфтиләре шурасы рәисе, Россия муфтиләре рәисе Муфти Шейх Равил Хазрат Гайнетдин. Ул да чын күңелдән шушы матур күркәм бәйрәмебез белән тәбрик итә. Дорогие мои соотечественники, дорогие гости, также зрители онлайн Сабантуя. Сегодня, безусловно, необычный формат, ибо сегодня пандемия внесла свои коррективы. Но, как было уже отмечено ранее, этот праздник в наших сердцах, в нашей душе – это богатый праздник татаро-башкирского народа. Он показывает, насколько наши народы, как и был уже отмечен сегодня, это и межнациональный праздник стал, это трудолюбивые народы, потому что именно после посевной собирались наши батыры, собирались наши аксакалы, собирались все жители сел, деревень и вместе дружно отмечали этот красивый национальный праздник наших народов. И в этот праздничный день я искренне передаю вам самые теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени духовного лидера мусульман России, муфти шейха Равиля Гайнуддина, желая всем вам мира, милости и благоденствия Всевышнего. Сабантуй бәйрәмебез мүбәрәк булсын. Амин, шулай булсын. Спасибо большое. Бигзор Ахмед. На сцену приглашается заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Анатольевич Беткин. Приветствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие гости праздника, от имени Федерального агентства по делам национальности разрешите вас поздравить с праздником Сабантуй. Это уникальный праздник. Это одновременно древний и одновременно очень современный праздник. Сегодня он проходит в онлайн-формате. Это одновременно праздник труда и одновременно праздник веселья. Важно подчеркнуть, что Сабантуй занял достойное место как общий татаро-башкирский праздник не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. И одновременно этот праздник способствует взаимопроникновению, взаимообогащению культур многих народов. А это важное условие для построения сильного государства. Спасибо вам, с праздником! Мы просим вас не уходить, потому что на эту сцену мы хотим пригласить председателя оргкомитета Сабантуй Москва онлайн 2020 Фарита Фарисовича Фарисова и за вклад в межконфессиональное и межнациональное единство народов России награждается руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Вячеславович Баринов. Пожалуйста, Фарид Фарисович. Я извиняюсь, вне протокола я хотел бы пригласить человека, который подставляет. И мы надеемся, что в будущем будет подставлять свое крепкое плечо наша культурно-национальная автономия. Я хочу пригласить на сцену Ильдара Ириковича Гильмуддинова, руководителя федеральных автономий России. Хочу поприветствовать, потому что он начал этот праздник с Сахалина и завершает официальную часть. Хайрликан. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле туганнар, дуслар, барыбызны да шушы зур бәйрәм белән. Ул Сабантуй бәйрәме инде безнең халкыбызның иң борынгы бәйрәмнәренең берсе. Һәм безнең бурыч аны сүкми чәчми безнең яшь буынга җиткерү. Һәм нинди генә кыенлыклар булуга карамастан, нинди генә авырулар безне җәфаламасыннар, ләкин Сабантуй бар, була һәм киләчәктә дә булачак. Шуңа күрә барыбызны да бәйрәм белән. Я всех поздравляю с Сабантуем. Это наш древнейший праздник татаро-башкирский, который передается из века веков, и мы должны его передать нашему будущему поколению. Поэтому этот формат, он для того, чтобы мы не забывали наши традиции и несмотря ни на что ее проводили. Спасибо всем участникам, всем, кто организовывал, всем гостям. Надеюсь, что вам такой Сабантуй тоже понравится.
Спасибо, Бигзур Ахмед. Бигзур Ахмед. Китмегас, не уходите, пожалуйста. Ильдар Ирикович, мы хотим вас также наградить за вклад в межконфессиональное и межнациональное единство народов России. Ну и, конечно же, все это происходит под аплодисменты и наших гостей, и телезрителей. Хурматлы кунаклар, уважаемые гости, мы благодарим всех вас, наших почетных гостей, наших уважаемых гостей, которые сегодня были на этой сцене, которые награждали, которые получали подарки, которые говорили вам, уважаемые телезрители, красивые слова. Бигзур Рахмат Сезге, спасибо вам большое. Сезне Байрам Белян, вас с большим праздником, который называется Сабантуй. И несмотря на то, что где-то пандемия, где-то и здесь, и везде, мы все-таки будем сохранять этот формат и радовать всех вас. И надеемся, что в следующем году мы уже все вместе встретимся на Майдане, будем бегать в мешках и пить катык, искать там монету. Надеемся, что мы также встретимся с вами в Коломенском. Я хочу еще пояснить для наших зрителей, которые сейчас смотрят нас в прямом эфире, о том, что здесь сейчас происходит в прямом эфире то, что вы видите. Но нам, ведущим, видно то, что не видите вы, остается за кадром. Здесь очень большое количество народу, но это только те, кого мы искренне любим, пригласили и ждали на этом онлайн-сабантуе. И мы хотим наших уважаемых гостей проводить, с вашего позволения, потому что дальше у нас пойдет программа уже в онлайн-формате, как это было и в самом начале. И для того, чтобы вам поздравить друг друга, сказать друг другу красивые слова, еще раз пообщаться, поговорить, мы, конечно же, приглашаем вас вне этого зала, да, для того, чтобы здесь уже прошло все на экране, потому что у нас сейчас мы будем рассказывать о том, что же происходит на наших 6 площадках по всему миру. То есть... Вообще, каждый год в парке Коломенском, я тебе хочу сказать о том, что каждый год проходят разные мероприятия. Есть официальная часть, которая сейчас закончилась, и потом уже начинается сам байрам, такой большой байрам. И на сцену под ваши бурные аплодисменты, а мы правда считаем, что вы сидите сейчас и смотрите по ту сторону экрана и аплодируете нам, мы приглашаем ансамбль татарского танца «Ильдан», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радив Иеваев. Да, тем самым мы хотим сказать всем вам то, что официальная часть БТ Хазер, сейчас у нас уже будет концертная часть, уже будет концертная программа, конкурсная программа, поэтому не вздумайте выключать свои телевизоры, а лучше поаплодируйте этим красивым и талантливым танцорам. Пойдем уже. Да, пойдем, покидаем эту сцену. Ай, молодеслар да инде.
Спасибо большое, Бигзур Рахмат. Вот так ярко и весело мы вспомнили, как каждый год проходит праздник в парке Коломенском. И каждый год для нас этот праздник все ярче и ярче открывается. И каждый год он становится роднее и роднее. Поэтому сегодня на нашем празднике присутствует человек, без которого бы мы точно не обошлись. Я прошу подняться на сцену исполняющего обязанности директора Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника Коломенское Наталью Михайловну Голованову. Здравствуйте, уважаемая Наталья Михайловна, мы рады вас видеть. Бигзур Рахмат, спасибо большое, что вы сегодня здесь с нами. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. В этом году мы традиционно с вами отмечаем прекрасный национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Стало доброй и хорошей традицией уже много лет на территории музея-заповедника Коломенского в Москве праздновать этот прекрасный праздник. Его знают, любят, его ждут. И каждый год на нашей площадке собирается больше 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Праздник стал уже поистине семейным, потому что люди туда приходят семьей. Им очень интересно знакомиться с прекрасными национальными культурными традициями татарского народа, башкирского народа. И я хочу сказать, вы такие молодцы. Вы в этом празднике объединяете всех своих друзей, соседей. И вы действительно сделали этот праздник прекрасным межнациональным праздником. Вы научили, как нужно дружить. Вокруг вашего праздника собираются друзья, соратники, единомышленники. И никакая пандемия, я хочу сказать, не может нас с вами напугать и испортить праздник. Потому что есть система онлайн, которая тоже работает и которая тоже приносит свой плюс. И благодаря тому, что мы перешли с вами на праздник в онлайн-версии, в этом году, я думаю, что у вас увеличится количество посетителей в разы. У вас друзей станет в миллионы раз больше, чем было. И я думаю, что, хотя у нас большая территория в Коломенском, 350 гектар, но боюсь, что после онлайн нам там тоже может быть просто тесно. Дорогие друзья, разрешите поздравить вас от имени руководителя музея-заповедника Коломенское, директора Тимофеева Всеволода Александровича. Он передает вам самые теплые и искренние поздравления и пожелания. Пусть в вашем доме всегда будет мир, счастье, добро. Пусть всегда будет хорошая погода. А наша коломенская гостеприимная земля всегда ждет вас. Мы рады вам. С праздником, дорогие! Спасибо вам большое, вас тоже с этим праздником. Правильно вы сказали то, что никакая пандемия нас не остановит. И правильно вы сказали, что сейчас вот если, допустим, мы до этого могли просто прийти в Коломенское, ну там, да, вот как вы сказали, определенное количество людей, то сейчас вы можете познакомиться с людьми со всего мира и сказать, так, на следующий год, Аллах берса, дай Бог, все собираемся в Коломенском, правильно? Но у нас с вами есть еще и юбиляры. Да. Наш прекрасный Татарстан. Поэтому наш коллектив, у нас большой коллектив, 650 человек, подготовил прекрасный поздравительный адрес. Я его с удовольствием вручу нашим дорогим друзьям, нашему Татарстану. Здоровья, счастья, благополучия и с юбилеем, дорогие! Спасибо. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Просим вас пройти. Спасибо. Мы продолжаем. Сегодня, в год празднования столетия образования ТССР, мы запустили онлайн-проект «Сабантуй Москва-2020», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И чего мы только для вас не приготовили. Наверняка вот наши телезрители сидят и думают, когда же уже они расскажут, что же нас ждет. Хотя кто-то, наверное, уже подглядывает Это те, кто на нашем канале сейчас нас за смотрит, наши спины и такие, о, посмотри, там и крэш будет и так далее, и так далее. Сейчас мы с Элиной с удовольствием хотим вас познакомить с нашими площадками, которые сегодня в течение всего дня будут вас радовать, где вы можете в онлайн-формате принимать участие. Да? Совершенно Да. верно. Итак, первая площадка называется, ну как первая, одна из площадок называется «Крэш». Все знают, что крэш – это борьба. Здесь каждый подробно сможет понять, что это за уникальный вид борьбы, так плотно укоренившийся в национально-татаро-башкирской культуре. Без его организации праздник Сабантуй абсолютно немыслим. И вообще, можно сказать, Сабантуй нельзя представить без крэш. Мы приглашаем вас на игровой Сабантуй. Познакомимся там со всеми играми национального праздника. Узнаем, какую роль
играют кони в жизни татаро-башкирской культуры, на этом канале также широко представлена и детская программа от Татар-мультфильма. Да. Также у нас будет функционировать, действовать Сабантуй Маркет с самыми эксклюзивными национальными товарами и производителями. Только сегодня вы можете приобрести уникальные товары и продукцию в онлайн-формате по самым выгодным условиям, используя промокод «Мы от Загриева». Шучу, конечно же. Промокод будет такой: Сабантуй онлайн. Вот прям так и говорите, пишите Сабантуй онлайн, и скидка вам обеспечена. Хозяюшки могут подключиться к национальной кухне. Канал так и называется «Национальная кухня». В прямом эфире можно будет научиться готовить исключительно традиционную еду, все самое любимое и вкусное татаро-башкирской кухни. Я поделюсь и открою вам занавес. Там будет приготовление от самой Алсу. Она научит, как готовить тукмач. Да, и споете заодно с ней вместе, да, что-нибудь на татарском языке или на башкирском. Вот молодежная Сабантуй. Вот посмотрите, пожалуйста, вот я вот сейчас хочу обратить ваше внимание. Молодежная Сабантуй — это встреча с полезными и интересными спикерами, раскрытие вопросов, которые касаются создания семьи и традиционных ценностей, знакомство с самыми яркими проектами татарских и башкирских студентов. Ну и, конечно же, мы покажем вам праздничный концерт с участием звезд татарской башкирской эстрады, а также артисты Татарского культурного центра и культурного центра Башкортостан. А кто будут эти артисты? Вы давайте, пожалуйста, мы вам не будем раскрывать секретов, а то сейчас сразу же, ну, так как-то. Вот сидите, смотрите, пойте вместе с нами и танцуйте тоже. А я считаю, что надо удержать зрителей и сказать о том, что любимчики Зайниддина его еще увидят чуть попозже. Да. Ну что ж, дорогие зрители, вы можете свободно перемещаться по всем нашим каналам, по нашему онлайн-Сабантую. Представляю, сейчас в какой-то квартире, там сын пошел в свою комнату, включил телевизор, смотрит молодежный Сабантуй. Мама пошла смотреть, как готовить татарские и башкирские блюда, а папа смотрит Крэш. Но у нас еще есть другие каналы. Шума Куря. Именно поэтому проведите этот день сегодня с удовольствием и с пользой. Поздравляем вас с этим праздником. Ну а сегодня также на этой сцене будут меняться ведущие, потому что для вас, мы приготовили тоже много-много интересного. Ну и, конечно, мы хотим поблагодарить за поддержку наших генеральных партнеров. Это компанию «Татнефть» и нашего генерального информационного партнера, телерадиокомпанию «Мир». И сегодня, потому что наверняка сейчас все думают, даже вот мужчины сидят у экрана и говорят, что же это за красивая девушка, как же ее зовут в таком красивом платье. Ее зовут Элина, имейте в виду. Да, а моего соведущего сегодня, который на протяжении нескольких часов, до 7, до 6 часов вечера, будет сегодня с нами, зовут Айрат. Очень приятно со всеми вами познакомиться. И мы хотим вас познакомить с еще одной красивой и талантливой девушкой, нашей соведущей, нашей коллегой. Ее зовут Ляйсан Дусаева. Ляйсан, мне кажется, кто тебя знает, тебе сейчас там аплодирует прямо у экранов. Кто тебя не знает, громче аплодирует и говорит, кто же? Кымбул, кумбул, кымснул. Ну что ж, мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Кадерлі достар, хөрмәтле кунаклар, без сезне чын күңелдән сәламлибез. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на онлайн-Сабантуе. Приятно и символично, что в 2020 году, когда мы с вами отмечаем столетие образования Татарской АССР, мы отмечаем еще и Сабантуй в очень новом формате. Мы отмечаем Сабантуй онлайн. Мы постарались сделать так, чтобы вы, несмотря на то, что новый формат, смогли ощутить весь дух этого любимого душевного праздника. И поэтому мы специально для вас одновременно запустили несколько площадок. Сразу 6 площадок. Пожалуйста, посмотрите, это 6 тематических каналов: борьба, национальная кухня, праздничный концерт, молодежный Сабантуй, игровой Сабантуй, Сабантуй Маркет. Все для того, чтобы вас порадовать, все для того, чтобы люди в разных уголках мира смогли проникнуться духом
Сабантуя. И сейчас зрителей и организаторов этого праздника поздравляют татары из Чикаго. Приветствуем Сабантуй, Москва 2020! Мы, татары Чикаго, передаем пламенный привет всем нашим соотечественникам. И от всей души хотим поздравить наш Татарстан со столетним юбилеем. Мы очень гордимся нашей республикой и прилагаем усилия, чтобы прославить татар во всем мире. Барлык ватандашларыбызга, якташларыбызга Чикаго татарларыннан кайнар сәламнәр. Яраткан Татарстаныбызны 100 еллык юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Туган ягыбызга тынычлык, уңышлар һәм бердәмлек телибез. We, Tatars of United States of America, would like to unite all Tatars of the world. It is so great that Tatars live in all parts of the globe. And we are sending our warmest wishes to all of you and to Moscow Сабантуй 2020. Мы вместе! Сабантуй берләштерә! Мы вместе, действительно, Сабантуй объединяет. Сегодня в этой студии мы обязательно встретимся с известными певцами, спортсменами, яркими представителями татарского, башкирского народов. Все это вас ожидает впереди. Ну а прямо сейчас принимайте очередное поздравление от легендарного ватерполиста, двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирика Зеннорова. Поздравляю участников и организаторов с праздником Сабантуй 2020. Для нас это один из значимых праздников, тем более в этом году у нас 75-летие годовщины победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТССР. И мы никак не могли не отметить этот праздник, независимо от того, что сейчас пандемия коронавируса. И поэтому огромная благодарность организаторам этого праздника. Всех еще раз с праздником. Без Берге, без Белдарабус и Алга. Алга. Впереди у нас будет очень много интересного. Кстати, у каждого из вас будет возможность выиграть приз. Мы проведем викторину Шикляуэк. Все, что вам нужно будет сделать, внимательно послушать вопрос, подумать из предложенных вариантов, какой же ответ правильный. И, естественно, самые расторопные, которые первые дадут правильный ответ, получат от нас подарок. Так что смотрите в оба, не пропустите. Ну а прямо сейчас возьмите ложку побольше. Вы не представляете, сколько вкусностей вам предстоит сегодня вкусить. Принимайте очередное поздравление. Хәерле көн, хөрмәтле тугандар. Хәерле көн, хөрмәтле Һабантуй кунактары. Һезне барыгызны ла ошо матур, күркәм Һабантуй байрамы менән ысын күңелдән кайнар котлайм. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, гости Сабантуя 2020! Искренне приветствую вас, всех участников этого замечательного праздника. Традиционно Сабантуй был и остается праздником единения народов, культур и сердец. В нашей многонациональной России сегодня проживает более 193 национальностей. Работают успешно более 1000 национально-культурных автономий, народных центров. И мне приятно сообщить, что буквально несколько дней назад Федеральная национально-культурная автономия Башкир получила свою регистрацию. Я поздравляю нас всех, и я думаю, что это начало большого пути, новых творческих проектов. Дорогие друзья, мы, конечно же, мечтали все вместе собраться на площадке Сабантуя, но жизнь вносит свои коррективы. И, к сожалению, из-за эпидемии коронавирусной инфекции мы встречаемся вот в таком необычном формате. Но я уверена, что тепло наших сердец, наше желание вместе сохранить нашу многонациональную культуру, оно сильнее любых преград. С особой теплотой мы сегодня говорим о наших волонтерах, о наших врачах, которые очень многое сделали для того, чтобы в буквальном смысле спасти наши жизни и здоровье. 116 тысяч волонтеров по всей России служили на благо нашего народа. 5000 из них
в Республике Башкортостан. Более 7 тысяч врачей день и ночь сражались за жизни и здоровье наших граждан. 2020 год – год памяти и славы. И мне кажется, большой победой, данью памяти наших отцов, дедов и прадедов является решение президента Российской Федерации о том, что город Уфа и город Казань признаны городами трудовой доблести. Дорогие друзья, я еще раз искренне и сердечно приветствую всех участников нашего Сабантуя. Искренне желаю вам здоровья, новых творческих успехов. Наша сила в единстве. Хөрмәтле тугандар, байрам менән һеҙҙе, һау булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Kullarыңны миңа сүзеп, янарымнан мине үзеп, сәлам бермей үтмә қызықтай. Күзләремә әле қара, йөрәккә емутта яна, син бит минем өчен сылукай. Яратасың икән, турысын әйтергәм, мин дә бит сине яратам. Уйга батып калма, сөюемне аңла, мин җырларым аша аңлатам. Яратасың икән, турысын әйтергәм, мин дә бит сине яратам. Уйга батып калма, сөюемне аңла, мин җырларым аша аңлатам. Әйдә инде бергә булыйк, гомер юлын бергә узыйк, бер ялгызым мине калдырма. Авыр сүзләр миңа әйтеп, җанарыма яра салып, йөрәгемне зинһар яндырма. Яратасың икән, турысын әйтергәм, мин дә бит сине яратам. Уйга батып калма, сөюемне аңла, мин җырларым аша аңлатам. Яратасың икән, турысын әйтергәм, мин дә бит сине яратам. Уйга батып калма, сөюемне аңла, мин җырларым аша аңлатам. Яратасың икән, турысын әйтергәм, мин дә бит сине яратам. Уйга батып калма, сөюемне аңла, мин җырларым аша аңлатам. Яратасың икән, турысын әйтергәм, мин дә бит сине яратам. Уйга батып калма, сөюемне аңла, мин җырларым аша аңлатам. Популярный татарский эстрадный певец, композитор, продюсер Радик Ярулин. Радик, привет! Привет, всем привет, здравствуйте, дорогие зрители! Присаживайся, пожалуйста, давай с тобой немножко поговорим. С удовольствием. Давай, во-первых, сначала признаемся, что мы с тобой знакомы давно. Очень давным-давно, я даже не помню, где это произошло, как, при каких обстоятельствах, но помню, что мы часто пересекались на подобного рода мероприятиях, на массовых, на сабантуях, на форумах, ну, где только не были. Вот, вместе. кстати, действительно, часто встречаемся на сабантуях. В качестве коллег. В качестве коллег. Да. А просто как отдыхающий ты приходишь на сабантую? Знаешь ли, не помню такого случая, когда это было в последний раз. Наверное, когда был совсем маленький. С юношества всегда участвовал в сабантуях.
В качестве исполнителя, в качестве продюсера, в качестве организатора. Со скольки лет? Я давно, очень давно. Это, наверное, началось где-то с 12 лет. Может, чуть раньше, с 11, когда я уже начинал проводить татарские дискотеки на Сабантуях. Я уже тогда писал песни не только себе, но и местным артистам татарским. И вот пошло-поехало, потом уже стал сам организовывать эти праздники Сабантуи, когда уже... Это я не про Москву говорю, а про регионы, да? Про Мне Татарстан. кажется, что сейчас немножко пошла реклама. А мне бы хотелось узнать, все-таки помнишь ли ты свой самый первый Сабантуй, когда ты пришел еще маленьким мальчиком? Тебя родители водили, нет? Да, мои родители, я ему за это очень благодарен. Все детство меня водили по татарским мероприятиям, в том числе на Сабантуе. И самый первый, это, наверное, когда я был солистом группы «Айкай», ни для кого это не секрет, под руководством заслуженной артистки Республики Татарстан Розы Хабибулиной. Привет ей, она тут на нас смотрит. Вот. И в этом составе я участвовал на Сабантуях. Я даже не помню, какой был первый. Роза, может, подскажет. Там их... Но мы объездили весь свет, скажем так, мягко говоря. Поэтому впечатлений много, они переполняют. Весь свет, я правильно понимаю, что был за рубежом? За рубежом тоже был на А Сабантуях. как проходят Сабантуи там? И чем-то отличаются от того, что происходит здесь у нас? В Москве, в Татарстане? По сути, ничем не отличается. Те же люди, которые просто живут там. Кто-то приезжает из России, кто-то с других концов мира. Ну, просто чуть-чуть скромнее масштаб, и все. По факту все то же самое. Тот же язык, те же песни, те же традиции. Ну, Татары умеют скромнее? бывает такое, да. Умеют, конечно же. Но удалось побывать в Берлине, в Женеве на Сабантуе. В Париж не доехал, к сожалению. Тоже очень хотелось попасть. Ну, знаете, очень, очень приятные ощущения, то, что в каком-то далеком конце от нашей родины, скажем так, собираются наши люди и не забывают свои традиции, за что спасибо. А ты сам принимаешь участие в каких-то конкурсах? На Сабантуях? Да, конечно. Может быть, ты на столб залезаешь или в борьбе участвуешь? На сцену залезаю. Очень высоко получается, падать страшно оттуда. Ну это если нечестно, честно. нет, это все-таки Нет, не на самом деле, в мешках, может, прыгаешь. Было дело, да, когда был совсем маленьким, но на самом деле, я повторюсь, с юношества занимаюсь уже организацией этих мероприятий, и пою, и организовываю молодежные площадки. Поэтому, честно говоря, при всем моем желании, мне даже стыдно признаться, что я не особо часто могу смотреть, наблюдать за борьбой. Теперь я тебя буду еще стыдить. Да. Сабантуй – это все-таки праздник плуга, это окончание посевных работ. Ты сам-то что-то делаешь на огороде? Конечно, я копаю. Да ладно? Да, у меня в загородном доме, вот Аулда Безда, Рыбушкина, Нижегородская область, кто знает, поймет. У меня там грядки, супруга все там сеет. В общем, копаем. Супруга, ты сказал супруга, а сам? Я проговорился. Нет, супруги. В общем, она попросила парник. Она. Да, я все это организовал, и пришлось самому же копать. Так, скажи мне, пожалуйста, организовал это, кого-то привел, или все-таки ты сам колотил этот парник? Сам колотил парник. Нет, не колотил. Нет, я заказал бригаду, они все это сделали. Но копать-то мне пришлось. Ну ладно, согласна. Потому что техника туда не проходит, приходится вот в ручном режиме. А тем более в условиях карантина никого нельзя было приглашать туда внутрь, но пришлось самим, на что делать. Согласна, ты сейчас на всех правах можешь отмечать этот праздник, а как-то по-особенному готовишься? По-особенному целый год, честно говоря. Это самый долгожданный праздник с детства. Как только лето, у меня сразу ассоциации то, что впереди Сабантуи. Причем их много, Москва, И что ты готовишь? Казань, Мешки для Татарстан. денег, которые зарабатываешь? Мы готовим новые песни. Ну, так как мы люди творческие, в первую очередь наша прямая не задача, но, можно сказать, задача – это обеспечить музыкальную часть, творческую. Поэтому мешками, я думаю, есть там кому заниматься. Борьбой тоже. Вот у меня своя направленность, и не хотелось бы себя слишком широко
использовать в качестве, ну не знаю, организации или еще чего. В общем, я все свои силы, всю энергию, всю творческую энергию трачу именно на творческую часть. Как пройдет, что будет, какая аппаратура, какие-то фишки, может, интересные. Поэтому стараюсь в спорт не лезть. Но не умею я пирожки печь, вот я и не берусь за них, понимаете? Хорошо, а какие национальные традиции все-таки присутствуют в вашей семье? В семье все традиции. Но, Ну, может то, быть, что я жена что-то- работает, это я поняла. Это не традиция, это обязанность. На самом деле моя супруга не работает, а я не позволяю ей на данном этапе нашей жизни этого делать. Может быть, чуть позже обязательно это сделаю, но она рвется. Я пока не отпускаю. Предпочитаю сам зарабатывать, она пускай хранит семейный очаг. Правильную мысль говоришь. Что ж, поздравляю тебя с Сабантуем. И, конечно же, мы не можем тебя отпустить из нашей студии без подарка. Принимай, пожалуйста, подарок от наших партнеров Сабантуя. Спасибо большое. От организаторов. Рахмет. Ну а вы, дорогие зрители, оставайтесь с нами. Впереди еще немало интересного. Рахмет. Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. Хәерле көн, кадерле дуслар, без сезне чын күңелдән сәламлибез. Мы рады приветствовать вас на онлайн Сабантуе, который организовала автономия татар Москвы и Татарский культурный центр. Подробнее об этом мы поговорим с председателем оргкомитета, руководителем Татарской национально-культурной автономии Москвы Фаритом Фарисовичем Фаритовым. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Фарид Фарисович, а вообще как появилась эта идея организовать онлайн Сабантуй? Амбициозный проект, скажу вам сразу. Сразу вам скажу, я сейчас приглашу на сцену, благодаря которым этот праздник состоялся. Это два ветерана, которые делают Сабантуй с 1988 года. Это Джафар Абы Файзрахманов. Это работник Духовного управления мусульман Российской Федерации. И также член культурно-национальной автономии. И, конечно же, Хусаинов Анвар Умарович. Это те ветераны, которых я хотел бы пригласить на нашу сцену. Пожалуйста, я прошу, именно они будут рассказывать про Сабантуй. А идея возродилась очень легко, когда они подошли и сказали: Фарид Фарисович, мы делали Сабантуй всегда при любых обстоятельствах и при любой погоде. Не было шансов не провести Сабантуй. Джафар Абы, вам слово. Рахмет, Фарид Фарисович. Әлбәттә, инде миңа Алла насип итте баштан ул Сабантуйда оештыруга катнашырга. Инде әйтелде, авырлыклар булды, ләкин без һәр елны үткәрдек. Бу елны башкарак формада үткәрелә, ләкин үткәрелә. Без өметләнәбез, безнең халкыбыз карый дип, киләсе елларда сау-сәламәт булып турсак, инде обычно үткән кебек үтәр дип. Әлбәттә, узак еллар безнең бу оргкомитетның башлыгы булып Расим
Акчурин тұрды, анан Хусайынов болды, Анварамаш, әлінде Фарис. Аллаға шүкір, Сабантойның дәрежесі көтерілді. Әлбәттә, бұл іште біз бик зор рәхмәтләр әйтер идек. Мерияға Мәскәүнекенә алар ярдәм итәләр Татарстанга, Башкортстанга, инде безнең ярдәм итү кешеләребезгә. Әлбәттә, Сабантуй көрәш, саулык, сәламәтлек, Сабантуй уеннар дигән сүз, Сабантуй очрашу дигән сүз, танышу дигән сүз бу елны булмады инде әлбәттә. Халкыбыз булса, милләтебез булса, Сабантуйларыбыз булыр дип, милли бәйрәмнәребез булыр дип без өметләнәбез. Әлбәттә, без үткән елны Башкортстан җәмгыятенең 100 еллыгын үткәрдек. Бу елны әлбәттә Татарстанның җәмгыяте оешуына 100 ел без Татарстанда яши торган халыкны тәбриклибез, саулык, сәламәтлек телибез. Әлбәттә, без ышанып калабыз, киләсе елларда да матур гына Сабантуйлар үтәр дип, инде оештыручылар шулай сау сәламәт бөтенесе булыр дип, әлбәттә илләребезгә тынычлык телибез, гаиләләребезгә бәхетләр телибез, оештыручыларга сау сәламәт телибез. Киләсе зур бәйрәмнәрдә Алла Тәгалә безгә очрашырга насыйп әйләсен, милләтебездә, илебездә тынычлык булсын. Әлбәттә, һәр кеше үзенә сорау бирергә тиешле. Ул милләт өчен нәрсә эшләде, дин өчен нәрсә эшләде, ватан өчен нәрсә эшләде, эшләгәне эшләре бардыр. Бәлки киләчәктә эшләргә теләкләре бардыр. Уңышлар телим, киләсе елларда шулай саулыкта, сәламәтлектә, иминлектә очрашырга Алла Тәгалә насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Hürmetli milleteşler, sizni baragızında Мәскәү Milli Мәдәни Мөхтәрият һәм Мәскәү Мәдәни Үзәкнең исеменнән бүгенге зор олы байрам белән, Сабантуй белән тәбриклим. Я хочу, дорогие друзья, присоединиться к словам Фарида Фарисовича о том, что Сабантуй пройдет независимо от любых обстоятельств. И давайте буквально на 10 секунд в историю окунемся. Мы проводили Сабантуй, когда, не очень хорошо, наверное, вспоминать такие события, но состоялся в это же время взрыв в Тушино. И вот эти два человека, стоящие на этой сцене, Жафар Ярулович и я, сидели и думали, закрывать нам Сабантуй или продолжать. И мы приняли решение Сабантуй продолжать. В ураган мы проводили Сабантуй в Бийске, когда борцы боролись по щиколотку в воде. Еще одна напасть – коронавирус. Но и здесь татарская автономия города Москвы нашла совершенно замечательный и, на мой взгляд, понравившийся всем выход. А вообще история Сабантуев в Москве насчитывает многие, можно сказать, уже века. У нас есть документальные свидетельства о проведении Сабантуев в 19 и начале 20 века. Фарид Фаридович сказал, что в 1988 году Сабантуй начали проводить. Да, мы его практически возродили, и с тех пор эстафета Сабантуев идет каждый год, и совершенно замечательно, что она не прервалась и в этом году. Что делать? Но время идет, наступит 2021 год, придет время проведения Сабантуев, татарская автономия возьмется за это дело и проведет его. И мы отпразднуем, отгуляем, отрадуемся на следующий день за 2 года. А мы это делать умеем. Всех с праздником! Бик зур рахмат. Все? Да, действительно, всех с праздником. Турецкая пословица гласит: существует столько видов плова, сколько городов в мусульманском мире. Сегодня на канале «Национальная кухня» мастер-класс по приготовлению плова от дома татарской кухни. А ДТК умеет готовить вкусно. Причем не только национальную кухню. Давайте посмотрим небольшой обзор. Сегодня мы побывали на мастер-классе в доме татарской кухни и готовили кыстыбы. Если честно, то я думала, что это очень сложно, но прекрасный повар Дания Апа нам все объяснила, все показала. И даже если вы никогда в жизни не готовили, то тут вы точно научитесь готовить. Менимчә, мондый конкурслар бик мөһим, чөнки һәр татар кызы үзенең милли ризыкларын бия итеп пешерә белергә тиеш.
Я думала, честно, что это будет сложнее, что я не умею готовить выпечку, но это абсолютно не так. За час мы уже сделали кыстыбый. Всех зову на этот мастер-класс. Здесь очень здорово, атмосферно и все очень добрые. Bizning yanında bek ko'p qizlar keldi, turli yoqlardan keldilar. Har bir yoqda qistovый pishirish o'zinchaliklari bor. Biz bugun bizning retsept bilan pishirdik. Всех ждем на мастер-класс Дом татарской кухни. Салям Казань. Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. Восточная мудрость гласит, одну веточку сломать легко, а вот пучок прутьев невозможно. И это действительно так. Когда мы все вместе, то нам легче противостоять всем невзгодам. Сабантуй объединяет, и сейчас принимайте поздравления из Стамбула. Hürmetli tuğanlar, kan kardeşlerim, sizni Türkiye'nin İstanbul şehrinde 1955 yılda barlıkka kilgen İdil Ural Türkleri Medeniyet hem Yardımlaşma Cemiyeti isminden hem şahsen üzüm sizni büyük Tatar halkının milli bayramı Sabantuy unayından hem Tasır'ın 100. yıllık jübileyini ihlas könelim bilen tebrikliyim. Birinci mertebe Sabantuy bayramını şulay ütkerebiz. Bu Sabantuyunun unutulmazlık güzel hetreler bilen bütünümüzün künüllerimizde olacağına üşanam. Biz zur Tatar halkı. Şimdi zur hazine bizge miras kaldırıldı. Heyde, bu hazineni, dilimizni, dinimizni, gırf adetlerimizni, barısını da yakşıgına saklap, kilesi buğunlarga bülek iterge. Tırışabız, tırışacakbız. Bu her vakit biznin ata babaya bulgan burcumuz bulacak. Hemmegizde de sağlık, selametlik, gaile beheti, tulu üsteller, hem tügerek, ek behitli imin günler tileyim. Bu Sabantuy bayramı, jir şarında yaşayan Tatar halkına behitli mizgiller bülek etsin. İsen sağ bul Tatar halkım, ihtiram bilen. Спасибо вам огромное за такие душевные поздравления, за такие теплые видео. Низкий вам поклон. Ну и какой же Сабантуй без национальной борьбы кыряш? Буквально через мгновение обсудим все тонкости этой борьбы. Ну а сейчас принимайте поздравления из Свердловской области. Qadrli dostlar, Hizde Sverdlovsk ülkəsinin Küp milletli halkı isiminden, ülke Başkurt Kurultayı isiminden, Gürkem Bayram Sabantuy menen ısın көңілден құтлайым. Ғайлегізге ак бақыттар, шатлык, тазалык, ішігізде зор уңыштар тілейім. Дорогие друзья, от имени многонационального народа Свердловской области,
от имени Консультативного совета по делам национальности при губернаторе Свердловской области, от имени Ассоциации национально-культурных общественных объединений Свердловской области и от имени Курултай-Башкир Свердловской области сердечно поздравляю вас с замечательным народным праздником Сабантуй, который издавна вошел в календарь важнейших событий тюркоязычных народов. Сегодня он символизирует не только изначальный смысл празднования окончания весенней страды, но и стремление к сохранению богатства культуры наших народов, родного языка, радушия и гостеприимства, способствует к единению людей различных национальностей и вероисповеданий. Сабантуй нам дорог. Это наша традиция, это наша культура. В Свердловской области, как и в Республике Башкортостан, Сабантуй проводится повсеместно и с большим энтузиазмом. В этом нам помогает Республика Башкортостан, как и другим регионам и зарубежным странам, где находится наше землячество. Дорогие друзья, поздравляю вас еще раз с праздником. Пусть Сабантуй вам придаст новый настрой на добрые дела. Спасибо, с праздником вас! Наш праздник продолжается. У нас в студии вице-президент Общероссийской общественной организации Федерация КРЭШ России Равиль Хайдарович Нагуманов и судья международной категории Наиль Махмутов. Здравствуйте. Добрый день. Многие слышали про борьбу, но при этом не все знают тонкости борьбы КРЭШ. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность? Эта борьба существует уже много столетий, тысячелетий даже. И всегда на Сабантуе выявлялся сильнейший борец, батыр этого Сабантуя. Ну и до нашего времени дошла борьба КРЭШ с такими же правилами, более интересные, усовершенствованные. Ну вот в чем тонкости? Это борьба на поясах. Тонкости и в технике, и в силе. А какими качествами должен обладать борец, чтобы заниматься именно КРЭШ? Ну, во-первых, он должен пройти азы. Еще детьми всегда, старшее поколение. То есть мне уже не грозит? Нет. Увы, ах. Но это вообще не женский вид? Или все-таки женщины есть? Ну, в борьбе на поясах есть женский вид. Женщины борются, и чемпионы мира есть, и Европы, и России. А в борьбе КРЭШ только классический стиль. Но в дальнейшем, конечно, будет и вольный стиль. Это применение ног. Еще раз. То есть когда-то на Сабантуй мы все-таки увидим женщин на борющихся, да, на ковре. Правильно? Да, разрешите вот здесь внести некоторые для людей, которые первый раз об этом слышат. Ну вот вы такие, как я. Да. Борьба КРЭШ существует на самом деле 1000 лет, больше 1000 лет. Сегодня есть записи арабских путешественников, которые проходили наши земли 1000 лет назад, и они записали уже, есть источник, который гласит о том, что была борьба, был праздник Сабантуй, был такой праздник урожая, праздник плуга, по-разному его называют, и борьба, кульминацией этого Сабантуя являлась финальная схватка борцов, и это называлось тогда и называется сейчас КРЭШем. Но есть маленькие различия. Вот, например, в Татарстане борется по одним правилам, они так называются КРЭШ, и есть общественная организация, которая представляет, и есть борьба КРЭШ. А вот, например, в Московской области и Нижегородской области борьба КРЭШ ассоциируется с такой же борьбой, только немножко по другим правилам. То есть это шло исконно уже из тех времен, и она так закрепилась. И сейчас... У каждого региона свой стиль какой-то, свой стиль, да? Но мы пришли сейчас, мы живем в мире IT-технологий, и поэтому нам пришлось все-таки определить вид спорта. Сегодня существует вот наш вид спорта КРЭШ, он так называется, это общероссийский вид спорта КРЭШ, по которому выполняют звание мастер спорта России, мастер спорта международного класса.
И также, вот о чем говорит Наиль Хайдарович, существует борьба на поясах. Там, и она делится уже на два стиля. Классический стиль, который только вот как в греко-римской борьбе, в спортивной борьбе, это борьба выше пояса, то есть без участия ног. А в борьбе на поясах также еще существует борьба, стиль вольный. То есть там уже с зацепами, с подножками. Ну, то есть это более травматичное. Ну, это, наверное, более, сказать, обширный вид спорта. Потому что, вот, например, мы планировали вообще на этом сабантуе провести Кубок мира по крэш по классическому стилю, так скажем. То есть по борьбе крэш, где участия ног нету. То есть спортсмен должен сначала приподнять соперника, а потом каким-то из разрешенных приемов положить его на лопатки или на спину. Ну, правильно я понимаю, что выигрывает тот, кто тяжелее? Не всегда. Не всегда? Выигрывает тот, кто провел один из разрешенных приемов. Это может быть и человек, который меньше весом, но естественно, что преимущество есть у того, у кого больше веса. Но ведь у нас борьба подразделяется по весовым категориям. Ну, это я тоже знаю. Да, но все-таки, видимо, оттуда пошло, когда бабушки говорят «матур, таза». Вот, наверное, что на сабантуе сможет хорошо выступить. Но на сабантуе я вот обобщу вот такую, значит, такой экскурс маленький, да, по крэш. Обобщу, что кульминацией сабантуя является схватка в абсолютной весовой категории. То есть может побороться и 70-килограммовый, может и побороться 180-килограммовый. Сегодня в борьбе крэш самый достойный, самый именитый из действующих спортсмен, он родом из Ульяновской области, он весит 187 килограмм, и фамилия у него Павлик Сергей. Если честно, мне даже сложно представить, как с таким весом можно передвигаться, не то что бороться на поясах. Да, а кому-то надо его поднять и положить на лопатки. А кому-то надо поднять. Я всегда боялась смотреть на борьбу, но всегда видела, как награждают самого лучшего борца. И, я так понимаю, есть определенный ритуал, что дают обязательно теке, да? Теке. Да, но вот насколько я знаю, с детства я вижу это, что в любой сельской местности, например, сельский сабантуй проходит среди селян, городской проводится уже с участием спортсменов, которые там, с участием, допустим, спортсменов, кто занимается в этих группах, в каких-то городских там детских спортивных школах и так далее. А республиканский сабантуй проводится уже с участием более там именитых спортсменов, более больших спортсменов. И всегда, когда выигрывает чемпион в абсолютной весовой категории, кульминацией является его награждение, и ему вот ложат на плечи, ложат вот это вот такая, как вы говорите, то есть такого откормленного, с большими рогами, такого барана. А вы хоть раз сами эту ношу чувствовали на своих плечах? Мне кажется, это очень тяжело. Я чувствовал, я выигрывал сабантуи. Да, Наиль Хайдарович является мастером спорта Советского Союза еще по греко-римской борьбе, по спортивной борьбе. Тогда еще вида спорта крэш не было, но, естественно, когда были сабантуи, он боролся на разных уровнях, которые я перечислил, там, в деревнях и в селах, и в городах различных. И, естественно, ему было легко переквалифицироваться на борьбу крэш, и, естественно, он с такими габаритами, вопрос даже можно не задавать, он, естественно, являлся там батыром нескольких сабантуев. А вот теперь хочется узнать секрет. Как настраиваетесь на бой? Ну, на бой надо настраивать, у каждого своя психология, чтобы батыр, борец, выходил полностью готовый к этой встрече. Ну, что значит полностью готовы? Вот, например, в моем представлении, значит, продумать нужно правильную одежду. Кстати, от одежды зависит что-то на ковре? Ну, одежда есть. Естественно, есть официальный вид спорта и есть официальная одежда. Она сегодня состоит из брюк белого цвета и зеленого и красного цвета куртки. Ну, в этой борьбе нету захватов за одежду, так называемую, да, то есть она не такая крепкая, не как кимоно, просто это, как куртка, рубашка, и захват у нас в основном происходит только за пояс. То есть во время борьбы крэш, во время ведения борьбы, во время ведения схватки руки от пояса отпускать нельзя. Поэтому форма, естественно, существует, она была разная. Раньше выходили на сабантуем в трико и с голым торсом, а сейчас это вот... Потом была футболка на каком-то этапе, а сейчас это куртка. Ну вот мы приготовили уже правильную амуницию. Дальше как
поели хорошенько, как я понимаю, чтобы потяжелее быть. Как еще настраиваетесь? Ну, когда тренер выводит своего спортсмена на ковер, конечно, он должен знать о сопернике, и сам спортсмен, и сам же тренер, и настраивать, чтобы не улететь с коронного приема там соперника. То есть прям следствие проводите перед поединком, узнаете все детали, Конечно. а больные точки, ахиллесову пяту ищете? Ну, больных точек нету. Я думаю, что спортсмены и тренеры знают друг друга и встречались уже не раз. То есть какой-то, обычно, наверное, темные лошадки бывают, но они редко бывают. Обычно, когда выходят соперники, особенно те, кто выигрывают в Сабантуе, они друг друга уже знают задолго, уже десятилетиями там, или там 5 лет они уже борются вместе. Если честно, так неинтересно. Я правда думала, что вот приходишь на Сабантуй, любой желающий там крепкий парень может выйти, побороться и показать: я герой, я чемпион. Вы говорите о любительском турнире. Здесь вот несколько надо разделить. Есть любительский турнир, когда может любой желающий выйти и побороться, но это так, очень судьи должны быть очень квалифицированные, это очень может быть опасно, потому что человек может быть неподготовленный и так далее. А мы сейчас, Наиль Хайдарович говорит о том, что проводится во время Сабантуя, проходит один из чемпионатов, то есть официальных соревнований, где записываются заранее, взвешиваются заранее, и мы говорим уже о спорте. Мы говорим о виде крэш как о спорте, а не так, чтобы кто захотел, там, тот и вышел. Ну а сейчас вообще очень модно обращаться к коучам, которые психологически настраивают. Есть ли какие-то установки, которые повторяете? Конечно, существуют установки. Ну поделитесь секретом. Вдруг нам это пригодится. Ну, это установки обычно дает тренер, который видит в своем ученике его характерные броски, какими он владеет. И чтобы он проводил, не боялся. Равиль Уелович, сейчас параллельно идет трансляция на канале Крэш, который подготовили ваша команда. Расскажите подробнее, что сегодня могут увидеть зрители Сабантуя онлайн на вашем канале? Вот подготовка к проведению такого онлайн нашего спектра действий, он занял не меньше времени, чем подготовка к большому Сабантую. Потому что надо было в эти 2 часа, по-моему, там идет вся трансляция, мы хотели зрителям показать, что такое борьба крэш, что такое чемпионат мира. Там показываются кадры из чемпионата мира, который ежегодно проводится под Казанью, 100 километров от Казани, в местечке Мингер. И на глазах 50 тысяч зрителей. То есть для Татарстана, для этой местности это очень большое скопление, так скажем, зрителей. И где-то около 11-10 часов вечера борьба подходит к финалам. И одни из интересных финалов, я думаю, что зрителям есть возможность посмотреть. Это одна часть. И еще несколько частей есть. Там онлайн ребята выходят в одном из мест, так сказать, для борьбы и знакомят всех любителей спорта с правилами борьбы. То есть это идет онлайн. И наши специалисты, на самом деле, это 2 мастера спорта международного класса, которые являются нашими сотрудниками. Они все это производят, знакомят всех зрителей с борьбой. То есть уже можно... Доходчиво объяснять, чтобы потом не было таких вопросов, как у меня. У нас сейчас есть возможность посмотреть небольшое видео для того, чтобы иметь представление, как же выглядит ваш канал буквально вот в эти минуты. Вас приветствует гостеприимная земля Татарстана. Мастер-классы. Мы находимся в показательном выступлении. Давайте, Ильнар, представим спортсменов. Да, давайте. Мы увидели, что борцы перед тем, как встать в стойку, они поздоровались. Это дань часть традициям. Рукопожатие. Также бросок прогибом. Отличный бросок, лопатку, но более профессиональный. Часть переплетается с специальной современной. Собственно, у нас будет проходить пояса, это, я думаю,
Вот маленькая картинка была в роли организатора. Там был Ильнар Галеев, если вы успели заметить, он мастер спорта международного класса именно по крэш. И он является кандидатом технических наук параллельно. А в роли судьи был наш исполнительный директор, он является, так же как Наиль Хайдарович, мастер спорта России по греко-римской борьбе. Ну, та борьба, которая близка к крэшу. Поэтому как раз это все действие проходит в местечке Мингер, как я уже сказал, там, где проходит традиционно, за исключением этого года, надеемся на следующий год, как раз в этом, где проходит наш чемпионат мира, где участвуют 42 страны мира. Здорово. А вот когда вы находитесь на ковре, вы чувствуете поддержку зрителей? Вы слышите вообще, как за вас болеют? Конечно, конечно, слышно все. Что лучше всего кричать? Давай, давай, давай? Конечно, это заводит спортсменов, и они борются намного острее. Ну что ж, тогда будем с азартом болеть. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в студию. Мы поздравляем вас с праздником, с Сабантуй. Мы, конечно же, с удовольствием вручаем вам подарки от наших партнеров. Принимайте, пожалуйста. И от всей души мы хотим поблагодарить наших генеральных партнеров. Это компания «Татнефть» и, конечно же, телерадиокомпания «Мир». В чумах на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах Московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм.
ансамбль татарского танца «Ильдан». Спасибо вам огромное. Ребята, а можно сделать еще раз вот это хоп-хей? Так задорно получается у вас. 3-4. Вот мы так с вами потанцевали. Совсем скоро мы будем вместе петь. Ну а пока принимайте поздравления от пилота, героя Российской Федерации Дамира Юсупова. Приветствую участников, организаторов Московского Сабантуя. Поздравляю вас всех с этим замечательным татарским национальным праздником. В этом году Сабантуй впервые проходит онлайн, поэтому участниками и гостями этого праздника может стать любой житель нашей планеты. В этом году Сабантуй посвящен 75-летию Великой Победы и 100-летию образования Татарской ССР. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить с этими двумя великими датами. Ветеранам войны хочу пожелать благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Республике Татарстан хочу пожелать процветания. А всем участникам и гостям Сабантуя хочу пожелать отличного настроения, хорошо провести время и отметить этот праздник. С праздником вас всех, друзья! Заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации Малика. Малика, привет. Привет, Леся. Ну вот на праздниках только и встречаемся. Да? Давай, присаживайся поудобнее. Чуть-чуть пошушукаемся. Да, обязательно. Мы уже с Радиком обсудили, так, что... я куда-то... Неудобно? Помочь? Так, о чем же с Радиком пошушукали? Мы с Радиком уже обсудили, что на Сабантуях бываем не только в Татарстане, не только в России, но и в других странах. В каких странах ты побывала, какие Сабантуи видела?
Ты знаешь, где только я не побывала, на Сабантуях, к счастью, не только по России, но и по Европе. В общем-то, по всему миру, наверное, это Бельгия, Болгария, Турция, Рига, то есть это Литва, Латвия, по всей России, начиная от Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, Амура и так далее. То есть очень много мест посетила благодаря нашему замечательному празднику Сабантую. Но вот для тех, кто никогда не был за бугром, для тех, кто никогда не видел, как же проходит Сабантуй там, у них, расскажи, пожалуйста, в чем отличие? Отличие, наверное, в том, что все-таки для них это не совсем просто какой-то обычный праздник. Это больше, наверное, встреча с чем-то таким родным, встреча с душой. Это, наверное, больше... Вот они туда приходят по зову сердца, по зову крови. И, конечно, эти праздники, мероприятия проходят особенно как-то душевно. И, конечно, что не может не вызывать каких-то таких трепетных чувств и у меня. Потому что там люди и плачут, и смеются, и такая радость, и воспоминания, и, в общем, это, конечно, дорогого стоит вообще это все видеть. И у меня тоже вызывают какие-то, наверное, патриотические чувства. В общем, я рада, что мне посчастливилось увидеть это все. И, конечно же, встреча с соотечественниками, с татарами. Это очень важно. Вот такие какие-то душевные моменты в моей жизни, я бы сказала. А когда ты сама впервые познакомилась с этим праздником? Так как я родом из Узбекистана, кстати, я там тоже была на Сабантуе неоднократно. Я по приезду в Казань, когда поступила в университет культуры, В Казань, по-моему, ты приехала вообще, тебе было лет 15. Да, мне было 15 лет, и я впервые увидела, столкнулась с этим праздником. И, конечно же, сразу же начала работать. То есть мое знакомство с праздником Сабантуй началось с выступления. Вот, и, конечно, это огромные площади. И, да. Ну вот Радик уже сказал, что в принципе он на Сабантуе никогда не отдыхал, он только на Сабантуе работал. Видимо, у тебя такая же история. Я присоединяюсь. То же самое. А какие национальные традиции есть в вашей семье? Ну, традиции, наверное, так как вот я росла в Узбекистане, и как-то вот мои бабушки, дедушки, они очень хорошо пели. И, конечно, вот скучая, каждый вечер как-то мы собирались все там, то есть с внуками, они собирали детей, внуков, и мы обязательно перед сном пели. Ну, не мы, вот бабушка, дедушка. Я вот у меня на слуху, как они вот эти вот напевы татарских народных песен. И, в общем, наверное, это вот такая традиция, которая еще с детства, которая во мне вызвала любовь, особенную любовь к татарским народным песням. Несмотря на мой стиль, ну, как меня, в общем-то, видят там, да, больше, наверное, современной певицы, но я очень люблю татарские народные песни. Это моя душа. Заинтриговала. Уже хочется послушать, может быть, что-нибудь акапельно напоешь. Ага, да, но только вот музычка, наверное, помешает. Сейчас мы попросим да. прибрать немного звук. Что-то из детства. Ты Что знаешь, за песни? вот особенно, конечно, с большой любовью и почтением я отношусь к творчеству Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой, Флюры Сулеймановой. Вот моя бабушка любила петь, и вообще у нас дома были пластинки с их песнями. Спою одну из любимейших песен
Это не народная песня, автор Рустам Яхин, но тоже как уже, скажем так, легенда, классика татарской музыки. Песня называется «Китме Сандугаш». Сандугаш, Сандугаш, gitme Sandугаш, kanatlarını toldurup, tuğan jerini kaldırıp, biz de tuğup üstünesin şık suların üstünesin. Sandугаш, Sandугаш, sen gidersin min kalam, dostlarıma jırlar için jarını atıp Как проникновенно. Спасибо тебе большое за это трогательное исполнение. Я вижу, что у тебя заблестели слезы. Надеюсь, что ты впредь будешь плакать только от счастья. Мы поздравляем тебя с праздником, с Сабантуй. Мы, конечно же, с удовольствием вручаем подарки от наших партнеров, от телерадиокомпании «Мир» и от Татарского культурного центра. Еще раз с праздником тебя. Спасибо, дорогая. С праздником, дорогие друзья. А следующее поздравление у нас будет из Башкортостана от Альбины Исхаковой, которая одна из первых начала воссоздавать и сама потом уже шить башкирские нагрудники. Сейчас ей уже 81 год, но она по-прежнему ведет активный образ жизни. Hürmetli Мәскәү кардәшләре, һезне зур Һабантуй байрамы белән котлайым. Һабантуйдар бетте, һабан эшләре бетте. Хәзер җырлашып, бишеп, күңел асып алырга ла була. Һау сәламәт булыгыз, яхшы яшәгез. Һаулык кешегә быел әлбәттә кыенрак булды. Курыгыр вирус дип атайм мин аны. Безне өйдә утыртып куйды. Бергәләшеп йырлай алмайбыз, бии алмайбыз. Әмма ләкин без бирешмәйбез. Бирешмәйбез. Мин курыгыр вируска ләгънәт укыйм. Бездән китһен ул, китһен. Ләгънәт ул курыгыр вируска. Һау булайык, сәламәт булайык. Ну что, наш праздник продолжается. У нас появилась еще одна гостья, Назия Галимова, дизайнер, художник и эксперт мусульманского стиля. Назия, можно сказать, что национальный костюм сейчас в моде? В принципе, он был всегда моден. Стремление к национальному... Ну, я просто из советского прошлого, и микрофон чуть-чуть поближе, да. И тогда у всех было все стандартно. А сейчас мне приятно видеть, что все больше и больше девушек начинают дефилировать по улицам в длинных струящихся платьях, добавляют орнамент, вот как у вас, например, на блузке. Казалось бы, вроде бы классика, но нет. Такая интересная, нескучная классика. Ну, длинное платье — это еще не показатель национальности. Так что есть камзолы, допустим, да? Есть обувь красивая, есть головные уборы, а длинное платье — это больше религиозный аспект. Как вы считаете, нужно ли добавлять национальный колорит в свою повседневную одежду для того, чтобы вот
немножко сделать акцент на том, что я татарка или я башкирка. Как бы это ни звучало, может быть, в принципе, это не нужно. Но это тот момент искорки, понимаете? Это все идет искренне от души. Никто никого не должен заставлять. Если ты чувствуешь это именно зов предков, это желание соединения с природой, то тогда ты просто сам его находишь в любом аксессуаре или, допустим, в принте ткани. А как давно вы сами нашли свой стиль? Свой стиль? Мне кажется, стиль у каждого человека он формируется с годами. Допустим, до 10 лет девочка другая, до 20 она уже меняется, после 30 она совсем другая, 40, 50, 60 и бесконечно. И она постоянно трансформируется, как кокон, превращается в бабочку и ищет себя. Но ведь есть такие представительницы прекрасного пола, которые взрослеют, а вот что-то своего найти не могут. Посоветуйте, пожалуйста, как найти тот самый стиль свой, свою индивидуальность, как выразить ее в одежде. Больше всего не люблю советовать. Это уже очень индивидуально, нужно просто общаться. И я считаю, что глубина, вот эта внутренняя женственность, она внутри. Нужно ее просто научиться открывать и чувствовать себя. Когда женщина учится чувствовать, осознавать ее желания, ее потребности, элементарно, что она кушать и одевать любит, да, то это все постепенно открывается, и круг общения также меняется. Что вас вдохновляет? Этот вопрос самый часто задаваемый. Естественно, природа. Она везде. Большое огромное спасибо своим родителям. Они сделали вот эту прививочку, любовь к природе. По правде все идет от этого. И если ребенку с детства показывать красоту во всем, в утреннем тумане, да, не знаю, в пении птиц, зимой, летом она очень отличается. Но вот еще одна вещь. Мы иногда забываем, что природа это как будто отделима от человека. Мы все часть природы. Это как муравьишки, понимаете, если мы посмотреть с космических станций, мы тоже как муравьи. То есть мы часть природы. И получается, что часто человек очень сильно вдохновляет. Ну, кстати, вот на национальном празднике Сабантуй можно ярко увидеть, что мы все часть природы. Мы же не случайно выходим отмечать этот праздник в поля, в рощи, там, где много солнца, где птицы поют, где травы. Вы сами выходите отмечать Сабантуй? С удовольствием. Мне кажется, это отличный повод встречаться с родственниками, дальними, близкими, заводить знакомства, общаться. Просто босиком побегать по траве, посмотреть на красивых лошадей, я не знаю, на соединение природы с человеком, ну во всем. И детям, обязательно детям это показывать, потому что они видят, как живут их родители, и также повторяют, говорят же, можно не воспитывать ребенка, а все равно будет как ты. А насколько вы азартны? Принимаете участие в состязаниях? Очень. Так, рассказывайте свои победы. Особенно яйца в ложках. Бегаете? Координация, да. Да, в принципе, мне все что угодно можно. И мешки на стол, да, можно. Я мечтаю все-таки, это конь, лук и полет. Все-таки, наверное, слияние. Моя бабушка была башкирка, другая татарка. Это очень красивое сочетание, и это где-то отразилось внутри. Да, наверное, отразилось. Сейчас у вас есть возможность поздравить всех тех, кто смотрит наш Сабантуй онлайн. Пожалуйста, камера ваша и ваши поздравления. Дорогие мои, любимые, неважно, татарин вы, башкир, русский, чуваш, неважно. Важно ваше отношение к своему внутреннему миру и отражение его в своих делах и воспитании своих детей. Да, и этот контакт с природой, он очень важен. Открывайтесь, открывайте других, открывайте новые миры, получайте новые знания и позитив во всем. Спасибо вам за этот позитив, который вы сегодня привнесли в нашу студию, за это очарование женственности. И, конечно же, мы не можем вас отпустить без подарка. Вам подарок от наших партнеров, от телерадиокомпании «Мир». Еще раз с праздником вас!
Дорогие друзья, сегодня у каждого из вас есть возможность получить от нас приз. Мы предлагаем вам принять участие в викторине «Щиклявек», которую придумал Совет молодежи при полпредстве Республики Татарстан. Итак, давайте посмотрим первый вопрос. В чьих работах содержатся первые сведения о проведении в городе Булгар праздника Сабантуй? Ну что, призадумались? Есть 4 варианта ответа. Народные предания, заметки Ибн Фадлана, стихи Мусы Джалиля и стихи Габдуллы Тукая. Сейчас я вам расскажу, что нужно сделать. Заходите на страничку Instagram «Щиклявек квиз». Нажимаете на ссылку в шапке профиля, выбираете графу «Онлайн Сабантуй» и оставляете свой ответ. Чтобы получить приз, вам нужно первыми дать правильный ответ, так что поторопитесь. А пока вы будете присылать нам свои ответы, давайте посмотрим обзор канала «Молодежный Сабантуй». О том, чтобы наши дети знали родной язык и культуру, заботится директор школы Мусы Джалиля Роза Шакирова. Роза Жафаровна, здравствуйте. Здравствуйте, исәнмесез. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, бәйрәм белән һәммәгезне дә. Так прекрасно, что сегодня мы, несмотря ни на что, празднуем наш Сабантуй. Ведь татары не могут не праздновать Сабантуй, потому что это самая неприкасаемая, самая большая, наверное, ценность народной традиции. Ну и вообще у татар много энергии, ее же нужно выплеснуть в песнях, Конечно. в танцах. Обязательно. И это прекрасно, что мы ценим свои традиции, что мы знаем свою историю, что мы любим свою культуру. И важно передать эту любовь нашим детям. Чтобы что-то любить, надо это знать, то, что ты любишь. А чтобы знать, надо изучать. Вот для этого 70 лет наши уважаемые соотечественники, ученые, учителя и общественные деятели добивались открытия в Москве татарской школы и добились. Такая школа есть. Это школа номер 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля. И она работает уже более 24 лет. И я приглашаю сегодня всех татар и башкир. Дорогие меня, услышьте, москвичи, я приглашаю ваших детей в нашу школу по адресу улица Белореченская, дом 19, корпус 2. Это район Люблино. А есть ли какой-то конкурсный отбор? Для татар никакого конкурсного отбора нет, и башкир тоже. Мы приглашаем всех. Но я хочу поблагодарить тех, кто когда-то позаботился о будущих поколениях татарских детей, и благодарю тех, кто сохранял и развивал эту школу. И я хочу сказать, что мы в школе изучаем, конечно, татарские песни и танцы, историю и культуру, но татарский компонент – это только дополнительное образование. Это только дополнение к общему качественному образованию, и наша школа
все дети нашей школы имеют доступ ко всем образовательным возможностям, которые Москва предоставляет, вообще московская система образования для развития наших детей. И хочу сказать, что о качестве знаний в нашей школе говорит тот факт, что в прошлом году из 29 выпускников нашей школы 7 удостоены золотой медали. И все... Поздравляю вас. Да, спасибо большое, это очень отрадно. И все 29 человек поступили в высшее учебное заведение, а в этом году у нас детей побольше выпускников, 13 только, и 2 уже медалисты. И я хочу сказать, что они оба очень хорошо говорят на татарском языке. И один из них даже победитель международной олимпиады по татарскому языку в Казани. И хочу сказать, что знание татарского языка только помогает стать успешным, поэтому изучайте родной язык, становитесь успешными, приходите в нашу школу. Единственное, немножко пугают. Все предметы идут на татарском языке, ведь далеко не каждый татарин, к сожалению, увы и ах, знает свой родной язык. Я думаю, что это многих отпугивает. Все образование, все обучение происходит на русском языке, татарский язык изучается отдельно. И отдельно факультативы есть для изучения татарского языка. Вот. Прекрасно, замечательно. Ну, я хочу сказать... сейчас у вас есть хорошая возможность еще всех наших зрителей поздравить с этим ярким праздником. Ну, я, во-первых, поздравляю всех от имени всех педагогов нашей школы. Там у нас в основном работают учителя татарской национальности, и все они говорят «Сабантуе берляштре». Все вместе празднуем Сабантуй, и все, кто придет в нашу школу учиться, знайте, что в мае мы каждый год тоже проводим в школе свой школьный Сабантуй. Приходите. Спасибо вам большое, что рассказали много ценной информации. Мы дарим вам подарки от Татарского культурного центра. И, большое спасибо. Кроме того, мы хотим в честь праздника вручить вам подарок от Татар Мультфильм и Татарского детского издательства – интерактивную книгу. Для пожалуйста, все наших. это все вам здесь, с праздником. Да? Спасибо все большое. Здесь. Всего доброго. С праздником, ребят. Несколько минут назад мы предложили вам поучаствовать в розыгрыше приза, мы предложили вам поучаствовать в викторине «Щеклявек», которую придумал Совет молодежи при полпредстве Республики Татарстан. И вам нужно было ответить на вопрос, в чьих работах содержатся первые сведения о проведении в городе Булгар праздника Сабантуй. Можете сейчас призадуматься, попробовать сами просто, даже не ради приза, ответить на этот вопрос. Варианты ответов: народные предания, заметки Ибн Фадлана, стихи Мусы Джалиля, стихи Габдулы Тукая и барабанная дробь. У нас уже есть победитель, и это Арслан Суточкин. Мы вас поздравляем. Именно вы получаете... Да-да-да, аплодисменты всех тех, кто здесь сейчас у нас тоже сидит. Что вы получаете? Вы получаете подарок от спонсора Татарскарф. Татарскарф – это татарский платок, проект, объединивший казанских дизайнеров, которым не безразлична история татарского народа, его орнамента. Татарскарф – это современный взгляд на историю. Татарский платок – символ чистоты, красоты и достоинства. Узоры на татарском платке расскажут о любви к родине. Носите радость, дарите удовольствие. Подробнее познакомиться с ассортиментом Татарскарф вы можете на канале Сабантуй Маркет, либо на их страничке в Инстаграм. Также победителю достается фирменный красочный календарь с башкирскими пословицами и поговорками. Ну а мы еще раз хотим поблагодарить наших генеральных партнеров. Это компанию «Татнефть» и телерадиокомпанию «Мир». Татарскарф – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин.
Приветствуем всех дорогих гостей онлайн Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татар Скарф по промокоду Сабантуй до 15 июля. В Галема, Напаташа, Хабланка, Панини. Аромат космический. Сувлаки, Фрегала, Бризоль, Шакароп, Чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Кадрлы дуслар, Сабантуй меберек болсын. Сегодня мы отмечаем необычный Сабантуй. Сегодня он проходит в формате онлайн. И благодаря этому у нас у всех появилась возможность услышать поздравления из разных уголков нашей планеты. И вот прямо сейчас мы услышим поздравления башкир из Швеции. Кадрлы дуслар. Поздравляем башкир города Москвы и Московской области с праздником Сабантуй. Наши сердечные поздравления из Швеции. Я, Гулия Фазлудинова, председатель скандинавского башкиро-татарского общества Гузельланд, и мои соотечественники, которые проживают в Швеции, поздравляют вас с этим замечательным праздником. Мы желаем хорошего настроения в день Сабантуя. Щенкунельдан теләкләрне бездән кабул итегез. Бәхеттә, шатлыкка, исәнлеккә, саулыкка үтсен гомер юлларыгыз, тазалыкта, байлыкта. Рәхмәт. Рахмет. Сегодня было сказано уже немало добрых слов, теплых поздравлений, но по-настоящему хороших слов не бывает слишком много. Так считает и футболист, мастер спорта СССР, глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев. Москва, приветствуем Сабантуй 2020, посвященный 75-летию победы над фашизмом в Европе. Поздравляем Республику Татарстан со столетием. В Алькийском районе Татарстана была обнаружена единственная эпитафия булгарского периода, датированная 1292 годом, что свидетельствует о праздновании Сабантуя еще в период Волжской Булгарии. Так что хотел поблагодарить тех людей, которые действительно сохранили историю, традиции такого великолепного праздника. И сказать, конечно, татары и башкиры неразделимы, неделимы и непобедимы. Ассаляму алейкум, хурматлы дуслар. Сегодня у нас тут просто манна небесная, невероятный праздник. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию. У нас в гостях оперная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая Альбина Шагимуратова. Здравствуйте. Если честно, прям даже не верю, что вы в своем плотном графике нашли время. Или сейчас из-за пандемии у вас вот появилось как раз для нас время? Ну, конечно, по понятным, известным причинам все мои выступления на ближайший почти год отменены. Поэтому я живу в Москве и с удовольствием приняла приглашение сегодня участвовать. Мы вас благодарим. Спасибо. Расскажите немножко, как вот переживали этот период и балуете концертами своих соседей? Распеваетесь? Конечно, конечно. Кому-то нравится из соседей, кому-то нет. Но на самом деле я мечтала о таком периоде, потому что очень много времени посвятила семье, дочке, мужу. И счастлива, что впереди еще есть такая замечательная возможность побыть в Москве, приехать в Казань. Я вас всех приглашаю 30 августа на празднование Дня города и республики, столетие республики будет праздноваться. И вот мой самый ближайший концерт состоится в Казани 30 августа с оркестром Александра Сладковского. И я всех приглашаю. С удовольствием придем. Вот многие здесь исполнители уже рассказывали, что, к сожалению, увы и ах,
на Сабантуй они приходят только поработать. А как происходит это у вас? На самом деле, я же из Ташкента, и будучи школьницей, я выступала при татарском центре, такой же, вот как здесь в Москве, существует в Ташкенте. И ежегодно в июле в парке Тельмана, я еще будучи школьницей, я выступала с ансамблем и участвовала на многих-многих играх. Подушками разбрасывались, да. И Бой подушками? Да. А выигрывали? Нет, я всегда проигрывала. Но помню, я яйца во рту держала и бежала, и все кричали мои школьники: давай, давай, давай вперед. Замечательное время, пожалуй, наверное, самый главный праздник для нас. И очень счастлива, что теперь вот в Москве так замечательно и широко празднуется. В Сан-Франциско я участвовала как артистка, тоже уже будучи оперной певицей. Ездила в Сан-Франциско и тоже участвовала на Сабантуе. Вот мы как раз обсуждали с коллегами, с артистами, как проходит все там. Мнения разделились. Кто-то говорит, что там это не с такой помпой делается, как здесь у нас, что это поскромнее. А вот кто-то говорит, что там как раз душевнее, потому что люди истосковались по родной речи, по национальному колориту. Я полностью согласна. Там, конечно, гораздо меньше проживает татар, и они действительно поистосковались по родной речи, по родным песням. И я помню, когда я исполняла татарские народные песни, зрители плакали. И для меня, как для артистки, это самая главная оценка моего труда. И я просто поняла, что они скучают по Татарстану, они скучают по Казани, по татарской культуре, по татарскому языку, по общению. А вот как бы вы несколькими словами охарактеризовали именно татарскую музыку, татарскую песню? Какая она? Она душевная. Она очень глубокая и эмоциональная. Конечно, протяжные народные песни, которые я с удовольствием и сегодня исполню, они отличаются своей задушевностью, проникновенностью. И тот текст, который поэты или наш народ выбирал, это, конечно, очень глубокий, текст носит исключительно глубокий смысл. И вот сегодня я с удовольствием исполню татарскую народную песню «Аль-Люки» акапелла. Для меня лично эта песня – это гимн татарской народной песни. У нас «Тугантель» – самая такая популярная и исполняемая песня. Но вот «Аль-Люки», мне кажется, что должен знать каждый татарин во всем мире, исполнять ее, потому что это такая квинтэссенция всей нашей культуры татарской, что вот такая жемчужина, сокровищница, которая объединяет всю нашу культуру. Мне невероятно повезло, что я на расстоянии вытянутой руки все это буду сейчас внимать. С удовольствием послушаем, как вы споете. Спасибо.
Браво! Спасибо вам огромное, что порадовали нас, что усладили наш слух. Не уходите, мы вас не можем отпустить с пустыми руками. Мы с удовольствием вручаем вам подарок от Содружества национальных производителей Татарстана «Ашали», набор халяльной продукции. Праздником вас! Ашали – набор халяльной продукции, которую вы можете увидеть на канале Сабантуй Маркет. И если захотите ее приобрести, то ищите активную ссылку под площадкой Сабантуй Маркет или на страничке Ашали в Инстаграм. А если душа просит песен, то переходите на канал «Праздничный концерт». Вот посмотрите, как там сейчас душевно. Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт это _МСК. В наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет детей, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Добрый день, и сегодня действительно по-настоящему добрый день, ведь мы отмечаем всеми любимый праздник Сабантуй. И отмечаем в новом формате, в формате онлайн, благодаря которому мы можем заглянуть в разные уголки мира. И прямо сейчас мы получим поздравления из Австралии от Дилары Валиевой и Ильмиры Садри. Ассаламу алейкум, кадрле милләттәшләр. Biz mында Австралияда яшәгән татарлардан, Аделаида шәһәреннән сәламнар юллыйбыз. Кадерле милләттәшләр, без сезне, бөтен оештыручыларны һәм тамашачыларны онлайн Сабантуй белән чын йөрәгебездән котлыйбыз. Сабантуй ул безнең иң яраткан милли бәйрәмебез. Без дә монда Австралияда, Аделаида шәһәрендә ел сайын 90-чы еллардан башлап Сабантуй бәйрәмен үткәзәбез. Без бик шат, сез Сабантуй бәйрәме шундый яхшы уздырасыз, һәм без сезгә уңышлар телибез. Австралия татарлардан зур сәлам! Хотите отправиться в увлекательное путешествие и погрузиться в интересный мир национальных традиций?
тогда вам нужно отправиться на канал «Игровой Сабантуй». Но прежде посмотрите, пожалуйста, поздравления башкир из Канады. Алмаға қадірлі іптәштәр, һеҙгә күп сәлам Канаданан. Курултай Башкир Канады приветствует московский Сабантуй 2020 года. Пусть праздник ваш пройдет весело, незабываемо, и впечатления останутся на весь год. Уңыштар, һәм һеҙгә. Байрам менән, туғандар! В мире есть вещи, которые мы понимаем с полуслова, с полувзгляда, с полужеста. Общие чувства, общий выбор, общая любовь. Мы вместе. Телеканал «Мир». Наш Сабантуй онлайн продолжается, и в студии у нас снова гость, заместитель полномочного представителя Республики Татарстан по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин. И заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Евгений Кравцов. Здравствуйте. Здравствуйте, Исянмесис. Как вам такой формат онлайн-сабантуя? Нравится? Как вообще это все проходит? Вы уже посмотрели, погуляли по разным площадкам, заглянули в Татарстан? Заглянули, да. Дело в том, что Сабантуй сам по себе это праздник плуга. Это деревенский, сельский праздник. Ну, поскольку в Москве много тех, кто родился когда-то или жил в деревнях, поэтому и в Москве вот проходит традиционно праздник Сабантуй в живописных местах. И вы так это с азартом говорите, что мне сразу хочется спросить, «Қайсы яқтан?» Güzellerden güzel матур, ағиділ ағып тұрған яқтан деп айтайық. Так, простите, прервала вас. И поскольку это праздник плуга. Да, это праздник плуга. В Москве живет много выходцев из деревень, поэтому в Москве и проходит этот традиционно праздник в живописных местах. Последние годы он проходил в Коломенском и, в принципе, отражал вот все традиции, культуру. Во всяком случае, на тех площадках, где располагали татарской деревни или башкирской, Татарстан всегда представлял город Набережные Челны, там всегда проходили игры. По сути, это был образ татарской деревни. И поэтому жители Москвы и гости, кстати, не только те, кто родились в деревнях, да, мы знаем, это обширный праздник, много гостей, они посещали с удовольствием эти деревни, играли игры, посещали, скажем так, вот эти вот избы татарские красивые и так далее. Но в этом году Сабантуй проходит, мы уж поняли, в онлайн-режиме. Конечно, было много критики, мы это видели в интернете, ведь это непривычный формат, но был выбор между Все онлайн... спрашивали, как да. бороться вы будете онлайн. Мы боролись за то, чтобы праздник хорошо прошел онлайн, потому что два варианта только, либо онлайн, либо вообще никак. Ну, конечно, нужно выбирать лучше, поэтому он проходит в этом году онлайн, и, по-моему, достаточно красиво, много площадок, насыщенные программы. Я думаю, что всем, не только нам, и зрителям понравится такой формат. Конечно, непривычно, конечно, здесь волнительно. Вот передаю всем зрителям обстановку в студии. Конечно, волнуемся, но с другой стороны, мы искренне стараемся, чтобы вы получили удовольствие от этого праздника, чтобы вы почувствовали дух этого праздника. Да, ну вот, смотрите, Элина в начале сегодняшнего вечера, дня, она сказала, что Сабантуй, совершенно верно, это праздник, который постоянно обновляется, который молодеет вместе со временем. И в прошлом, позапрошлом году элементы онлайн, они уже были, присутствовали практически на каждой площадке. И в башкирской деревне, и на бизнес-форуме, и на других площадках. И на Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме шли онлайн-передачи по Сабантуй. Поэтому формат, в принципе, не новый. Вы меня озадачили. Означает ли это, что на следующий год
даже если мы встретимся в парке, мы все равно будем проводить онлайн-сабантуй, правда? В оптимальном сочетании, в оптимальном. То есть нам нравится этот формат, мы будем его только усовершенствовать и развивать. Я думаю, 364 дня в году можно онлайн, а 365 вот так, чтобы итог подвести, собраться можно, да. А когда работать-то будем? Вообще-то мы такие темпераментные, татары и башкиры, что мы успеваем и работать, и отдыхать. А сами вы можете сказать, какие состязания на Сабантуе у вас любимые? Или вам статус не позволяет, и вы не ходите? Нет. Поучаствовать или посмотреть? Поучаствовать, конечно. Ну, Ну как, я только что говорила, что мы все люди темпераментные. Неужели мы будем праздно смотреть, как другие веселятся? Конечно же нет. мне, конечно, скачки. А смотреть люблю, как поднимаются по столбу за призами. Да, это феерично просто. Лесяна, вот вы спросили, за что боретесь. Вот мы уже который год боремся. Мы вот любим подниматься на столб, доставать там подарок, как это, да, раньше там петуха, а вот сейчас какие-то новые аксессуары, там гаджеты или еще что-то. Так вот, мы сейчас боремся, чтобы в Москве тоже разрешили этот столб все-таки воткнуть в землю в Коломенском и попробовать. Посмотреть Москву с верхней точки столба. Ну вообще это же настоящее искусство, там же только профессиональные спортсмены, тоже случайных людей, так же как и в борьбе кыряш, не бывает. В то же время ничего невозможного не бывает, поэтому надо пробовать. Вы так сказали, как будто уже тренируетесь, и мы на следующий год увидим вас там, если разрешат. Там не только сила, там нужно подойти технически. Так, расскажите, пожалуйста, что вы делаете помимо того, что вы поддерживаете такой прекрасный праздник Сабантуй? Какие еще мероприятия у вас запланированы для того, чтобы поддержать национальную культуру? Мы представители полпредства, я представляю полпредство Республики Татарстан. Да, понятно, основной функцией нашей является это сопровождение деятельности руководства Республики Татарстан, сопровождение документов разных органов, федеральной, региональной власти. Но и кроме этого, полпредством Республики Татарстан делается большой акцент на так называемую социально-культурную составляющую. В Москве проживает большое количество соотечественников, татар, поэтому было образовано татарстанское землячество. При полпредстве образованы различные клубы, клубы офицеров, медиа-клубы, клуб деятелей искусств, совет молодежи. Все они действующие. Вот, кстати, совсем недавно прошло заседание клуба медиков под руководством академика Рената Сулеймановича Акчурина. Совет молодежи создан, он объединяет студенческие землячества, активную молодежь, реализует достаточно активную политику. Большое внимание уделяется старшему поколению, ветеранов, тем, кто был известен, скажем, нам известных личностей прошлого столетия. Вот при большой активности нашего руководителя, заместителя премьер-министра Республики Татарстан, полпреда Татарстана в Москве, Равиль Калимович Ахмедшина, были установлены два памятника великим личностям. Это Габдулле Тука и Мусе Джалилю. Поэтому каждый год москвичи, полпредство, общественность, интеллигенция, для нас стало традицией посещать эти места, возлагать цветы. Ну а в этом году, когда Татарстан отмечает столетие образования ТАССР, было запланировано большое число мероприятий. Вот мы, полпредстве, в этом году поздравили 100 ветеранов, которым в 2020 году исполняется 100 и более лет. Посетили их, да, ездили к ним домой, общались, дарили подарки. И вот совсем недавно тоже большое мероприятие прошло. Дело в том, что в Москве захоронено 17 руководителей ТАССР на различных кладбищах. Мы тоже навещали эти места, возлагали цветы, поэтому деятельность, она достаточно активная. Каждый год в Москве проходят Дни культуры Республики Татарстан с участием Рустама Нургалиевича Минниханова. Молодежный форум МОСТ Москва-Татарстан стал уже такой знаковой карточкой. В этом году 6-й раз он планируется. Постоянно приезжают театры Республики Татарстан с гастролями в Москву, поэтому деятельность в этом направлении она достаточно активна. И вот говоря... Вот, кстати, фотографии показывают с этих мероприятий, которые совсем недавно проходили. Ну, вот. И говоря о столетии ТАССР, можно было бы вот и ролик небольшой показать про Татарстан. Да, давайте посмотрим.
2020 елда Татарстан Республикасы истәлекле датаны үзенең оешуына 100 ел тулуны билгеләп узачак. Столетие образования ТССР – знаменательная дата в истории российского федерализма. За век своей государственности Республика Татарстан стала одним из передовых регионов Российской Федерации, инициатором многих масштабных экономических, социальных, культурных, спортивных проектов. Созданная мощная экономическая база, научный и культурный потенциал позволили Татарстану устоять в сложный период политического и экономического кризиса конца 80-х, начала 90-х годов прошлого столетия. Татар телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауга аеруча игътибар бирелә. Сегодня республика занимает второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, уступая только Москве. Таков краткий итог векового движения вперед. И эта накопленная энергия созидания позволяет Республике Татарстан уверенно смотреть в будущее. Да, интересный был ролик. Евгений Иванович, расскажите, а какие вы мероприятия запланировали? Ну, наверное, дополнительно к тому, что сказал Эмиль Венерович, я бы обратил внимание на два аспекта. Первый – это работа с молодежью. Более 2000 студентов учатся в Москве, из Башкирии. И в каждом из институтов мы планируем, из вузов, мы планируем создать клуб студентов Республики Башкортостан. Такие клубы уже действуют, в МГИМО, например. И планируем провести большой форум, съезд студентов. И, конечно же, полпредства Республики Башкортостан поддерживает деятельность землячества Республики Башкортостан, поддерживает деятельность Ассоциации студентов и аспирантов города Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, много культурных мероприятий мы проводили, проводим и будем проводить встречи с интересными людьми. Например, очень популярна была встреча с керамистом Кузнецовой, нашим представителем, художником Башкирии. Замечательная выставка, замечательная встреча со знаменитостями Рисан Утяшевой, например. И, конечно, коронавирус, он прервал немного эту деятельность, но мы ее, естественно, возобновляем, и эти встречи впереди. А еще очень важная задача – это не только сохранять традиции народа, но и их рекламировать. Эти традиции, чтобы их знало как можно больше людей в мире. Геннадий Молодцов, поэт, он сказал следующие строки. «Башкирия, моя земля и небо, моя любовь, мой соловьиный край. Мне жаль того, кто в ней ни разу не был. Мне жаль того, кому не пел Курай». И вот наша задача в том числе, чтобы как можно больше людей в мире, в нашей многонациональной стране узнали звук Курая. И вот сейчас мы, и Шафик Бигбаев подарит нам замечательную, волшебную мелодию Курая. Да, есть такое расхожее выражение «рояль в кустах», а у нас есть «курай в кустах».
Спасибо вам большое за этот волшебный музыкальный подарок. И сейчас, позвольте вам сейчас при многомиллионной аудитории вручить от нас подарок. Благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество в проведении праздника «Московский Сабантуй», за большой вклад в укрепление традиций татарского и башкирского народа. Благодарности вручает председатель оргкомитета «Сабантуй онлайн Москва» Фарид Фарисович Фарисов. Вот так вот постаралась сделать немного официально, для того, чтобы придать торжественности этому моменту. Спасибо вам действительно огромное за все то, что вы делаете. Большое спасибо, Александр. Я бы хотел первое, это, конечно же, вручить полномочному представителю Башкирии. Роман Давидович, к сожалению, сегодня отсутствовал, но пусть не думает, что мы о нем забываем. Это, пожалуйста, ему за многолетнее сотрудничество, популяризация московского Сабантуя, за большой вклад в укрепление башкирского и татарского народа. Аплодируют все те, кто сейчас находится здесь, в студии, и, безусловно, аплодируют все те, кто находится по ту сторону экрана. Ну и, конечно же, мы хотели вручить за многолетнее плодотворное сотрудничество в проведении праздника московского Сабантуй большой вклад в укрепление традиций татарского и башкирского народов. Это, конечно, Файзульна Эмиля Венеровича. Но я бы хотел сделать поправку. Не как работника полномочного представительства Татарстана в Российской Федерации, а именно как нашего активиста, который с прошлого века у нас в активе, был в молодежном движении, потом членом Совета культурно-национальной автономии, каковым и остается. Большое-большое спасибо, Эмиль Венерович. Ждем ваших новых высот. Очень приятно, что Татарский культурный центр взращивает такие ценные кадры. И, конечно же, вам подарки от наших партнеров. Секундочку, я хотел бы еще добавить, это не все кадры, у нас даже есть из культурно-национальной автономии, это для сведения, многомиллионной аудитории, что у нас даже есть кадры, которые ушли куда? В администрацию президента. Это достойно отдельных аплодисментов. Ну и, конечно же, мы хотели... Есть такой Евгений Иванович Кравцов. Вы не подскажете, кто это? Это наш Евгений Иванович, дорогой, который включается постоянно в работу. Вам большое-большое спасибо искренне за то, что вы есть. Пожалуйста, похлопаем. Еще раз аплодисменты и искупайте в овациях. Спасибо, низкий поклон. И отдельно хотелось бы поблагодарить наших партнеров. Это компанию «Татнефть» и телерадиокомпанию «Мир».
Ансамбль «Ирмола». Спасибо вам огромное, красавицы, за такой яркий номер. Мы поздравляем вас с Сабантуй. Мы, конечно же, не можем отпустить вас с пустыми руками. С удовольствием вручаем вам подарки от организаторов Сабантуя, онлайн Сабантуя в Москве и от Татарского культурного центра. Сейчас подождем, когда нам вынесут эти подарки. Ну а все, кто сейчас находится в студии, пожалуйста, искупайте в овациях этих ярких девчонок. Спасибо вам огромное! Ну вот, награды нашли своих героев. Спасибо за это яркое выступление. С праздником вас, дорогие! С праздником и вас, наши зрители, наши любимые зрители. Пусть ощущение счастья щекотит вас где-то внутри, и от этого уста расплываются в улыбке. И, конечно же, крепкого вам здоровья. Список пожеланий продолжит офтальмолог, генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уфе, заслуженный врач Российской Федерации Эрнст Молдашев. Мен профессор Молдашев, күз врачы Уфа шәһәреннән булам. Мин сезне зур бәйрәмләр белән котлыйм. Дорогие татарские друзья, я от всей души поздравляю вас первым долгом с великой победой над фашистской Европой. Исполняется 75 лет этой великой победе. Я поздравляю вас со столетием Республики Татарстан. Я поздравляю вас с праздником Сабантуй. И в заключение я несколько слов скажу по-башкирски. Қадірлі татар достары, мен хәдді зур байрамдар менен құтлайым. Сәләмәтлек, бәхеттік тіләйім. Біз ғүмір бойынша достар болғайын. Шуның үшін біздің екі халқы арасында достық қына болырға тиіш. Зур рахмет сізге. Необычный Сабантуй. Да, действительно, мы все должны соблюдать дистанцию, при этом нам не мешает ощущать, что мы все вместе. И сейчас принимайте горячие поздравления от татар из Филадельфии. Мәскәүдә яшәүче кадерле дусларыбыз һәм милләттәшләребез. Мин Айсул Исмагыйлова булам. Америка Кушма Штатларының Филадельфия шәһәре татар җәмгыяте вәкиле һәм активисты. Сезгә Акштан һәм Филадельфиадан зур һәм кайнар сәламнар. Сезгә күңелле итеп, кызык ясап, Сабантуй бәйрәмен уздыруыгызны чын күңелдән теләп калабыз. Хәтта хәзерге яңа һәм бераз билгесез вакытларда да татар мәдәниятенә тугры булып калуыгызга һәм чын татарча бәйрәм итәргә күңелегез күтәрелеп торуына без бик шат һәм горурлбыз. Онлайн форматта булса да шоуга килеп уздырырга ясын бәйрәмегезне. Моннан алдагы елларда бездә Сабантуйларын, шулай ук төрледән-төрле милли чаралар, очрашуларны уздырып тора идек. Әмма быел мәгълүм сәбәпләр аркасында без булардан мәхрүм калдык. Шулай ук форсаттан файдаланып, Татарстанда яшәүче милләттәшләребезне, якташларыбызны республиканың 100 ел юбилее белән дә тәбриклибез. Алга табан шулай бердәм булыйк.
татар мәдәниятен, телен үстереп торыйк һәм гореф гадәтләребезне алдагы буыннарга да тапшырып барыйк. Моны үзебез эшләмәсәк, тагын кем эшләр? Шулай бит. Тагын бер тапкыр барыгызны да бәйрәмнәр белән Сабантуй котлы булсын. Сегодня подарки гостям в студии предоставляет Ашали, одно из крупнейших содружеств фермеров-производителей халяльной продукции из Татарстана. Мы пригласили руководителя этой компании Рустама Латыпова, чтобы он рассказал подробнее о преимуществах их продукции. Рустам Альбертович, а вообще почему решили заняться именно халяль-продукцией? Ну, сам по себе я верующий мусульманин, поэтому как бы мне и не гоже не халяльной продукцией заниматься, поэтому и занялись именно халяльной продукцией. Но правильно ли я вас понимаю, что халяль-продукция это только для верующих? Нет, это вовсе не только для верующих, это для всех. Она максимально чистая и максимально вкусная, максимально натуральная, так скажем, продукция для того, чтобы не травить ни себя, ни окружающих тебя людей. То есть, если хотим мы получить по-настоящему натуральный продукт, то нужно присмотреться к маркировке халяль. Да, совершенно верно. Это будет уже какая-то гарантия того, что это максимально проверенный продукт, который очень чистый и вкусный. А давайте посмотрим повнимательнее на те подарки, которые сегодня получают у нас гости в студии. А вы про них расскажете. Сейчас как раз мы будем проводить розыгрыш этого подарка. И давайте посмотрим, что в этом подарке. Упаковано уже вообще, очень красиво. Да, мы сделали как сундучок подарочный. И, в принципе, мы сюда вложили те продукты, которые не будут портиться. А на самом деле у нас очень широкий ассортимент продукции. Это и молочная продукция, это и колбасная продукция, это и заморозка, полуфабрикаты, ну и кондитерская, соответственно, национальная, это чак-чак-баурсак. И у нас в Татарстане очень много, как говорится, дружбы народов. У нас очень много приезжих национальностей, и мы сотрудничаем с турками, которые живут в Казани, производят пахлаву. И мы вот сюда максимально... Это национальный продукт, это вяленый гусь, как раз он к Сабантуй поспевает, его зимой вялят, и через полгода он максимально приобретает. Все, не рассказывайте, уже слюнки текут, не могу. Далее у нас есть один из самых таких хороших поставщиков, это продукция вяленая из индейки, конины. Ну, конины это наши козы, козылык, вяленая конина, индейка вяленая тоже. И колбаса сыровяленая тоже мелкой как бы рубки. Так. А вот подскажите, пожалуйста, я всегда думала, что халяль это именно относится к мясу, потому что там есть особый ритуал, как нужно забивать скот. А когда вы говорите халяль молочные продукты, это как? Ну, все прекрасно понимают, что сейчас в продукцию добавляют очень много всякой всевозможной химии. И, соответственно, не вся химия соответствует канонам ислама, потому что химия, бывает, содержит животные какие-то ингредиенты. Соответственно, даже порой сыры, которые вырабатываются из ферментов, они не всегда бывают халяль. Поэтому, как бы, если мы продолжим, девушка... Мы еще не все посмотрели, хотим посмотреть, какая еще есть халяль-продукция. Также мы включили в набор, это вот, как я и говорил, это пахлава от пекарь Шахин. Он вырабатывает, производит это все в Казани. Очень замечательный, очень вкусный. Очень вкусно, но калорийно. Что? Но калорийно. После этого нужно просто устроить обязательно соревнования какие-то. Само собой. Мы забег в мешках, да. Далее это мед, настоящий цветочный. Это мед прошлого года, так как в этом году мед еще будет только в августе месяце. Самый созревший мед будет в августе месяце.
Также мы в набор включили это паштет из печени утки. Это производитель ромаевское фермерское хозяйство «Каусар», которое находится в Лаишском районе, с которым мы тоже очень честно сотрудничаем и поставляем, привозим его продукцию. Ну и, соответственно, на самом дне также это национальные продукты. Кондитерка — это баурсак и чак-чак. Давайте достану. Ну уж как во время сабантуй не показать чак-чак. Чак-чак и баурсак. Но я думаю, что мы сейчас уже раздразнили аппетит всех тех, кто смотрит наш онлайн сабантуй. Итак, этот подарок получит тот, кто ответит на очередной вопрос в викторине «Щиклявек», которую придумал Совет молодежи при полпредстве Республики Татарстан. Вопрос. В какое время исторически праздновали сабантуй? И есть у нас варианты ответов. После завершения посевных работ, после схода снега, до начала весенней пахоты, после сбора урожая, после посадки озимых. Прямо сейчас заходите на страничку Instagram «Щиклявек квиз», нажимайте на ссылку в шапке профиля, выбирайте графу «Онлайн Сабантуй» и оставляйте свой ответ. Желаю вам удачи. Кто первым правильно ответит, тот и получит приз. Так что поторопитесь. Рустам Альбертович, спасибо за предоставленные подарки. А у нас для вас тоже есть подарок. Набор от производителя башкирского мед компании «Урал Бикипер». Тоже вот видите, такой вот небольшой чемоданчик. Спасибо, и хотелось бы поздравить всех с таким замечательным праздником. Пусть это онлайн, но я думаю, что все еще мы успеем сделать офлайн. Да, конечно. С праздником вас еще раз. Ну а пока зрители присылают свои ответы, надеюсь, они будут правильными. И сейчас совсем скоро мы узнаем, кому же посчастливилось получить вот эту вот халяльную продукцию. Давайте посмотрим обзор телеканала «Национальная кухня». Добрый день, друзья! С вами Алсу, моя старшая дочь Софина и младшая дочь Микела. Приветствуем Московский Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Великой Победы. И, конечно же, мы поздравляем Татарстан со 100-летием. В этом году Сабантуй проходит немножечко в необычном формате. Мы будем праздновать онлайн, как сегодня модно. И хотим сегодня с девочками приготовить для вас пару очень любимых и известных татарских блюд. Ты ждешь, это время летних танцев. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Сабантуй объединяет. Ну что, мы еще так и не получили имя победителя. Ждем. Пожалуйста, поторопитесь, попробуйте. Может быть, вам нужно сейчас отправить другой вариант. Может быть, ответ был не столь очевиден, как вам казалось сначала. Ну а пока принимайте очередные поздравления. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli milletteşler, azizin kardeşlerim, her birinizni Finlandiya'dan selamlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Sabantuy bayrami bizning millatimizni burungidan birli indi to'plab bir o'ringa jo'yib. Avvalgi yillarımızda biz Moskva shahrida ko'rishirga ko'nikkan edik. Bu yil
инде авыр сәбәпләр аркылы без сезнең белән онлайн күрешәбез. Анара карамастан безне онлайн Сабан туе шулай ук бер урынга, бер көнне, бер милләт буларак туплады. Сезне һәрберегезне шушы бәйрәм көнендә тәбриклимен. Һәрберегезгә саулык, сәламәтлек, озын һәм бәхетле гомер телимен. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын һәм шушы чараны тәртипләүче Мәскәү татар мөхтәриятенә тирән рәхмәтләрне белдерәмен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ну вот то самое мгновение, когда мы будем поздравлять победителя, у нас уже он появился. Напоминаю, был вопрос, в какое время исторически праздновали Сабантуй. И было несколько вариантов ответа. После завершения посевных работ, после схода снега до начала весенней пахоты, после сбора урожая, после посадки озимых. Знаю, что многие из вас подумали, что после завершения посевных работ, потому что именно так мы сейчас отмечаем Сабантуй, но нет. Исторически Сабантуй отмечался после схода снега до начала весенней пахоты. И приз у нас от Ашали получает Ильдар Зиеддинов. Мы вас поздравляем! Награда, безусловно, найдет своего победителя чуть позже, а сейчас я с удовольствием передаю слово своей коллеге Илине Лопаткиной. И, конечно же, принимайте очередное видео поздравления. Хөрмәтле ватандашлар, без Белоруссиядә яшәгән башкортлар, татарлар исеменнән Мәскәүдәге Сабантуйга кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Безнең Сабантуй ул милләтебезнең иң күркәм, иң шатлыклы, табигатьнең матур чорында уздыра торган бәйрәмебез. Алла бирса, эпидемиялар бетеп, алдагы елларда бергәләшеп очрашырга, бергәләшеп матур иттереп Сабантуйларыбызны үткәргә насыйп булсын. Сабантуйыбыз мөбарәк булсын. Дорогие друзья, мы продолжаем наш праздник онлайн Сабантуй 2020 в прямом эфире. Прямо сейчас вы можете посмотреть на сайте Автономии Татар прямой эфир нашего Сабантуй. Впервые так сложилось, что Сабантуй проходит в период пандемии вот в таком формате. Но мы рады, что нас сейчас смотрят не только в Российской Федерации, нас смотрят и за ее пределами. Огромное количество сейчас приходит в наш колл-центр сообщений о том, как все здорово, и рады видеть наших соотечественников и земляков. Мы продолжаем, и я предлагаю вам послушать поздравления председателя Международного общественного объединения башкирско-татарского культурное наследие «Чишме» Эльвира Ансафовна Левшевич из Беларуси. Встречайте. Хөрмәтле ватандашлар, без Белоруссиядә яшәгән башкортлар, татарлар исеменнән Мәскәүдәге Сабантуйга кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Безнең Сабантуй ул милләтебезнең иң күркәм, иң шатлыклы, табигатьнең матур чорында уздыра торган бәйрәмебез. Алла бирса, эпидемиялар бетеп, алдагы елларда бергәләшеп очрашырга, бергәләшеп матур иттереп Сабантуйларыбызны үткәргә насыйп булсын. Сабантуйыбыз мөбарәк булсын.
Радив Еваев, спасибо. Спасибо вам огромное. Мы провожаем вас под бурные аплодисменты. Аплодисменты, я уверена, в вашу честь сейчас звучат по ту сторону экрана. Друзья, мы продолжаем. Я хотела бы вас познакомить, может быть, уже людей, которые побывали на нашей площадке. Это игровой Сабантуй. И здесь мы знакомим наших зрителей с играми, которые издавна еще приходили в Сабантуй, и в них играли наши предки. Мы здесь знакомим с играми, которые нам знакомы с детства. 2 недели назад мы запустили челлендж в социальных сетях, по условиям которого нужно было прислать видео на тему «Сабантуй в каждый дом». Я предлагаю прямо сейчас посмотреть, что у нас из этого получилось. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это была площадка игрового Сабантуя. Посмотрели тизер на то, как это происходит. Ну а теперь победителем в челлендже хочется объявить, что становится группа татарской молодежи, что организовывала специальный выезд на природу для проведения сабантуевских игр на природе. Друзья, победители получают подарки от наших партнеров, телерадиокомпании «Мир», а также от интернет-магазина «Салават». Здесь мы дарим четки из натуральных камней и набор из полотенец, а также, конечно же, татарские тюбетейки. Спасибо огромное всем участникам за участие. Спасибо, что присылали нам свои видео. Каждое видео мы смотрели, оценивали. У нас было компетентное жюри. Я думаю, что вы с нами согласитесь, что приз ушел достойным людям. Итак, напоминаем, что генеральным спонсором и партнером Сабантуя является телерадиокомпания «Мир» и компания «Татнефть». Мы благодарим за участие постоянно из года в год наших партнеров. Благодарим и желаем, чтобы вы всегда были с нами. Вот такое завершение этого рекламного, скажем так, блока. Итак. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. Бьется сердце стадиона, словно первый раз. На лед выходят чемпионы под взглядом миллионов глаз. Хаумахагыс. На башкирском языке это означает «здравствуйте» и «сенмесес». Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. И есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Дорогие друзья, мы продолжаем. Хочется сказать, что ежегодно в Москве проходит чествование ветеранов в рамках общего татаро-башкирского проекта «Память сильнее времени». И вы знаете, ветеранов собирают в стенах татарского культурного центра, устраивают телемосты с другими регионами, дарят полезные подарки ветеранам. И даже в этом году, несмотря на то, что мы все оказались в ограниченных условиях, да, в честь 75-летия победы активисты автономии татар Москвы
разнесли, внимание, более 500 продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Давайте поближе познакомимся с этим проектом. Защищал блокадный град, видел, как там люди умирали, дети молодые, такие, от голода, от холода, от всякого. Спасибо, очень хорошо посидели, устроили хорошо. И праздник отметили достойно. Время провели хорошо. У татар вообще принято относиться уважительно, особенно к старшим. Вы поколение победителей. И нам нужно сделать все, чтобы хотя бы немножко быть похожими на вас. Аман бізді шылай қаршалығыз, хөрметігізге, тұрудығызға, бик біз зор рахмет барығызға да. Саулық, тыныслық білән, бик моторлар барығызда. Альхамдулиллахи шүкір. Как Всевышний скажет, так и будет. Ну ладно, рахмет. Большое спасибо организаторам празднования Дня Победы, потому что День Победы – это один на всех. Дорогие друзья, наш поток поздравлений, видео поздравлений сыпется к нам в студию. Нас сейчас поздравляют спортсмены из Республики Башкортостан Эльбрус Нигматуллин, российский спортсмен из Башкортостана, общественный и политический деятель, актер, мастер спорта по пауэрлифтингу, вице-чемпион соревнований, самый сильный человек России. Приветствую, Сабантуй, Москва, 2020. Поздравляю Республику Татарстан со столетием. Татарстан сегодня – это территория, устремленная в будущее. Это регион, в котором очень высокий уровень жизни. Я желаю вам, чтобы вы и в будущем не теряли своих лидерских качеств, всегда находили энергию двигаться вперед и поднимать планку высоко и высоко. Для нас Татарстан – это самый ближайший, любимый сосед с Башкортостаном. Мы вас очень любим, мы радуемся вместе с вами. Желаю, чтобы каждый россиянин хотя бы раз в жизни посетил Казань, либо любой другой город Татарстана. Друзья, Берега, в единстве наша сила. С праздником! С праздником еще раз, спасибо большое. Мы движемся дальше. Еще одно теплое поздравление прислал Салим Хананович Хабибулин. Он является организатором московского Сабантуя аж с 2009 года. Hürmetli vatandaşlar, Sabantuyları mübarek bulsun. Sabantuyu Tatar halkının buğundan buğunga, kasırdan kasırga ince bir tegedey jiyip kelgen özünün bar yaxşı yaqlарын көрсетергә mümkünlük bulgan zor beyremi. Bilgilerini bugün günde yalgışıp Saban beyremi dep anlatıyorlar. Saban vakti o kişinin yaz gününde tabiat bilen birleşüğü, kengeşüğü hem yanga yılga, yanga, aytik yeşillik yılına söyleşü şura. Şuna göre sabanda sayraşmasan, ımırda ıngraşırsın degen aytım var. Benim de şahsen özüm 20 yıl türlü şehirlerde Sabantuyga әзірлік işlerinde katnaşam. Şunun 15 yılga yakını Moskov'da. Mine bu yıl anda indi federal Sabantuyu bularga tiyişiydi. Kızganışka karşı Allah-u Teala azrak bu planlarga özgerişler kiritdi. Hem benim aytası kilgen, başta aytası kilgen fikrim şu. Mine kişi tabiat bilen birge yaşarga tiyiş. Tabiat bilen birge sularga birge yaşarga tiyiş. Kişi soğuk vakitlarda fen, texnika şaralarını özleştirip tabiattan üstün itibsizesi kildi. Veya görünüşte üstün tuğul. Şuna göre Sabantuyu mine birge ötkerile almay, ötkerile mine şunda online formatta. Lakin şulay da Sabantuyu biz bütün halkını birleştirip özümüzün bulgan maturluqını Tatar halkının, özünün bulganlığın, özünün qonaqçılığın, özünün gayretin, hem özünün bugünküsün, hem kileşegin tasvirlagan beyram. Beyramlar uңguşlu olsun, rahmet.
Благодарим за такое теплое поздравление Салима Ханановича. У меня в гостях сейчас находится Инга Юмашева. Инга Юмашева, депутат Госдумы 7-го созыва от Республики Башкортостан, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Комитета Государственной Думы по международным делам. Инга активно поддерживает социально-общественные организации республики и сейчас возглавляет землячество Республики Башкортостан. Ничего не перепутала? Здравствуйте. Здравствуйте, рада всех приветствовать. Прежде чем мы перейдем к блоку вопросов, мне хочется, чтобы мы зрителей поближе познакомились с тем, чем вы сейчас активно занимаетесь. Здравствуйте, меня зовут Инга Юмашева, я создатель и руководитель сообщества «Люди Башкирии». Сегодня, когда мир меняется очень быстро, общение, взаимопомощь, поддержка, особенно когда ты вдали от малой родины, имеют порой большую ценность, чем успех. Проект «Люди Башкирии» важен для меня, потому что там люди, которые близки мне по духу. Туган еребезде данлау максаты менен эшләясәк, зур бер яңа оешма ул. Именно здесь я всегда нахожу поддержку земляков, как в трудные минуты, так и во всевозможных начинаниях. В рамках проекта «Люди Башкирии» моя основная задача – способствовать развитию проекта в цифровом пространстве. Я с удовольствием подключился к этому проекту, готов работать и передавать свой опыт молодежи, студентам. Я уверен, что каждый активист сообщества «Люди Башкирии» стремится принести пользу своей родной республике и землякам. Именно поэтому я в этом сообществе. Присоединяйтесь и вы. В феврале этого года в Москве появился проект «Люди Башкирии». Это живое современное сообщество, объединяющее земляков, проживающих за пределами Республики Башкортостан. Руководителем и идейным вдохновителем проекта выступила Инга Альбертовна Юмашева, депутат Госдумы от Республики Башкортостан. Сегодня она у нас в студии. Еще раз скажите, пожалуйста, как пришла вообще идея создания, какова цель проекта и что несет сам проект? Суть проекта. Да, спасибо большое. Вы знаете, идея создания живого сообщества земляков, выходцев из Республики Башкортостан родилась давно. Более 10 лет назад я переехала как тележурналист работать в Москву. И по долгу профессии принимала участие в разных мероприятиях, общалась с людьми, кому-то сама помогала, кто-то помогал мне. И в какой-то момент возникло желание создать такое дружное сообщество выходцев из Республики Башкортостан. Я подумала тогда, что это было бы очень здорово, чтобы мы постоянно были вместе, общались. И через какое-то время, через несколько лет предоставилась возможность, и появился проект «Люди Башкирии». Люди Башкирии – это действительно живое современное сообщество. Мы в нашем сообществе ушли от традиционных вертикальных иерархических связей. Мы все между собой равны, равно уникальны. И, конечно, мы хотим, чтобы наше сообщество в первую очередь было направлено на помощь и поддержку земляков, выходцев из Республики Башкортостан, на то, чтобы каждый, кто вступает в это сообщество, имел возможность красиво раскрыть свой потенциал. Ну и, конечно, мы хотим продвигать имидж Республики Башкортостан на российском и международном уровне. Инга Альбертовна, вы так часто говорите «мы», а кто в этом проекте? Сегодня в нашем сообществе люди разных возрастов, разных профессий. У нас и студенты лучших вузов столицы, и юристы, и представители науки, искусства, культуры, сотрудники полномочного представительства Республики Башкортостан и многие-многие другие. Мы создали наш сайт людибашкирии.рф, где можно подробнее ознакомиться с этим проектом, где есть возможность вступить в это сообщество, заполнив форму. Но что хотелось бы отметить, наше сообщество не ограничивается только лишь земляками. Сегодня Республика Башкортостан, благодаря нашему главе Радию Хабирову и его мощной, сплоченной профессиональной команде, очень активный, динамично развивающийся регион. У нас регулярно проходят международные форумы как в онлайн, так и в офлайн формате. И все больше людей проникаются симпатией, интересом и любовью к Башкортостану. И этих людей мы тоже ждем в нашем сообществе. Если у вас есть родственники или друзья в Башкирии, если вы создаете там бизнес-проект, если вы человек, который влюблен в нашу уникальную первозданную культуру, идеальную для экотуризма, присоединяйтесь к нашему сообществу, потому что наш девиз «Башкирия не в паспорте, а в сердце». Отлично, но сейчас многие, наверное, смотрят, кто нас, задаются вопросом.
Как туда вступить? Платно это или бесплатно? По велению души и сердца мы всех ждем. Напомню, что создан сайт людибашкирии.рф с возможностью присоединиться к нашему проекту. То есть только через сайт, да, возможность пока? Это пока самый простой и удобный способ, потому что мы живем в некотором периоде таких ограничений для живого взаимодействия. Поэтому сайт – самая удобная форма. У нас уже сформировалась дружная команда единомышленников. Мы спроектировали образ будущего, наметили дорожную карту на ближайшие 5 лет. Да, расскажите, какие планы в ближайшее время? Да, во-первых, мы уже создали сайт, мы запускаем сейчас социальные сети, мы намерены создавать образовательный и творческий контент для нашего сообщества. Мы понимаем, что сообщество живет за счет людей, то есть каждый новый человек приносит в это сообщество свой уникальный опыт, свой профессионализм, свой творческий потенциал. И развитие сообщества зависит от тех, кто в него вступает. По мере присоединения новых участников мы хотим выйти на стратегическую сессию, сформировать коллективный образ будущего, наполнить нашу дорожную карту новыми смыслами. И, конечно, мы хотели бы сделать и мощный портал, который бы соединил не только земляков, не только людей, любящих Башкирию, проживающих в Москве или Санкт-Петербурге, но и по всему миру, чтобы штаб-квартиры сообщества «Люди Башкирии» открывались в разных странах и в разных городах. У нас грандиозные планы, уникальный проект. У всех участников доброе, любящее сердце и любовь к Башкирии, любовь друг к другу – это основа. Присоединяйтесь и вы к нам. Да, приглашаем в проект «Люди Башкирии» всех желающих. Инга Альбертовна, спасибо большое, что нашли сегодня время в режиме личного присутствия быть у нас сегодня в студии. Мы хотели бы вам от Содружества национальных производителей Татарстана «Ашале» подарить набор халяльной продукции от партнера Сабантуя онлайн. Вам подарок. Рахмет. Спасибо большое. Это вам. Диплом вам и подарок тоже вам. Мы вас провожаем и говорим вам спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. Я хочу сказать о том, что сегодня на канале «Молодежный Сабантуй» представлено много молодежных и общественных проектов. И жаль, что ролик про землячество Башкортостана пока не туда попал, но все же яркие проекты молодежи Башкортостана у нас имеются. И давайте посмотрим небольшой обзор этого канала. Татарскарт – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарт по промокоду Сабантуй до 15 июля. Салям, Казань! Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. Зрителей и организаторов праздника Сабантуй онлайн 2020 поздравляет хоккейный клуб «Салават Юлаев» из города Уфы, выступающий в континентальной хоккейной лиге.
Клуб на сегодняшний день является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Открытия, обладателем Кубка Континента. Представляет этот клуб Эдуард Гематов, нападающий хоккейного клуба Салават Юлаев. Добрый день всем участникам Сабантуя. В эти дни он проходит в необычном формате. Тем не менее, пусть он пройдет ярко, самобытно. Важно, чтобы люди получили положительные эмоции. Несмотря ни на что, мы должны быть вместе. В единстве наша сила. Дорогие друзья, мы движемся дальше. Следующий привет летит нам из Португалии. Поздравляет зрителей и организаторов Сабантуя онлайн Роман Рафаэлович Фаизов, представитель татарской общины Португалии, предприниматель, член совета директоров компании «Осиас». Поздравляю всех татаров с великолепным праздником Сабантуя. Сзади меня самая западная точка Европы. С океана Атлантического, с португальского побережья. Желаю всем любви, здоровья и тепла. Ну что ж, я предлагаю потанцевать, поаплодировать, похлопать и вместе попраздновать. Хайдай-дай!
сегодня к нам заглянул в студию. Можно я перечислю твои регалии? Мультиинструменталист, правильно. Основатель и идейный вдохновитель группы «Зайниддин». Лауреат и победитель республиканских всероссийских международных конкурсов, артист Республики Башкортостан. Все верно? Присаживайся в нашу импровизированную студию. Сегодня мы работаем в онлайн-формате. Это Сабантуй. Спасибо огромное, что ты сегодня вместе с нами присоединился к нам и к нам в студию заглянул. Зайниддин, прежде чем мы перейдем к вопросам, скажи, пожалуйста, вот у меня ты подписан как Загир Зайниддинов. Я тебя лично слышала всегда по телевизору как Зайниддин. Как ты любишь, чтобы к тебе больше обращались? Ну, на самом деле, меня зовут Загир, а Зайниддин — это творческий псевдоним. Когда я начал выступать уже по всему миру, ездить по разным странам, нужно было придумать такое имя, которое обозначало, что я из Республики Башкортостан, показывал нашу культуру, и в тот же момент был легко запоминаем, чтобы люди запоминали и могли говорить: о, Зайниддин. Проще Зайниддин, можно так к тебе обращаться. Зайниддин, скажи, пожалуйста, вообще, что для тебя значит праздник Сабантуй? Я знаю, что ты коренной житель Республики Башкортостан, родился в районе, и у вас в районе наверняка очень часто проходит каждый год этот праздник. И, наверное, ты с детства в нем участвовал. Вот что для тебя значит этот народный праздник? Сколько я себя помню, с самого раннего детства я всегда был на Сабантуе, потому что мой отец мастер спорта, борец, и каждый год он участвовал в Сабантуе и выигрывал первые места, и всегда мы привозили домой барана. Вот. И, конечно же, после этого события мы всей большой семьей собирались возле речки и праздновали этот праздник. Поэтому этот праздник для меня ассоциируется с таким неким хорошим семейным событием, когда все вместе собираются, друзья, родственники, и празднуем вместе вот этот прекрасный праздник. Вот ты сейчас заговорила про семью. Хочется узнать у тебя, а какие семейные традиции вы передаете из поколения в поколение? Я знаю, что у вас большая семья. На самом деле, да, семья очень большая. У нас 74 человека в семье, только двоюродных. 74? Да. У меня отец 70-й. Все артисты? Ну, не все артисты. Почти. Даже то, что я сейчас исполняю, то, чем я занимаюсь, наверное, это я получил от семьи в первую очередь. Потому что с самого раннего детства, когда я засыпал, отец всегда меня усыплял под звуки курая. Вот. Я с малых лет слушал народные песни. И сейчас мне не обязательно смотреть в ноты, чтобы знать эти песни. Я эти песни знаю наизусть. И вообще всю историю Башкортостана я знаю наизусть, потому что с самого раннего детства мне это передали. Интересно. Скажи, пожалуйста, сейчас я знаю, что ты перешел на более такое современное исполнение, да? Какие дальше планы в реализации и что сейчас самое главное в твоем творчестве? Планы грандиозные. Мы сейчас днями и ночами вообще живем практически в студии. Пишем очень много треков, новых композиций. Снимаем клипы. Я думаю, что в ближайшее время мы порадуем наших зрителей, наших, скажем, подписчиков, наших вообще всех людей. И будем стараться продвигать нашу республику, нашу культуру и вообще в Россию в целом. Мы благодарим тебя, что ты сегодня, я знаю, что Зайниддин сегодня утром прилетел из Республики Башкортостан. Это вообще единственный артист, который сегодня вот так в формате офлайн смог к нам присоединиться. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо за приглашение, я всегда рад. Спасибо, что пригласили. От организаторов Сабантуя мы вручаем подарок от наших партнеров. Это Содружество национальных производителей Татарстана «Ошале», набор халяльной продукции. С праздником для всей вашей большой семьи. Я думаю, там всем хватит. В самолет пустят меня? В самолет пустят. Все, хорошо. Спасибо большое. С праздником. Рахман, байраман. Спасибо. С праздником. Друзья, мы продолжаем и напоминаем, что на одном из каналов Сабантуя «Национальная кухня» проходит сейчас мастер-класс от ведущих поваров национальной кухни. И мы рады вас познакомить с работой ресторана «Башкортостан», который сегодня готовит бишбармак с кониной и говядину в горшочках. Смотрим. В магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном,
Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. В Галема на Поташах Бланка Панини. Аромат космический. Сувлаки, Фрегала, Бризоль, Шакароп, Чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте» и «сенмесис». Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Дорогие друзья, зрители и все, кто сейчас смотрит в онлайн формате Сабантуй 2020, в этом году он проходит вот в таком формате, необычном, но мы привыкаем, и я думаю, что вы остаетесь до сих пор вместе с нами и колесите по всем нашим каналам. На очереди у нас поздравления зрителей организаторов Сабантуй онлайн. Поздравляет президент межрегиональной общественной организации «Союз гагаузов» Федор Георгиевич Драгой. Региональная общественная организация «Союз гагаузов» приветствует московский Сабантуй, посвященный 75-летию Великой Победы над фашизмом. В 1920 году был принят декрет об образовании Татарской Республики. Сегодня мы поздравляем с вековым юбилеем Многонациональную Республику Татарстан и желаем процветания и успехов. Сабантуй – это дань древним традициям, бессмертная связь с предками, праздник для всех народов России. Пример единства, настоящей дружбы, богатства народных традиций, великого тюркского нравственно-духовного мира на благо всем людям. Дорогие наши родные братья, так сложилось по воле сил самого Господа и желаний наших предков, что мы гагаузы, православные тюрки, и это отличие между нами следует понимать как особую нравственно-духовную красоту, бесконечную силу человеколюбия, божественную основу единого пути в добрых делах. Пусть праздник Сабантуй сохранится на все времена. Друзья, мы продолжаем. Еще одно поздравление летит и к нам из Республики Башкортостан. Поздравляет зрителей организаторов Сабантую Айдар Галимов, российский певец, заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Приветствую всех зрителей, организаторов онлайн Сабантуя Москва 2020. Очень символично, что в этом году Сабантуй посвящен столетию Республики Татарстан. Регион является одним из лидеров среди субъектов нашей огромной России. Гордимся и радуемся достижениям Татарстана. Желаем дальнейшего процветания. А еще хочется добавить, когда Татарстан и Башкортостан вместе – это огромная сила. Вместе мы можем добиться еще больших успехов. Сабантуй нас объединяет, окрыляет, вдохновляет. Сабантуй безне бирләштирә. Бергә булыйк. Бәйрәм белән, дуслар. Спасибо, Айдар Ганиевич. Мы продолжаем дальше. И у нас в студии гости. Мы рады, что Сабантуй из года в год становится все многонациональным праздником. И мы рады всегда видеть на нашем празднике представителей дружественных народов. И сегодня у нас в студии гости из Чувашии, город Чебоксары, да, Александр Самаров и учащаяся онлайн-школы для экономического развития детей города Чебоксар Анастасия Аркадьевна. Я вас приветствую. Вас приветствуют все гости Сабантуя. Александр является идейным вдохновителем и разработчиком онлайн-школы, которая будет полезна всем детям на любом уголке планеты. Все верно?
Да, верно. Александр, скажите, а вот как можно учиться, играя в Майнкрафт? Вы знаете, очень весело. Учитывая, что детям очень нравится играть, поэтому они в игровой форме создают свои бизнес-проекты, в которых они как раз-таки учатся управлять финансами, строить стратегию. Все это они делают в команде. Поэтому они учатся еще и командному взаимодействию и умению договариваться, сотрудничать. Вот. К тому же приобретают сразу деловые связи, так как у нас дети с разных городов, они между собой уже сдруживаясь во время игры, во время своих проектов, налаживают связи с раннего возраста. Скажите, а вы какую-нибудь статистику проводили? Я знаю, что многие родители не очень к этому относятся. По поводу статистики, прям конкретно я вам не скажу, я могу сказать просто отзывы, да. Действительно, система игрового образования, к тому же онлайн-образования, она новая. И многие к ней относятся, так скажем, как к новинке. Но те, кто ищет способы развития своих детей, изучают эту, суть вопроса, то они, конечно, понимают всю пользу данной методики. Настя, привет! Здравствуйте. Мы знаем, что ты лучшая ученица первого потока, да, первого класса. Все верно говорю? Наверное. Расскажи, у вас, наверное, ты учишься или не учишься? Учусь. Скажи, пожалуйста, есть у вас уже какие-то тесты, контрольные, все уже сдавали? Нет. У нас есть турниры и конкурсы проектов. Ну, расскажи подробнее, что вы делаете? Какие-то задания вам там дают? Мы строим дома, добываем ресурсы и производим разные товары. И все это происходит в компьютере, все Да. верно, да? Да. Легко это делать? Да, очень просто. То есть ты еще параллельно учишься и в школе, да? Или только в этом проекте ты? А где тебе больше нравится? Мне больше нравится в дидактике. Все-таки онлайн, да? Да. Ну, я думаю, что вообще за онлайном будущее, за технологиями будущее, да? Поэтому мы желаем вам успехов. Тебе отлично окончить. Сколько у вас потоков? У нас безлимитное обучение, то есть дети могут долго-долго учиться, так как нет предела совершенству. Так, ну какие-то ограничения-то есть, наверное, 18, нет? Пока еще не дошли. Пока не надоест, ну, они могут успехов вам в вашем новом идейном, скажем так, и вдохновляющем проекте. Спасибо большое, что нашли время и пришли. И мы хотели бы в рамках проекта вас тоже поблагодарить, что вы нашли время, пришли, потому что все, кто приходит сегодня к нам офлайн, получают подарки. Спасибо большое. Спасибо. И удачи. Друзья, мы продолжаем в рамках празднования Сабантуя онлайн. Сегодня прямо в прямом эфире у нас проходит розыгрыш на основе познавательной игры «Чиклявек», создателями которой являются Совет молодежи при полпредстве Республики Татарстан. Условия просты. На экране появляется вопрос, связанный с Сабантуем и столетием Республики Татарстан. С вариантами ответов, конечно же. В течение 1 и 2 минут вам, дорогие зрители, нужно прислать правильный ответ. И главное, чтобы вы были первыми, главное успеть. Мы попытаемся подарить вам подарок. Мы это сделаем, потому что прямо в прямом эфире мы будем задавать сейчас вопрос и получать ответ. Свои ответы тут же направляйте по следующему маршруту. Заходите на страничку Инстаграма Чиклявек, _, квиз, гайс. В шапке профиля проходите по ссылке на Google форму. Там выбираете графу «Онлайн Сабантуй» и оставляете свой ответ. Итак, вопрос. Мы смотрим сейчас на экран, и вопрос. Кем вручную сшивалось богатые украшения орнаментами полотенца, которые считались одним самым ценным призом в конкурсах Сабантуя? Итак, варианты ответов. Молодая бабушка, многодетная мать, дочь многодетной матери или молодая невестка.
Еще раз вопрос. Кем вручную сшивались богато украшенные орнаментами полотенца, которые считались одним самым ценным призом в конкурсах Сабантуя? Молодая бабушка, многодетная мать, дочь многодетной матери и молодая невестка. Все полезли сразу в Google, в Яндекс, начинают искать правильный ответ. Ну а пока наши зрители присылают свои ответы, предлагаю познакомиться с еще одним участником канала Сабантуй Маркет, компания Урал-Бикипер, город Уфа, Республика Башкортостан. Друзья, вы сейчас на экране видели подарки. Это подарок, который получит правильно ответивший на вопрос огромный, большой, красивый набор, где не только мед разного вида, там и цветочный, и различные другие другие виды меда. Там еще есть и чай, наш настоящий башкирский чай. Поэтому будьте активными, присылайте, мы продолжаем. Мы ожидаем имя победителя, и пока мы его ожидаем, пока вы присылаете свои ответы, хотим познакомить вас с деятельностью культурно-просветительского и досугового центра мусульман Москвы «Дар». Здесь проходит множество интересных событий, мероприятий, а также организованная деятельность медресе, кружки для детей и курсы иностранных языков. Давайте прямо сейчас посмотрим, как это проходит. Дорогие друзья, у нас уже известен победитель в нашем конкурсе «Чеклявек». Правильный ответ – молодая невестка. И приз от нашего спонсора «Урал-Бикипер» отправляется Чулпан Мавлютовой. Мы вас поздравляем, с вами свяжутся наши организаторы и обязательно передадут вам вкусный сладкий набор. Что ж, мы продолжаем. И не перестаем произносить отдельные слова благодарности за поддержку нашим генеральным партнерам Сабантуя онлайн. Это компания «Татнефть» и генеральному информационному партнеру телерадиокомпания «Мир». Дорогие друзья, те, кто правильно ответил на вопрос и получили от нас сейчас подарок, это люди, безусловно, которые с утра и до вечера, наверное, сидят и смотрят у экранов телевизора наш Сабантуй, поэтому мы еще раз поздравляем и хотим сказать, чтобы вы активнее принимали участие, потому что наш колл-центр мне подсказывает, что ответов очень много. Спасибо большое, что вы с нами. Реальные истории – это, пожалуй, лучший телеканал в мире. В наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети Эмилия и Альфия тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет детей, чтобы они хорошо поучились, это любовь.
Дорогие друзья, мы продолжаем онлайн Сабантуй. На очереди еще одно поздравление. Зрители и организаторов праздника Сабантуй онлайн поздравляет президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Каженов. Добрый день, друзья! Я приветствую Сабантуй 2020 и поздравляю Республику Татарстан со столетним юбилеем. Я желаю всем жителям России крепкого здоровья, успехов в этом непростом году, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, чтобы все у вас было хорошо. Ваши близкие не болели, ваши дела шли в гору, и вы просыпались каждое утро в хорошем настроении. Всего самого наилучшего, что вы сами себе желаете, я желаю вам в этот день. Спасибо, Сабантуй объединяет. Спасибо Федерации мигрантов России. Мы продолжаем дальше. На очереди оперный певец Республики Башкортостан. Видео летит от него. Он поздравляет всех зрителей, организаторов Сабантуя. Оскар Амирович Абдразаков, российский оперный певец, солист Мариинского театра. Также он советник по культуре и искусству главы Республики Башкортостан, художественный руководитель Уфимского государственного театра оперы и балета. Дорогие друзья, дорогие участники Сабантуя, я хочу от всей души поздравить вас с праздником Плуга, пожелать вам счастья, добра и, конечно же, мира на нашей прекрасной земле. До встречи. Спасибо большое. Чтобы успеть за любовью ягоды собирать, ранние тропинки узнавать, тайные допеть, да все лететь за тобою. Лето, лето, лада пела, лето, лето, лада пела. Я зима заворожила, кругом закружила, замела, лето летала, на любовь не нагадала, все ждала милого одного, да нелюбимого. Полями, сон травой одной да цветами напролет. Только горький мед собирала, холода ждала, не заметила, как стали ягоды эти, точно лед. Мне бы полететь, да устала. Лето, лето, лада пела, лето, лето, лада пела. Я зима заворожила, кругом закружила, замела, лето летала, на любовь не нагадала, все ждала да нелюбимого. Лето,
лето лада пела. Ляйсан Мингазова. Я сейчас прям слышу, как по ту сторону экрана разрываются аплодисменты в вашу честь. Спасибо большое. Можно я вас представлю? Российская певица, участница проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия», полуфиналистка проекта «Новая звезда» на телеканале «Звезда», автор и композитор Ляйсан Мингазова. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня пришли в формате личного присутствия и еще так зажгли наших телезрителей. Ляйсан, скажите, пожалуйста, а для вас Сабантуй что значит? Всем здравствуйте. Мне безумно приятно за приглашение быть на этом замечательном празднике. Сабантуй для меня в первую очередь, не побоюсь этого слова, это, наверное, какая-то большая семья. Почему? Поясню. Во-первых, я стараюсь всегда каждый год участвовать на этом празднике и быть частью программы этого национального мероприятия. И я неоднократно замечала, что люди, которые находятся на мероприятии, они очень открытые, они добрые, они душевные. Кто-то участвует в играх, они не стесняются, кто-то поддерживает. И это какая-то такая дружеская атмосфера, теплая, и мне напоминает какую-то семью. Но радует, что не только наши татары на этом мероприятии, но и приходят другие национальности. Это не может не радовать. Да, у нас каждый год проходит под эгидой татаро-башкирской культуры Сабантуй, поэтому в связи с этим тоже хочется спросить, какие у вас планы теперь в творчестве? Что-то есть новое, что-то запланировали уже? Да, как вы уже сказали, я автор-композитор, и скоро выходит клип на мою новую песню «Рандеву». Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам, поделились и подарили свою энергетику. От организаторов онлайн Сабантуя мы вам тоже дарим небольшой подарок. Спасибо большое. С праздником. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. На канале «Праздничный концерт» выступают популярнейшие московские артисты. Артисты Республики Башкортостана, Татарстана, Татарского культурного центра и культурного центра Башкортостана. Давайте посмотрим. Друзья, посмотрите, сколько популярных и известных артистов на нашем канале, где происходит праздничный концерт. Так что не переключайтесь, проходите по нашим каналам, оставайтесь с нами. Я свою часть пока завершаю и передаю слово своему соведущему Айрату Загриеву. Кем мечтает стать ваш ребенок? Космонавтом или инженером? Я вам покажу, кем мы можем стать. Я развиваю свои лидерские навыки и занимаюсь планированием, пока мои партнеры строят новую стратегию и инвестируют в мою гениальную идею. Всему этому мы учимся в игре. Мы зарабатываем на достижениях и получаем сертификаты о полученных знаниях и навыках. Кем я могу стать? Да кем угодно. Получите 7 дней бесплатного обучения в онлайн-школе Diratric. А по промокоду START
При оплате любого срока обучения мы дарим 1 месяц в подарок. Заходи на наш сайт, используй промокод START и войди в 100 учеников, которые получат крутой гифтбокс Diratrix. Туганнарыбыз, дусларыбыз, милләттәшләребез, дорогие наши зрители, всем добрый день, хайрлыкен и СМС. Всем здравствуйте. Вы, наверное, ожидали то, что сейчас после рекламы продолжат, и вы опять увидите Илину. Не тут-то было. Сейчас вот этот вот блок для вас буду вести я. Меня зовут Айрат Загриев. Очень приятно передать вам всем большой-большой привет. Хотя бы вот так вот по онлайну, но зато на весь мир. Сабантуй 2020 в Москве онлайн продолжается. И я передаю вам всем большой привет. Зур салям сезге, где бы вы сейчас ни находились. Я вас поздравляю, во-первых, со столетием Республики Татарстан. Я вас поздравляю с 75-летием со Дня Победы. Я вас поздравляю с Сабантуем. Видите, у нас сколько поводов. И сегодня мы обо всем этом говорим. Мы это все рассказываем, расшифровываем, поздравляем, награждаем. И это же здорово. Это еще один повод для того, чтобы, знаете, стать ближе друг к другу, напомнить друг другу о хорошем, о том, что, возможно, мы не знали, познакомить вас с тем, что вы еще даже ни разу не пробовали. Я уверен, что наверняка вот вы, когда щелкаете по всем каналам нашего онлайн-Сабантуя, вы, наверное, думаете: о, здорово, о, как классно. А вот это вот следующий Сабантуй, я обязательно буду доставать монетку из тарелки с катыком. Я обязательно буду бороться на подушках, я обязательно буду лезть баганагамнем. Ну, все это Аллаберса, дай бог, будет в следующем году. Мы очень в это верим и на это надеемся. Ну а пока мы не отчаиваемся, и то же самое мы проводим в онлайн-формате. Дорогие друзья, дорогие наши зрители, сегодня мы благодарили ветеранов и вручали им памятные медали. И сейчас я попрошу всех вас еще раз обратить внимание на экран, если вы вдруг сейчас куда-то отлучились или вы сейчас где-то отвлеклись, потому что сейчас я хочу вам еще раз рассказать про человека, который является выдающимся кардиохирургом, доктором медицинских наук, академиком Российской академии медицинских наук Ринат Сулейманович Акчурин. Давайте посмотрим, послушаем, что он вам хочет сказать и с чем поздравить. Yaşlı Сабантуй Бузның катнашычыларга. Хочется пожелать в этом виртуальном мире, чтобы скорее он закончился, чтобы мы все выздоровели, чтобы ковид не стал проблемой, и чтобы в каждой семье было благополучие, счастье и успехи. Очень хочу подчеркнуть, что Сабантуй – это уже давно международный праздник. Не только праздник татаро-башкирской диаспоры Москвы, а даже диаспорой назвать нельзя. Не только праздник татаро-башкир Москвы. Это праздник и русских, которые с удовольствием приходят на него, потому что он открыт. Чен көнелден килген нәрселерне всегда воспринимают все люди, независимо от национальности и вероисповедания. Счастливого Сабантуя! Без девам и тебес мы продолжаем. Так и хочется сказать прям громко. Уважаемый Ринат Сулейманович, Бигзур Рахмат. Я думаю, что даже если сейчас, может быть, вы, ну мало ли, вдруг вы не смотрите, я думаю, что вам все равно передадут, можно потом где-нибудь увидеть. Бигзур Рахмат ССГ, спасибо большое. Мы вас тоже поздравляем с этим праздником. Ну а сейчас, дорогие друзья, перед тем, как вы увидите поздравления от татар, которые... Я не буду говорить откуда, я вам сейчас, вот, например, я, знаете, загадками сейчас буду говорить. Вот там, где они живут, обычно говорят: спасибо, это ташакыр-дыры. Да, ташакыр-дыры. Что это такое?
Да, это спасибо, если я знаю, если я не ошибаюсь. Я думаю, что многие сейчас такие: да, это же Турция! Конечно, Турция! И сейчас на ваших экранах, на ваших телевизорах будет поздравление татар Турции. Город Эскишехир. Я вот даже думаю, может быть, если это перевести на татарский, это будет Искешахар, старый город. Но давайте мы погуглим, как говорится. Но все-таки очень приятно, что сейчас нас поздравляет именно из этого города. Поздравляет Ферхат Акташ. Пожалуйста. Esselamu Aleyküm, hürmetli Mezkep Tatarları. Biz Türkiye Eskişehir Kadası'ndan sizi selamlıyoruz. Eskişehir Kazan Tatarları Kültür hem Yardımlaşıyor Cemiyeti olarak sizni izgi Saban Toy veremenizni çın köngülden kutluyoruz. Mezkep Tatarlarını bir araya getirip Saban Toy uyuşturucularını kutluyoruz. Büyük zor rahmetlerimizi bildiririz. Şu anlayda izgi Kazanımızdan 100 yıllık jubileyinde kutluyoruz. Mengi yaşa Kazan, mengi yaşa Tataristan. Benim de eğitesi sözlerim var idi. Tatarça bizni unutmağız. Bizning tilimiz büyük izgi til. Bizning dev babalarımız, ebilerimiz 130 yıl ilik Türkiye'ye kelgenler. Biz 3. 4. nesil. Haman unutmadık, haman üstürge tırışabız. Yaşatırga üstürge tırışabız. Abdullah Tukay ne degen? İyi tuğan til, iyi matur til, etkem enkemning tili. Dünyada köp nerse bildim, sen tuğan til arqılı degen. Şunu aytıp, hatalarımızda af etiniz, hoşçakalın. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемый Ферхат Афенде. Бигзур Рахман Сызге, спасибо вам большое. Передавайте зур салям всем татарам, которые живут в Турции. Мы продолжаем, и сейчас я хочу вам с удовольствием представить нашего партнера, одного из нашего партнера. Это партнером московского Сабантуя онлайн в этом году стало еще и детское татарское издательство в Казани, который также является основателем проекта «Тат Мультфильм». Сегодня практически на каждом канале вы можете увидеть целую серию выпусков, посвященных истории Сабантуя. Представляете, они взяли и сняли мультфильмы, не просто фильм, не просто документалку какую-то, а мультфильмы о Сабантуе. Я думаю, что многие такие: очень интересно узнать, что же это такое и как это выглядит. Но, к сожалению, Тат Мультфильм сегодня не может присутствовать здесь, но это все исправимо. Вы же сами понимаете, у нас сейчас век высоких технологий, у нас онлайн рулит, как говорится. И мы хотим задать им несколько вопросов прямо в режиме онлайн. Почему вы решили создать целую серию мультфильмов, посвященных Сабантую? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какие цели и задачи вы ставите перед собой при создании мультфильмов из серии книг, если там задача, связанная с сохранением и передачей национально-культурных ценностей? И сейчас давайте-ка мы послушаем, что же они на это ответят. Рахим Идагас. Сабантуй – это главный праздник татарского народа, в котором отражается вся наша многогранность. Здесь и национальная кухня, здесь и песни, и танцы, и костюмы, и состязания. И все это связано с настоящим каждодневным трудом. В нашей серии мультфильмов мы решили показать это через праздник, через состязание, через кухню. Мы показываем международным гостям, иностранным туристам, все многообразие нашей культуры. Именно Сабантуй является тем брендом, который, на наш взгляд, способен вывести культуру Татарстана действительно на достойный ей международный уровень. А еще Сабантуй празднует по всему миру!
Tatarstan. Сабантуй, который является, на наш взгляд, олицетворением татарской культуры, нашего быта, нашей жизни, является замечательным инструментом, классным поводом, веселым праздником, через который ребенок может впитать вот эту вот нить сознания, которая идет из далеких веков. Ту народную мудрость, которая передавалась через поколения. Он впитывает ее, принимает ее, становится частью ее, и тем самым уже потом распространит ее своим детям, своему окружению. Эй, харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырлар. Бит бұрынғы бәйрәм бит бу, бей әлдә жырлар. Харшала Сабантуйны, харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Вот уже на протяжении 10 лет объединением «Татар-мультфильм» ведется работа по созданию культурно-образовательного поля Татарстана. Что это такое? Это и мультфильмы, это и книги. Когда мы делаем мультики, мы хотим, чтобы ребенок, который их посмотрит, прибежал к маме, обнял ее и сказал, как сильно он ее любит. После того, как он прочитает книжку один или вместе с родителями, он впитает национальную вот эту культуру, вот это вот национальное самосознание через привычные ему образы, через родные его уху мелодии, через родную речь, через национальные свои узоры, орнаменты, чтобы он увидел там родную деревню, знакомые ему города, улицы, привычных ему людей, чтобы процесс познания этого действительно сложного и многогранного мира шел экологично, шел увлекательно. И купец Закиев с солидной бородой. Садик Александровский зовет своих друзей. Городок Елабуга, он как большой музей. И тем самым мы получаем человека, который любит свою родину, любит своих родителей, любит свою землю. И самое главное, любит себя. Для того, чтобы дети чувствовали себя интересными, привычными, принятыми, они должны интегрироваться в какое-то общемировое вот общество, которое у нас есть, и осознавать себя, свою идентичность. Татары действительно талантливая нация. Нами созданы великие шедевры культуры, искусства. Через наши продукты мы стараемся показать ребенку, что он причастен ко всему этому. И будучи причастным к татарской культуре, он неотъемлемо причастен и к общемировой культуре. Хунская держава, потерпев поражение в борьбе с Китаем, распадается на северную и южную ветви. Представители северной ветви, перекочевавшие на земли между Волгой и Уралом, дали начало новому народу – гуннам. Ай, какие молодцы! Я даже вот сейчас посмотрел несколько кусочков из этих мультфильмов, и мне уже стало очень интересно. Что самое интересное, что они делают, развлекая, поучают. Вот даже, например, дети, вместо того, чтобы сидеть в каких-то гаджетах, играть в какие-то странные игры, вот смотрят эти мультфильмы и понимают, и узнают, как появился Почмак, откуда появились вообще татары, кто такой Шурале и так далее. Так держать! Браво!
Ай, молодец, Ларда Инде. Я еще раз хочу это повторить. Ну а мы продолжаем. Буквально за неделю до Сабантуя в сети Instagram прошел розыгрыш подарков от партнеров Сабантуя онлайн. Победителей мы уже определили их. Они получат свои подарки сегодня в течение дня. И один из этих победителей получает в подарок книгу от татарского книжного издательства. Так что мы вас поздравляем и благодарим за то, что вы приняли участие. Кстати говоря, издательство называется «7 жемчужин». Далее, друзья, я также хочу сказать про щекляук. Кто знает, что такое щекляук? Напишите мне, пожалуйста, в личку. Давайте мы проверим ваш татарский язык. Заодно и свой подтяну. Да, конечно же, щекляук — это орехи. И но у нас здесь называется так игра. Она проходит еще на молодежном канале. На нашем онлайн-празднике мультфильмы от Татар Мультфильм представлены на каждом канале. Поэтому вы можете смотреть балалар, блин, прям собраться и смотреть, и наслаждаться, и получать знания. Но детская такая, знаете, скажем так, плотная детская программа расположилась на канале «Игровой Сабантуй». Там же вы можете посмотреть получасовой выпуск Татар Мультфильма и выпуски, посвященные нашему празднику, который мы сегодня проводим здесь, в Москве, в режиме онлайн, который называется как... Правильно, Сабантуй. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть одну серию, ну то есть вот прям полноценную серию Рахатляны посмотреть, и далее мы продолжим. Хотел сказать, внимание на экран, вы же и так там сидите. Встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. В ведерке плещется вода, но там она не навсегда. Мы ложкой воду зачерпнем, в другую тару отнесем. А еще Сабантуй празднует по всему миру. Эй, Харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бу, бейі әлдә жырла. Made in Tatarstan. Где-то далеко твое тепло вновь согреет и спасет меня. Знаешь, ты одна, как нелегко мне бывает, как сгораю я. Скажешь, не спеши, остановись, дыши. Не время таять. Тогда я голову вновь поднимаю. Тогда я опять оживаю. И мне не страшна никакая рана, когда мне посмотрит в глаза моя мама. Каждый день со мной твои слова.
Друзья, я поздравляю вас с праздником Сабантуй. От чистого сердца желаю всех благ. Спасибо тебе большое за то, что ты сейчас... Во-первых, спасибо тебе за твое творчество. Спасибо за эту песню, которая сейчас наверняка, ну, я не знаю, вот мне лично напомнила, что нужно позвонить маме. Да. И если у вас родители сейчас далеко, вот прям вот благодаря вам, Талана, нужно сейчас прям набрать и сказать: Атиим, Байрам белен сизни. Тебя тоже поздравляем с праздником. Благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Рахмат. Ну что ж, мы продолжаем. Мы продолжаем дарить подарки. Вот видите, какой ведущий, а? Вот хотел эти подарки. Я просто хотел за кулисами вручить эти подарки. Но нет уж, при всем мире. Я думаю, что тебе там аплодируют все и говорят: ай, молодец. Спасибо. Спасибо. Благодарим. Дорогие наши телезрители, мы продолжаем. Без байрамны давам итабыз. Да, я об этом и хотел сказать. Мы продолжаем, и сейчас не отходите. Или вы можете, например, сейчас так вот быстренько там сказать: сделай мне чай, пожалуйста. Мы продолжаем. Смотрим. Видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков салават. У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. Салям, Казань! Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. Хөрмәтле туганнарыбыз, дусларыбыз, милләттәшләребез, уважаемые телезрители, без Сабантуйны давам итәбез. Мы продолжаем. И, как мы уже сегодня говорили, нас смотрит весь мир. И поздравления также летят в ваш адрес и в наш тоже, со всех уголков нашей планеты. Сейчас я с удовольствием хочу переключить на поздравление руководителя татаро-башкирского общественного центра «Дуслык» Северо-Казахстанской области. Поздравляет уважаемый Наиль Кадырович Абраев. Прошу. Казахстан, Петропавл шәһәрендә яшәп ятучы татар халкыннан сезгә кайнар якынлы сәлам. Татар-башкорт үзәге дуслык сезгә чын күңелдән уңышлар телибез. Бу авыр вакытта үткәргән Сабантуй сезнең күңелегезне күтәрсен. Киләчәктә матуррак Сабантуй бергә биеп, җырлап, шатланып, телебезне саклап үткәрергә язсын. Уважаемые соотечественники, позвольте от имени Татаро-Башкирского центра «Дуслык» города Петропавловска, Северо-Казахстанской области поздравить вас с праздником Сабантуй. Необычный Сабантуй в онлайн-режиме в это тяжелое время. Хотелось бы, чтобы он сплотил, поднял вам настроение. В будущем году провести режим вживую с песнями, с плясками, сохраняя наш язык, нашу культуру и в полном объеме это наше национальное достояние передать нашим потомкам. Исян булыгыз, бәхетле булыгыз. Бәхетегез гомерле булса, гомерегез бәхетле булса. Амин, амин. Бик зур рахмат. Сездә исән-сау булыгыз, бәхетле булыгыз, чтобы все у всех у нас было хорошо. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, где бы вы ни находились, в каком городе, в какой области, в какой республике или в какой стране, сейчас мы перемещаемся в Татарстан, в город Казань. И сейчас всех вас поздравит в нашем прямом эфире, в онлайн-трансляции муфтий Казани, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигуллин. Давайте послушаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле милләттәшләрем. Мәрҗани хәзрәтебезнең шундый сүзләре бар. Эш әйбер динебездә булмаса да, динебезне саклый.
олар ғырыф ғадат, миллет тіл, һәм миллет киім. Уважаемый Шахабуддин Марджани говорил, что 3 вещи, 3 аспекта, хоть и не являются частью религии, они сохраняют нашу религию. Это национальная одежда, это родной язык и сохранение традиций. Отрадно, что организаторы Сабантуя 2020 года вышли из сложной ситуации, практически неразрешимой ситуации, и решили провести Сабантуй в онлайн-режиме. Все-таки этот праздник будет. Мы будем все вместе с вами сохранять наши традиции. Поэтому желаю вам хорошего настроения. С праздником! Бигзур Ахмед, спасибо большое. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, вы видите то, что в нашей студии гость. Уважаемый гость, которого я с удовольствием хочу вам представить. Рушан Хазрат Аббясов, первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи баракатух. Всех с праздником. Вас тоже. Амин, шулай болсын. Я хочу сказать честно, вот сейчас, я знаю, что у меня есть вопросы по сценарию, я скажу не по сценарию. Я очень давно хотел с вами познакомиться. И Сабантуй объединяет. Вообще, я же говорю, вот так здорово. Сейчас вот, когда я еще думал, что мы будем сидеть в одной студии, и нас будут смотреть наши зрители по всему миру. Ну что ж, ближе к делу, потому что на самом деле есть интересные, интересующие меня и других тоже, конечно же, наших зрителей и людей вопросы. Поэтому начну прям по списку, и я думаю, что мы будем, знаете, ручать канда, народным языком, понятным языком будем расшифровывать их. Наша тема, которая вот сейчас начинается, она называется «Современный ислам». Это такая маленькая рубрика в нашем онлайн-проекте. Как тема ислама представлена на празднике Сабантуй? Ну, Сабантуй – это национальный праздник наших тюркских народов, татар, башкир. И, безусловно, всегда это был праздником. И еще есть второе название, кстати, Сабантуя – джиген, когда люди все собирались вместе. Собрание. Собрание, именно. И поэтому этот праздник показывает, что это праздник труда. А у нас татары, башкиры – это трудолюбивый народ. И они после того, как оканчивали посевные работы, они собирались вместе для того, чтобы этот праздник отметить. И отметить его именно показав силу, потому что мы знаем, что у нас джигиты, они батыры, и борьба, кстати, вот сочетание ислама, да, с праздником. А борьба, как мы знаем, это сунна нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и, безусловно, они показывали свою силу, соревновались. Где-то даже издревле это было еще и некая подготовка, если вдруг нападали на татар, на башкир и так далее, они тем самым еще раз показывали некие такие спортивные соревнования, которые показывали батыров, да, то есть и это в принципе как раз очень правильное сочетание. Ну и разные другие конкурсы на смекалку, на какие-то спортивные мероприятия, это все вот показывает то, что и исламская традиция, и национальная традиция, они шли вместе. Вот я как раз хотел сказать про батыра. Действительно же это так, да? Через кураж выявляли самого сильного, да, и... Именно так, и почему и подарки дарили, и показывали. Поэтому это все сочетается, и мы и говорим, что это национальный праздник, но есть элементы ислама в том числе. Да. И вот действительно, жиен, это там прям собирались все, андабит, и молодые, и старые. Именно это вот, именно то, что объединяло людей. Понятно, у нас в исламе 2 исламских праздника, как религиозных праздника, это Ураза Байрам и Курбан Байрам, а это уже некий праздник, который показывал и некую социальность, и общинность, да, еще тоже в том числе. Ну вот вы сказали то, что люди показывали свою силу. Я думаю, что Сабантуй, праздник плуга, люди, которые работают плугом и косой, и там вот они, мне кажется, не могут быть слабыми просто. Мне кажется, безусловно. Так наши предки с вами, мы знаем, что даже в такую жару, когда пост попадал на летние времена, они еще и пост соблюдали, представляете? Это сейчас мы более-менее комфортно летний период поста пережили, месяц Рамадан, а тогда на самом деле было очень сложно, но они и соблюдали пост, и работали на полях, и тем самым показывали свою силу, и поэтому мы называем батырами, то есть нашими джигитами, которые на самом деле показывали силу
воли, силу нашего народа. Выносливость. Да. Говорят же, вот когда тоже Рамадан держишь, например, да, уразу держишь, жара, и там кто-то говорит, «Мне безден эбилер, бабайлар». Именно. Да. Именно так, и мы рады, что они до нас донесли нашу религию, и сегодня, конечно же, мы также стараемся, вот в начале вашего вопроса прозвучал современный ислам. Ну, ислам, он как был 14 веков назад, так и есть. Просто сегодня, вот видите, мы же никто не ожидал, что мы будем проводить Сабантуй в таком формате. Да? Благо, есть сегодня новые технологии и возможности, которые дают нам такую возможность. Праздник месяца Рамадан, Юраза Байрам мы тоже провели в формате онлайна, потому что эпидемиологическая обстановка была очень сложной. Поэтому, конечно, мы можем подстроиться. И благо, что есть сегодня новые возможности, технологии, которые дают нам возможность не останавливаться и доносить нашу традицию, нашу религию, нашу культуру посредством современных технологий и возможностей. Да, мы же не говорим то, что, ой, вот извините, ну вот запретили, ну значит не будет. И слава Богу, что мы вот так вот движемся и делаем причиной. Да, и проповеди проводили, и онлайн-уроки проводили, и занятия, отвечали на вопросы. И сегодня, я думаю, тоже очень удачный формат. Я хочу поблагодарить искренне организаторов за такую смелую идею, потому что многие скептически относились. А как это будет? А сегодня мы видим, что многие тысячи, может быть, даже уже миллионов просмотров нашего Сабантуя, московского Сабантуя, показывают, что у людей все-таки какой-то есть такой национальный дух и, конечно же, желание быть вместе, сообща с нашими соотечественниками во всем мире. Я поделюсь вот личным опытом. Дело в том, что я в том году вел Сабантуй, который один парень, он вырос в одной деревне, потом он уже уехал в город, он уже все стал, уже добился какого-то уже статуса, и он приехал в деревню и сказал, в этом году Сабантуй будет безалкогольный, представляете? И прям вот люди, которые, все-таки, да, что уж действительно скрывать, есть люди, которые, не привыкли, какой байрам без этого. А прям там все, никакого алкоголя. Это прошло, знаете как? Это вот Майдан, и там читали намаз, джамагат, там это было так мощно. Вы знаете, и мы в Москве к этому тоже, слава богу, пришли. Благо и законодательство на нашей стороне стало, потому что проводить массовые мероприятия с участием алкогольных напитков запрещено. И это, безусловно, наше совместное достижение, потому что, к сожалению, раньше был стереотип, что Сабантуй – это, знаете, какой-то алкогольный праздник. Там обязательно надо напиться, подраться и так далее. Нет. Мы сегодня уже говорили о том, что Сабантуй – это праздник плуга, это праздник труда, это праздник наших национальных культур и традиций. И, безусловно, мы ни в коем случае не должны его превращать в то, что мы сегодня, можно сказать, изменили понимание. И сегодня мы видели большое количество гостей было на нашем празднике, они все отмечали, да, то есть это даже уже статус праздника не только национального, а межнационального статуса. Поэтому это очень важно. И то, что сегодня есть возможность и намаз почитать вместе коллективно, получить духовно-нравственные наставления. Мы, если вы помните, на московских Сабантуях организовывали специальные шатры, где давалась возможность посмотреть какие-то просветительские лекции, ответить, наши имамы отвечали на вопросы прихожан и так далее. Поэтому вот именно я думаю, что мы возрождаем то, что было как раз заложено нашими предками, как джиена, как общего собрания, для того, чтобы вместе встретиться, порадоваться и, конечно же, отметить этот национальный праздник. Ярко, весело и с большой пользой, конечно. Следующий вопрос у меня такой. Как вы считаете, Сабантуй выполняет роль сохранения национальных традиций и культурных ценностей? Мы сейчас коснулись вроде бы этого уже, да? И можно ли встретить свою половинку на этом празднике? Про ценности мы сказали, об этом сегодня очень много говорили. И, безусловно, я думаю, все согласятся, что это именно так. Потому что многие узнают быт, культуру, традиции и так далее. Конечно, насчет второй половинки, конечно, это же джиен. И если человек постоянно работает, он в суете, в заботе, у него не хватает времени, например, посещать какие-то культурные, творческие мероприятия, то это самое то место, где человек может встретить свою вторую половинку. И, безусловно, я думаю, что благодаря этому, в том числе, и создавалось большое количество семей среди татар, среди башкир, потому что люди приходили, встречались, друг другу улыбались, и потом, я думаю, создавались семьи.
Уважаемый Хазрат, да здесь тем более можно себя показать. Как и мужчинам. Мужчина вышел, например, на Майдан, батыром стал, хоп, одна девушка сказала, Карали какой он молодец. А потом, например, какая-нибудь девушка взяла коромысло, побежала с ведрами, этот батыр говорит, Карали Нинди молодец. Вот и семья. Вот и семья. Только так. Ну и, конечно же, я хочу задать вопрос про никах. Какова его ценность, вообще для чего он нужен? Потому что некоторые же думают то, что, ну ладно, что уж такой никах, ну как-то может нужен, может и не нужен. На самом деле, какая важность этого бракосочетания? Нарсага кирягул, скажем так. Альбетта киряк. Никахсыз трабулми. Без никаха, без этого очень значимого в жизни каждой семьи, каждого человека обряда, я думаю, невозможно жить. Потому что именно благодаря никаху образуется дальнейшее потомство людей. Ибо Всевышний нас сотворил из мужчины и женщины, Адама и Евы. Он установил эти правила, природные правила, которые именно только так продолжается наше, безусловно, будущее. И в этом отношении, когда молодые люди встретили друг друга и поняли, что им друг без друга будет тяжело жить, они, безусловно, обращаются в мечеть или к имаму для того, чтобы получить наставление. Ничего сложного нету в этом обряде, он очень легко проводится. Ну, безусловно, в каждом, может быть, населенном пункте, где-то в республиках, в деревнях есть свои определенные еще дополнительные традиции, обряды. Но основная суть никаха заключается в том, чтобы молодые люди, после того, как они договорились, что хотят быть мужем и женой, обращаются в мечеть, или, соответственно, в мечети этот обряд проводят. В некоторых наших традициях обычно казьяганда, то есть со стороны именно невесты, или у нее дома, но сейчас уже стало модно в кафе, в ресторанах. Приезжают хазраты сами даже. Или хазраты приезжают, сейчас, в принципе, новые современные условия есть. И имам проводит обряд. Основной смысл этого обряда, чтобы в присутствии свидетелей, гостей, молодые сказали о своем свободном волеизлиянии стать супругой и стать супругом, соответственно. Свидетели это подтверждают. Жених, безусловно, обещает и дарит подарок невесте, безусловно, с согласием родителей. И вот на этом происходит, и имам читает им дуа, молитву, чтобы они прожили счастливую, долгую совместную жизнь. И чтобы Всевышний даровал им как можно больше потомства. И, безусловно, уже ответственность будущих наших мужа и жены, чтобы они воспитывали своих детей в религиозных, национальных культурах и традициях, чтобы они передавали будущее своим детям. А вы знаете, здесь я хотел бы напомнить, особенно молодым, которые нас сегодня смотрят, очень важную такую традицию. Как говорят евреи, кто настоящий еврей? Это не тот, у кого бабушка еврейка, а тот, у кого внуки останутся евреями. Вот я думаю, татары тоже и башкиры, и представители других народов сегодня должны об этом задумываться. Воспитать своих детей так, чтобы их внуки тоже соблюдали традиции, обычаи своих предков. Это, безусловно, очень важно и необходимо, особенно в больших городах, особенно в больших мегаполисах, когда, к сожалению, в деревнях, может быть, еще где-то сохраняется. Но мы сегодня видим, что деревни не всегда сохраняются, где-то они, к сожалению, из-за того, что нет работы, теряются и так далее. А в больших мегаполисах очень важно сохранять и заботиться о будущем наших поколений. Да и потом, это еще и красиво очень. Безусловно, безусловно, красиво вместе пить чай по-татарски, конечно, петь песни. По-татарски традиции. немного разговаривать вот так немного, вот. как мы, да? Да. Правильно вот было сказано, что вот сейчас даже у нас вот очень хорошо, мы живем в очень прекрасное время. Если раньше никахи читали дома, просто звали, как помните, говорили, мулла киле, мулла приходил, да, читал, аж был и все. Сейчас люди снимают рестораны, девушки выбирают себе красивые платья, женихи тоже подбирают. Я как ведущий никахов, у меня очень много случаев, когда даже я очень радуюсь тому, что люди других национальностей и других религий с удовольствием принимают участие в этом. Безусловно, очень много, на самом деле, сегодня эта традиция есть, и все с пониманием относятся, потому что когда будущий супруг или супруга дает обязательство, что она выходит замуж и будет супругой, имам читает проповедь и рассказывает о важности взаимоотношений, о важности и обязанности друг перед другом, и самое главное, перед Всевышним, то, безусловно, ответственность уже совершенно на другом уровне. И молодые это понимают и с трепетом относятся к своему никаху. И
И вот когда Хазрат читает, я вот вижу часто гости, которые сидят, которые, я еще раз говорю, может быть, других конфессий, вероисповеданий, они сидят, внимательно слушают. И был даже один раз так, одна апа сидит и мужу тычет и говорит: слушай, это про нас. Конечно, конечно, потому что эти наставления, они во все времена, и даже для себя полезно напоминать об этом. Вот так вот. Я думаю, что мы бы еще долго и долго разговаривали, потому что беседы, диалог у нас очень интересный, потому что познавательно. Но нам нужно двигаться вперед. У нас также много интересного ждет в нашем онлайн-режиме. Сізге Бигзур рахмет. Спасибо вам большое. Умышлар, бәйрәм белән, хөрмәтле якташларым. Байрам белән, рахмет, Бигзур. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы продолжаем. Я приглашаю вас пройти также попить чай и почмаклар белән. Ну а мы, дорогие друзья, дорогие телезрители, остаемся у экранов. Мы продолжаем. Видите, с каждой минутой, с каждым часом становится еще интереснее, познавательнее, еще жарче в нашей студии. И я думаю, также и в ваших квартирах, в ваших домах или даже на экранах ваших гаджетов. Если вы сейчас идете просто или едете куда-то и смотрите наш онлайн-эфир. Я напоминаю, что это Сабантуй 2020 онлайн. Мы ведем его из города Москва и передаем всем вам зур салям. Я предлагаю посмотреть, что сейчас происходит на канале «Молодежный Сабантуй». И я хочу обратить внимание, что именно на этом канале состоялось интервью с организатором клуба знакомств для татаро-башкирской молодежи «Шатлык» Сулпан Хусаиновой. Она рассказала о своем проекте на наших ближайших встречах. Самая ближайшая встреча состоится уже завтра, то есть 5 июля в ресторане «Башкортостан». Какое знакомое название. Да, бывал я там. И там, в общем, об этом я расскажу вам чуть позже. Так что не упустите возможность найти свою любовь. Ну а пока молодежный канал. Прошу. В чумах на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Самысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. Салям, Казань! Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01.
наверняка всем хочется узнать, сколько же человек нас сейчас смотрит вообще. Я тоже до этого ходил и думал, а сколько? У кого не спрошу, все говорят, подожди, некогда, прямой эфир идет, подожди потом. И сейчас есть цифра, дорогие друзья. Вы знаете, нас по всему миру смотрит более 600 тысяч человек. Вау! Это же просто! Я думаю, что если мои знакомые тоже смотрят, вам большой привет, со мной все хорошо, не переживайте, питаюсь нормально. Друзья, мы передаем вам огромный привет с нашей небольшой студии, где, конечно же, очень много тех людей, которые переживают, чтобы все было хорошо, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было познавательно. Поэтому я еще раз хочу вам сказать то, что спасибо большое, что вы с нами. Ну а мы продолжаем, и сейчас, дорогие друзья, мы переносимся в Румынию. Именно оттуда нас сейчас будут поздравлять представители татарской общины. Наим Белджмин Сабадин Ула. Пожалуйста. Siz yaxshi bilasiz, butun dunyoda tatarlar bor. Biz sizni Rumaniyadan selamlaymiz. Sabantoy uyushtiruvimiz bilan qutlaymiz. Tatarstonning 100 yillik yubileyi bilan qutlaymiz. Sabantoy sizin uchun hem bizim uchun bayram. Bu butun dunyodagi tatarlar uchun bayram. Allah bizga her vakit birga bo'lishga yardım etsin. И мы, Татарчат Кандат, Давами Табес. Я очень надеюсь, что вас становится все больше и больше, все больше и больше. И мне чуть позже скажут, что Айрат, ты представляешь, там уже больше стольки-то тысяч человек. Это радует. Сейчас, дорогие друзья, любители, поклонники, фанаты хоккея и не только. Всех вас поздравит вратарь хоккейного клуба «Акбарс», город Казань, Тимур Белялов. Давайте послушаем. Пожалуйста, Тимур. Естественно, Сабантуй, Москва. Поздравляем со столетием образования ТАССР. Поздравляю всех с праздником Сабантуй. Желаю в это непростое для нас время сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Мы еще обязательно все вместе соберемся и порадуемся на Сабантую. А в этом году давайте отметим его не менее масштабно онлайн. Главное, берегите себя. Сабантуй Берештере. А следующего нашего гостя, который также присоединяется к поздравлениям, вы знаете, я буду объявлять загадкой. Вот сейчас вам нужно будет догадаться. Но я вам, конечно же, сделаю, знаете, такую подводку к нему, которая, я думаю, вам облегчит, и вы скажете, то, что так это же. Итак, внимание, сейчас всех вас по всему миру поздравит российский актер театра и кино. Все такие, ага, так, кем же, кто же это? Телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Итак, кто же это? Камиль. Фамилия у него начинается на букву Л, заканчивается на Н. Как вы думаете, кто это? Камиль Лари. Правильно, Камиль Ларин. Смотрим. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, милый Татарстан, с днем рождения тебя. Исян мисес Кадрле Дусла. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Все, кто находится сейчас на Сабантуе по случаю великой даты. Я поздравляю всех вас, участников этого Сабантуя, гостей, всех жителей Татарстана с великой датой создания Татарской автономной социалистической советской республики. Это было 100 лет назад. Конечно, сейчас все, что заложено было в эту аббревиатуру, уже нет, но есть история, есть Татарстан, есть люди, которые сегодня помнят эту дату. Я поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, мирного неба.
Я бы сейчас устроил викторину. Я бы сейчас устроил викторину среди наших телезрителей и написал, как зовут эту девушку? Резида, Гузалия, Таскиря или Наталья? И все бы наверняка сразу сказали, это же Гузалия. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Хәерле көннәр, Айрат. Бик шат сезне бүген менә монда безнең бәйрәмдә күрергә. Мин ничек шатмын. Минем яраткан Мәскәүмә кайттым, Аллага шөкер. Аллаға шөкер. Хәзер мин русча айтам, чтобы у нас понимали везде, потому что үзегез беләсез бит, безне каягына, нас где только не смотрят. Дорогие наши телезрители, я хочу вам представить эту талантливую девушку. Она популярная татарская эстрадная певица, трижды лауреат премии «Алтын Барс», ТМ-ТВ премии, лауреат премии «Туган Тель», Юлдаш премии «Болгар Радиуса» и просто красивая, талантливая девушка. Бигзу рахмет, спасибо вам за талант. Вам спасибо. Я предлагаю также немножко, ну понятно, что вы сейчас показали свою творческую сторону, ничек матуриттерып, как красиво вы поете и так далее. Но хочется все-таки немножко, знаете, поговорить о личном, о вашей жизни. Ну, я имею в виду, конечно же, только по теме Сабантуя. И, конечно же, первый вопрос, он уже прозвучал. Что для вас, мне ССГ, вот для вас, что для вас Сабантуй? Вообще, вот расскажите. Минем өчен Сабантуй минем өчен мин бит инде татар телен яклап, саклап калучы кеше буларак, минем өчен ул менә безнең татарларның буыннан буынга килгән традиция, бәйрәм, улы бәйрәм, аны без менә саклап калырга тиеш. Беренче ассоциация зур бәйрәм бу. Гузалия, она как хранительница татарского языка, как человек, который хочет передавать свой родной язык из поколения в поколение, она в первую очередь делает акцент на этом, то, что Сабантуй для нее это в первую очередь татарские традиции, правильно, родные. Шалайма? Инде артист кеше, сәхнә кешесе, ул бит инде үзенең иҗаты белән, иҗаты аша татар телен саклап калала. Инде менә яшь, бу бит сезнең хәзер яшьләр форматында үтә, шулай бит яшьләр өчен менә яшьләр киләчәктә Дудьны карамасыннар, Сабантуй үткәнен карасыннар, дуслар. Гузалия сказала, смотрите Дудя и обязательно знаете, что такое Сабантуй. Бигзу рахмат. Вы знаете, друзья, вот правильно говорит Гузалия, то, что да, это и молодежный формат. Но у нас не только молодежный формат, но мы хотим также, чтобы молодежь тоже понимала и знала. Потому что, мало ли, вдруг сейчас вот действительно кемдер ниндий, какой-то молодой человек говорит, Сабантуй? Не знаю, это игра какая-то, что ли, на приставке и так далее. Демәк, нинди фикергә киләм мин. Сабантуйны менә яшьләрне кызыксындырырлык иттереп, шундый традицион юлалары белән дә һәм яшьләр өчен кызыклы иттереп ясарга кирәк. Менә безнең нетрадиционный формат, не такой формат, как обычно бүген. Сез бер адымны ясадыгыз дигән сүз. Онлайн-формат как раз, я думаю, что сейчас молодежь у нас как раз прильнула к своим экранам или гаджетам, неважно, они сейчас катаются на роликах или на велосипеде и смотрят. Будьте осторожны, лучше остановитесь, посмотрите, что вам советует Гузалия, и потом уже делайте свои важные дела. Ярар, давай митебес. Мне Сабантуйда, на Сабантуе. Какая игра для вас самая, прям иң яраткан, самая любимая? Иң яратканым минем капчык киеп чабу. Бег в мешках. Безнең монда капчык бар. Хәзер алып киләбез, сикерәсезме? Шучу, я шучу, Гузалия, не переживайте. Бүген әгәр дә инде бик сорасагыз, бәлкем риза да булырмын. Ярар, аңладым. Какие у вас ничек инде? Обычно артисты не говорят, какие планы и так далее, потому что без бит белмибез, мы не знаем, мы тоже думали то, что вот, гастролировать, концерты, хоп, пандемия. Но все-таки, Эзгена, немножко приоткройте эту завесу. Какие планы творческие? Менә сезгә Айрат тулы мәгълүмат бирмәгәннәр минем турында. Чөнки мин бит җырчы түгел. Гомумән мин үземне җырчы дип позиционировать итмим. Мин бит автор, башкаручы, композитор һәм продюсер. Шуңа күрә минем иҗатым да, эшем дә менә шушы минем проектлар белән бәйләнгән. Мин яшь буын үстерәм. Карагыз әле, Гузалия у нас, она даже не переживает о том, что, возможно, будет еще пандемия и так далее, так далее. Ул яза, она пишет песни, она пишет стихотворения, артисты, талантливые люди их исполняют. В общем, она всегда занята, всегда при деле и... Аллаға шүкір. Хаман вакыт җитми.
Молодец. Біз сізге оңышылар тілейбіз. Больших вам успехов, крепкого здоровья. Сізге, сіздің яратқан кішілерге, туғандарыңызға, чтобы вас любили, ваше творчество любила публика, и чтобы все у вас, Алла берса, было хорошо. Сізге де зур рахмет, исән, имин булык, дөньяларыбыз тыныч булсын. Амин, шулай булсын. Сізге наш ушу буляклер, пожалуйста, вынести подарки. Мы вас поздравляем и дарим подарок от партнеров Сабантуя онлайн. Подарочный набор меда от компании Урал Бики Пик, Башкортостан. Бики Пик, да. Ну, как говорят обычно татарларға, скидка инде, да, обычно так говорят. Бик зур рахмет, Айрат, сау булыгыз, уңышлар сізге. Сізге да шулай, рахмет. Мы продолжаем, дорогие наши телезрители. Ага, испугались. Куда делся этот молодой человек, кудрявый в полосатом костюме? А никуда и не делся. Я провожал Гузалию. Но про вас я ни в коем случае не забываю. Так же, как я надеюсь, и вы про нас. Мы продолжаем. Щиклявек. Про эту игру я вам говорил несколько минут назад. И в рамках празднования нашего Сабантуя сегодня прямо в прямом эфире у нас проходит розыгрыш на основе этой познавательной игры, создателями которой является Совет молодежи при полпредстве Республики Татарстан. Условия очень простые, там вообще не нужно ломать голову. На экране появляется вопрос, связанный с Сабантуем или столетием Республики Татарстан, и с вариантами ответов. Сейчас вы можете посмотреть. Вот сейчас мында язылган 4-ші сұрау, 4-й вопрос. Вот сейчас я его прочитаю. Варианты ответов, я думаю, что они тоже появятся. И вам в течение 1 или 2 минут нужно будет сразу же прислать правильный ответ. И главное, быть первым, прям первым, чтобы получить памятный и, возможно, вкусный подарок от партнеров нашего Сабантуя. Свои ответы тут же направляйте по следующему маршруту. Заходите на страничку Instagram, прям сразу. Ну, Instagram уж тем более, мне кажется, сейчас есть у всех. Заходите на страничку Instagram Щиклявек Гайс, прям так и написано Щиклявек Гайс. В шапке профиля проходите по ссылке на Google форму. Там выбираете графу онлайн Сабантуй и оставляйте свой ответ. Итак, какой же у нас... Вот, вы же видите, да? Мне қарағысалы. 4-ші сұрау, 4-й вопрос. Қайсы ярыш Сабантуй үшін традицион тугель? То есть какой конкурс не является традиционным для Сабантуя? Варианты ответов. Но это очень просто. Я же говорю, здесь можно выбрать. Крэш, аят шабышы, қапшықта сикіру, татар шиғырын сыйлау. По-русски национальная борьба крэш, скачки, прыжки в мешках, рассказ татарского стихотворения. Какой конкурс из этих 4 не является, который не в тему Сабантуя? Он вообще не имеет никакого отношения. Поэтому выбирайте и сразу же, как я вам сказал, отправляйте туда, где у нас проходит уже голосование. И обязательно нужно быть первым. Я думаю, что сейчас у нас пока еще это все происходит. Пока зрители присылают ответы, я предлагаю заглянуть на канал праздничного концерта, где поют, танцуют. В общем, концерт и есть концерт. Смотрим.
И все думают, ну кто же, и есть ли у нас победитель? А вы-то думали, конечно, есть. Там вас было очень много, и до сих пор поступают ответы. Но первое, самое первое, все такие, первая? Значит, это девушка. Да, это девушка, и зовут ее Нурия Нефедова. Нурия Нефедова, Нурия Ханум. Вы молодец. Вы дали правильный ответ, и вы получаете 2 татарские тюбетеечки, женскую и мужскую от интернет-магазина ABM. ABM – это самый теплый в мире бренд. Татарские бабушки из города Ялуторовска. Вот, Караксаль, вот видите, вот я сегодня для себя открыл этот город, и благодаря нашему Сабантую. Он находится в Тюменской области. Объединились, чтобы сохранить татарское мастерство. Они шьют тюбетейки из натуральных тканей по лекалам и технологиям наших предков. Не зря же ABM, правильно? Тюбетейки ABM – это красивые, стильные и качественные головные уборы, которые можно носить каждый день. Не только по праздникам, но и каждый день. Продукция ABM также представлена на канале Сабантуй Маркет. Обязательно пройдитесь и посмотрите, что же это такое. Познакомиться с ассортиментом можно, пройдя по прямой ссылке, что находится под каналом Сабантуй Маркет. Шуакуря, Рахимитагас, и знакомьтесь, узнавайте, что же это такое ABM. Продолжение нашего Сабантуй. В мире есть вещи, которые мы понимаем с полуслова, с полувзгляда, с полужеста. Общие чувства, общий выбор, общая любовь. Мы вместе. Телеканал «Мир». Мы еще раз в продолжении нашего Сабантуя хотим поблагодарить за поддержку генеральных партнеров. Это компания «Татнефть» и телерадиокомпания «Мир». Ну а сейчас, дорогие друзья, всех вас поздравит еще одно знакомое, уважаемое лицо. Человек, который, знаете, которого мы наблюдаем каждый вечер в прямом эфире. Это российский журналист, телеведущий на Первом канале Максим Шарафутдинов. И гостей московского Сабантуя 2020. Радует, что организаторы посвятили в этом году праздник 2 знаменательным датам: 75-летию Победы и столетию Татарской АССР. Я поздравляю родную республику Татарстан с вековым юбилеем. Сабантуй – это всегда яркие воспоминания детства, ощущение праздника, улыбок, задора, зрелища, какого-то духа спортивных состязаний и простого открытого человеческого общения. А Сабантуй в Москве – это всегда масштабно. Уверен, что новый формат Сабантуя станет важной страницей в его многовековой истории. Все меняется, а Сабантуй навсегда. С праздником, Дуслар! Отличного настроения! Продолжение поступает. Они, знаете, они просто вот летят со всех концов нашей планеты. И следующее поздравление от региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области. И поздравляет вас Закия Зиаддиновна Валитова. Пожалуйста, Рахимитагас. İsenmisiniz, kadirli milletleşlerim. İsenmisiniz, hürmetli Ferit Fariseviç. Sizni Tatar halkının ılı veremi, Сабантуй veremi bilen kutluyoruz. Уважаемые татары всего мира, татары Москвы, уважаемый Фарид Фарисович, поздравляем вас с московским онлайн-Сабантуем. Желаем вам всего самого наилучшего. Мы обязательно присоединимся к вам и будем участвовать на вашем московском онлайн-Сабантуе. Бәхетле булыгыз! Бик зур рахмат, сіз де бәхетлі болуңыз, ғұмырларыңыз бәхетлі болсын. Амин, шулай болсын. Все, наверное, сейчас
телезрители такие, все такие, наверное, такие, так, это что за девушка-то, а? Это же Анися? Наверняка кто-то кричит, Анiem, быстрее, там Анися в прямом эфире. Да, дорогие наши телезрители, я хочу вам представить девушку, которая является российской спортсменкой, выступающей в синхронном плавании, пятикратной чемпионкой мира, представляете, трехкратной чемпионкой Европы, заслуженный мастер спорта России Анися Ольхова. Здравствуйте! Здравствуйте, очень рада быть здесь, очень рада быть частью этого праздника. А мы-то как рады, и СМС вообще просто... Вот я, честно говоря, ну я-то знал то, что вы по сценарию будете, но зрители-то, они, наверное, сейчас как так, не переключай, оставь здесь. Ну что, давайте мы начнем немножко разговаривать на нашу сегодняшнюю тему. Ну, во-первых, я хочу спросить не по поводу Сабантуя, как ваши дела? У меня все прекрасно, все замечательно, правда, все очень легко, весело и задорно. Я считаю, что по жизни нужно идти так, не обращая внимания на все трудности, несмотря на тот сложный период, который сейчас у нас творится, все равно идти с улыбкой по жизни. Так и стараемся. Все правильно, конечно, так и нужно. Так что записывайте. Если кто-то сейчас сидит и говорит, ну вот, никаких не ну вот, должно быть, ого, все хорошо. Все правильно. Анися, расскажите, пожалуйста, про Сабантуй. Вообще, что этот праздник значит для вас? Были ли вы на Сабантуе? Принимали ли вы участие в каких-то играх? Если принимали, то в каких? Пожалуйста, это очень интересно. Ну, Сабантуй для меня это в первую очередь душа, сердце и любовь. Это праздник, сделанный для людей, сделанный людьми с душой, с сердцем и с любовью. И это чувствуется всегда, когда ты приходишь на Сабантуй, ты понимаешь, что в любой части этого праздника ты окутан любовью и заботой, и это потрясающе. Ну, здорово. А если у вас какие-то традиции семейные? Вот, например, ну как, чтобы вам было понятно. Например, я помню про Сабантуй. Мы приходили с родственниками, да, мам, папа, там, дядя, тетя, их дети, взрослые там, все. Папа брал меня, например, мы шли и либо к корешке, либо, я помню, бегал там. Мне, правда, ничего не доставалось, как всегда, но все-таки это все проходило. Или, например, бег с яйцами в ложках, который, да, бегаешь. То есть, если у вас тоже что-то такое, приходили ли вы всей семьей, или, может быть, когда у вас был Сабантуй, вы бетентуаннарно собирали всех родственников, и, я не знаю, зурбалеш делали или что-то такое? Ну, а вообще, конечно, для меня Сабантуй занимает особое место в моей жизни. Мне посчастливилось 2 года назад быть ведущей этого потрясающего праздника в Коломенском. Да, я до сих пор счастлива, собрала всю свою семью там. Вообще Сабантуй – это такой праздник, который, ну, это традиция семьи. Потому что я думаю, что в любой семье, для каждой семьи Сабантуй занимает особое место. И, конечно, с детства мы всегда ходили, я сама, ну, у меня родители, бабушка, дедушка, они из Старого и Нового Мучелея, и мы всегда ходили на Сабантуй, собирались как на праздник. Естественно, надевали самые лучшие наряды, естественно, это был выход в свет. Вот. И, конечно же, Сабантуй запомнился для меня таким красочным калейдоскопом, все яркое, какие-то вот все светится, все где-то там играют, смех, музыка. И, конечно, я очень помню хорошо борьбу. Я помню, как я стояла просто, не отрывая глаз, и думала, как они так делают. Вот. Ну, потом, конечно же, шла дальше по своим делам, по праздничным. Но я рада, что с каждым годом Сабантуй становится все более масштабнее и масштабнее. И я, как молодая мама, очень хочу передать эти традиции своему сыночку, ему 1,5 годика. И привет! Вот, вы с папой меня смотрите. Вот, и, конечно же, будем ходить, будем смотреть, болеть и получать настоящее удовольствие от этого праздника. Ой, спасибо. Как сына-то зовут? Арсений. Арсений, тебе большой привет. И папе тоже. Вот они сейчас смотрят, вот наша мама, да? Отлично. Ну, вы как вот тренер, может быть, вы как-нибудь просто возьмете и поставите какой-то такой номер «Сабантуй на воде», например. Почему нет? Почему нет? Можно, конечно, можно брать и национальную музыку для этого, можно сделать целую тематику под это. Я считаю, что это потрясающая идея. Спасибо. Вот, здорово. Вот все, видите, все рождается здесь в прямом эфире. Все рождается с Сабантуя, да. Конечно, конечно. Как раз тогда вот у меня следующий вопрос был про творчество. Вообще, какие планы, про спорт? Вот есть ли что-то? Понятно, что, может быть, вы скажете, нет, я не делюсь, чтобы не сглазить. Ну, мало ли, вдруг у вас уже планируется там что-то такое, какой-то выезд на какой-то чемпионат и так далее.
Ну, я закончила свою спортивную карьеру 5 лет назад. Я на данный момент работаю старшим тренером по резерву сборных команд России по синхронному плаванию Федерального центра подготовки спортивного резерва Министерства спорта Российской Федерации. Сейчас я нахожусь в декрете, но, конечно же, я слежу за спортом, я слежу за тем, что творится в спорте. Он очень динамичный, спорт — это жизнь. И нужно быть, конечно, всегда в курсе того, что происходит. Из проектов мой муж, он актер театра и кино, творческая личность, поэтому творчество незримо витает в нашей семье всегда. Ну и, конечно же, очень много проектов, которые я начинала до декретного отпуска. Это связано с детьми, с детьми с ограниченными физическими возможностями. Есть потрясающая спартакиада «Надежда», о которой мне хотелось бы говорить, рассказывать и вывести в люди, в массы, привлекать спонсоров и сделать грандиозный концерт для тех людей, которые работают с такими детьми, потому что им, правда, просто низкий поклон. И то, как я увидела, как работают люди, сколько они вкладывают своей любви в это дело. Вы знаете, первый раз я не смогла уйти без слез. Это, правда, очень трогательно и очень важно, чтобы в нашей жизни мы всегда обращали внимание на те моменты, где мы должны быть полезны. И я очень хочу вернуться к этим проектам, но после того, как выполню свою главную миссию мамы. Поэтому сейчас для меня, конечно, самое важное – это воспитание ребеночка. Воспитывайте его таким же хорошим, таким же спортивным, таким же творческим человеком, как ваш супруг. И воспитывайте его с добрым, мягким сердцем, как те люди, которые помогают тем деткам, которые, с ограниченными возможностями здоровья. Сазгабик Зуррахмат, вам огромное спасибо. Мы так рады, что вы сегодня к нам пришли. Вы можете также пару слов, пожелания всем нашим телезрителям по всему миру. Я тоже очень рада быть сегодня здесь. Я всех поздравляю с этим праздником, с грандиозным праздником. И хочу каждому из вас пожелать, чтобы, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, в вашем сердце всегда жила любовь. Потому что с любовью мы справимся с любыми трудностями. И здесь надо... Спасибо большое. Пожалуйста, эти подарочки вам. Мы поздравляем вас и вашу семью с Сабантуем. Спасибо, что пришли. Благодарю вас. И мы продолжаем, дорогие наши телезрители. Видите, да? Я думаю, что вам уже интересно. Вау, какие гости, какие люди в нашем Голливуде. Что же будет дальше? А что будет дальше, вы узнаете также, если будете оставаться с нами дальше. Какой же игровой Сабантуй без... Как вы думаете, без кого и без чего? Какой же игровой Сабантуй без... Правильно, без скачек, без лошадей. Жизнь татар и башкир без участия этого грациозного, стремительного, выносливого животного невозможно представить. И сейчас на экране «Игровой Сабантуй», на канале «Игровой Сабантуй» представлен целый сюжет о роли лошади в жизни татаро-башкирской культуры. Давайте-ка мы на это посмотрим.
Да, я специально сделал эту паузу, чтобы вы такие, ох ты, это же интересно. С каждым разом атмосфера накаляется не только у нас в студии, но и у вас, на ваших телевизорах. Дорогие друзья, на этом я хочу завершить свое выступление. Хотя, конечно же, я бы еще мог часа два здесь что-нибудь с вами поговорить, порассказывать. Но нет, Илина, она так и рвется в бой. Вот не может, вот эта вот моя соведущая, она вот прямо так и готова делиться с вами своими советами, своими какими-то интересными рецептами, своим опытом. И я с удовольствием хочу пригласить ее на эту маленькую, но все-таки сцену для того, чтобы продолжить наш Сабантуй онлайн 2020. Меня зовут Айрат Загриев. До встречи и сансау балагас! Махагыс. На башкирском языке это означает «здравствуйте» и «сенмесес». Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Кем мечтает стать ваш ребенок? Космонавтом или инженером? Я вам покажу, кем мы можем стать. Я развиваю свои лидерские навыки и занимаюсь планированием, пока мои партнеры строят новую стратегию и инвестируют в мою гениальную идею. Всему этому мы учимся в игре. Мы зарабатываем на достижениях и получаем сертификаты о полученных знаниях и навыках. Кем я могу стать? Да кем угодно. Получите 7 дней бесплатного обучения в онлайн-школе Diratric. А по промокоду START при оплате любого срока обучения мы дарим 1 месяц в подарок. Заходи на наш сайт, используй промокод START и войди в 100 учеников, которые получат крутой гифтбокс Diratric. Друзья, приветствуем всех! У нас еще есть целый час для того, чтобы вы поразвлекались, посмотрели на нас, вместе с нами потанцевали, поулыбались и узнали много нового о Республике Башкортостан и Республике Татарстан. Меня зовут Илина Лопаткина по-прежнему, и по-прежнему я с вами этот час. Будем знакомиться с гостями, принимать видеопоздравления, радоваться и отмечать онлайн Сабантуй 2020. Дорогие друзья, в этом году Сабантуй посвящен столетию Республики Татарстан. Ну и, конечно, мы приурочили его к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ну а прямо сейчас нас поздравляет председатель региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов. Здравствуйте, уважаемые друзья. 4 июля произойдет, наверное, одно из самых грандиознейших событий нынешнего года. Несмотря на пандемию, региональная автономия татар города Москвы со своими единомышленниками организует, наверное, крупнейший праздник. Праздник плуга, праздник добра, милосердия и любви. Региональная автономия татар Омской области хочет поздравить своих коллег, всех участников с этим крупным мероприятием, добрым мероприятием. Желаем вам крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и, конечно, огромной любви. Берегите себя. Спасибо. На связи с нами Шарш. Нас поздравляет Джалиль Шингареев, председатель Совета молодежи татаро-башкирской диаспоры в Объединенных Арабских Эмиратах, управляющий ресторана «Казан» в городе Шарш. Здравствуйте, ассаляму алейкум. Приветствуем всех участников и гостей онлайн Сабантуй Москва 2020. Поздравляем Республику Татарстан с столетием. Меня зовут Шингареев Джалиль, проживаю в Эмиратах с 2006 года, являюсь активистом Совета молодежи татарской и башкирской диаспоры в Эмиратах, являюсь управляющим ресторана «Казань». В нашем ресторане подаются татарские и российские блюда. Также мы в ресторане собираем всех гостей из нашей диаспоры, где мы встречаемся, общаемся, обсуждаем разные интересы. Буквально недавно мы проводили
всемирный татарский диктант. К нам приезжают разные деятели. Приглашаем вас в наш ресторан в любое время. Мы будем только счастливы. Мы рады новым знакомствам, новым друзьям. Хотели бы поблагодарить организаторов за такой уникальный формат онлайн Сабантуй. И поблагодарить их за то, что вы соединяете всех татар мира за пределами России. И что самое главное, хочу сказать, вместе мы сила. Дорогие друзья, камера сейчас крупным планом показала сейчас двух импозантных мужчин рядом со мной. А это, собственно, ребята, которые представляют молодежную площадку. Заместитель председателя Совета молодежи при полпредстве Республики Татарстан в Российской Федерации Рустам Шакиров. И приветствуем председателя Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азата Казакбаева. Ребята, здравствуйте. Добрый вечер. Мы поздравляем вас с таким прекрасным праздником. Из года в год ваши ребята нам помогают. Мы вместе делаем одно общее культурное дело. И не только культурное, но у нас всегда все проходит весело, задорно. Спасибо вам огромное. Но все же хочется, чтобы наши телезрители поближе познакомились с той деятельностью, которой вы занимаетесь. Буквально пару слов. Давайте, Азат, с вас начнем. Чем занимается Ассоциация студентов-аспирантов Башкортостана в Москве? Основной задачей Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге является пополнение кадрового потенциала Республики Башкортостан, а также создание среды для тех студентов, выходцев из Республики Башкортостан в городах федерального значения. Вы сказали пополнение резерва, то есть все студенты, которые здесь, в Москве, каким-то образом направляются в республику, или у них есть какие-то договоренности с республикой, что они учатся, например, здесь и возвращаются, да, или нет? Со всеми студентами, с которыми мы работаем, мы их данные забираем в нашу базу данных, и уже с этой базой данных работает наше правительство, те госкорпорации, которые есть у нас в Республике Башкортостан, и с этой базой работают работодатели. У вас правильно, Рустам, называется Совет молодежи. Чем у вас в Республика Татарстан здесь, в Москве, занимается Совет молодежи? У нас Совет молодежи занимается важными делами. Конечно же, наше мероприятие направлено на то, чтобы сохранить родную культуру Туган-Тель, Тарихны Москва. И все наши мероприятия направлены на то, чтобы объединить татарскую молодежь. Ведь не случайно Москва — это не просто... Тут много татаров живет. В Москве живут татары разного происхождения, с разных мест обитания. И все они встречаются в Москве, и Москва их объединяет. И мы объединяем всех татар вокруг, которые с нами. Рустам, скажите, а как попасть вот в вашу организацию? Есть какие-то у вас явки, пароли? Как вообще люди узнают о вас? Люди узнают нас по мероприятиям, которые мы проводим. Проводим мы различные мероприятия. Иногда бывают такие масштабные мероприятия, такие как Харакет, молодежные ифтары, КВН, который мы тоже проводим в Москве. И я даже знаю Татар КЗ. Ваше мероприятие? Татар КЗ мы проводим совместно вместе с полпредством Республики Татарстан в Российской Федерации и автономией татар Москвы. Совместное мероприятие? Да, так точно, совместно. Азат, расскажите про ваши немножко проекты в рамках ассоциации. Если говорить о проектах, которые мы курируем, то здесь первым делом мы студентов встречаем. Это Башперваш, который мы проводим. Далее мы начинаем готовить из этих студентов здоровых людей, подкрепляем их спортом. Это футбол, национальная борьба куреш, также ММА и другие виды спорта. Из девушек мы делаем настоящих халукаек, поэтому проводим конкурс «Башкирская краса Москвы», «Москва халукае». В этом году, к сожалению, он перенесен на осень, но я думаю, все вы его, конечно же, попозже увидите. Также мы работаем с выпускниками, проводим мероприятие «Баш-выпускник», также проводим различные вечера песен, вечер под гитару, ну и, конечно же, вот этот досуг мы организовываем. Теперь хочется поговорить, как Совет молодежи и Ассоциация Республики Башкортостан студентов, какую роль выполняют конкретно в Сабантуе? Что вы делаете на Сабантуе? С меня начнем.
На Сабантуе мы принимаем непосредственное участие шунукеря Тегеяуда без Ясадек аллею проектов, как раз значимых, молодежных. И все, кто посетил в том году Сабантуй в Москве, видели наши проекты, которые как раз направлены на сохранение культуры, духовности, развития и всего самого-самого языка, самое это важное. И там также были проекты по спорту. И мы каждый год принимаем активное участие. В этом году вот в онлайн-участии тоже приняли, помогали по возможности. И позапрошлые годы тоже у нас был шатер молодежный, где люди приходили, знакомились. И даже был Сабантуй-квест, тоже проводимый молодежью. То есть каждый год все насыщенно. Давайте даже скажем о том, что многие телезрители сегодня успели понаблюдать о том, кто выносил награды. Это тоже девочки, которые состоят в ассоциации, да, Республики Башкортостан. Это девочки, которые у вас состоят в Совете молодежи. Поэтому непосредственно даже онлайн Сабантуй девочки принимали участие. Это как раз-таки ваша и наша с вами, друзья, молодежь. Ну и последний вопрос, Азат, к вам. Как вам в целом, вот вы сегодня целый день на площадке, как вам в целом онлайн Сабантуй? Такой формат вообще возможен? Я думаю, такой формат возможен, и в будущем он будет только-только развиваться. Мы со своей стороны, как Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана, хотим также перенять тот опыт, который был использован на Сабантуе. Например, та же организация, та же трансляция, которая у нас организована, да, в рамках Сабантуя, тот опыт, который использовали наши братья-татары, мы хотим также использовать. То есть этот формат будет жить, и он будет дополнять тот традиционный Сабантуй, который проходит ежегодно. Спасибо большое, что нашли время, что вы сегодня целый день с нами, помогаете. Вместе, как говорится, мы сила. Спасибо огромное, что нашли время и пришли, присоединились. Конечно, мы вас не можем отпустить просто так, потому что оргкомитет Сабантуя приготовил вам подарки. И, собственно, молодежь, ваша молодежь, вам дарит подарки. Спасибо огромное. А теперь я предлагаю нашим зрителям посмотреть как раз-таки проекты, которые вы делаете. Рахмет. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это онлайн Сабантуй 2020. Наш девиз «Сабантуй состоится при любых обстоятельствах». Друзья, нас поздравляет Мехрибан Эльдар Казы Садыгова, президент ФНК «Азера Рос», член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. 2020. Приветствую вас от имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев в России. Сабантуй – это праздник, который воплощает в себе самые лучшие качества народа. Это трудолюбие, волю к победе, добрососедство, любовь к своей родине и культуре. Такие мероприятия, несомненно, служат объединению народов, возвращают нас к родным истокам и национальным традициям, воспитывают молодое поколение. В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Святой для каждого из нас праздник. Это дань общей памяти великому подвигу народов, победивших фашизм в Великой Отечественной войне. Также поздравляю татар
и татарстанцев со столетием образования Республики Татарстан. Татарстан – это то место, куда хочется без конца возвращаться, потому что вы очень гостеприимный, трудолюбивый, миролюбивый и хлебосольный народ. В Татарстане в мире и гармонии живут представители 173 национальностей. Успешно развивается диалог культур и религий. Желаю Татарстану дальнейшего процветания, народу Татарстана. Как вы уже заметили, дорогие наши зрители, поздравления льются из разных уголков не только Российской Федерации, но и других стран. На очереди зрителей и организаторов праздника Сабантуй поздравляет председатель Совета региональной общественной организации «Таджикский культурный центр» Хамракулова Хуржида Давроновна. Дорогие друзья, от имени таджиков Москвы приветствую всех участников и гостей Московского Сабантуя 2020. В этом году праздник посвящен столетию со дня образования Татарстана и 75-летию Победы. Поздравляю всех с этими великими датами, а татарский братский народ со славным юбилеем. Пусть 1000 лет живет в мире и благоденствует в семье российских народов замечательный Татарстан. Московский Сабантуй – это не столько праздник плуга, сколько праздник дружбы и согласия. Таджикский культурный центр уже не один год принимает участие в этом празднике. Наши артисты с большим воодушевлением выступают на концертных площадках Сабантуя, а на улице Добрых Соседей мы успешно демонстрируем экспозицию таджикского национального прикладного искусства. Фактически Сабантуй стал нашим общим праздником и символизирует собой нерушимость вековой дружбы и единства народов Великой России. Да здравствует многонациональный, прекрасный московский Сабантуй!
Дорогие друзья, приветствуем Рената Бадамшина. Рената Бадамшин, участница творческого объединения ССН. К тому же она еще аспирантка Российской академии музыки имени Гнесина. Спасибо большое, Рената. Да, я хочу от души поздравить всех с праздником Сабантуя. А мы вас не можем просто так отпустить. Мы хотим вас поблагодарить, подарить от организаторов Сабантуя подарок, чтобы вы каждый год помнили о нас и приходили к нам в гости. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем. Дорогие друзья, мы продолжаем. Вот видите, как я рвусь-то в эфир. Мне все хочется говорить, быть рядом с вами, а меня перекрывают заставкой. Друзья, прямо сейчас я предлагаю присоединиться к самым активным, потому что у нас вновь, что? Правильно, розыгрыш. В рамках празднования Сабантуя онлайн сегодня прямо в прямом эфире у нас проходит розыгрыш на основе познавательной игры «Чеклявиш», создателями которой являются Совет молодежи при полпредстве РТ. Условия просты. На экране появляется вопрос, связанный с Сабантуем или со столетием Республики Татарстан. Итак, вопрос. Я зачитываю. Зачем жители деревень раньше традиционно обходили все улицы с песнями прямо накануне проведения Сабантуя? Варианты. Поиск призового барана. Интересно. Сбор подарков. Прогулка скаковых лошадей. Либо оповещение односельчан о празднике. Еще раз. Зачем жители деревень раньше традиционно обходили все улицы с песнями прямо накануне проведения Сабантуя? Варианты. Поиск призового барана, сбор подарков, прогулка скаковых лошадей, либо оповещение односельчан о празднике. Друзья, в течение 1-2 минут вам нужно прислать правильный ответ. Главное, самое главное, это быть первым. Друзья, я напоминаю, куда можно прислать свои ответы. Заходите на страничку Instagram Чеклявек Гайс. В шапке профиля проходите по ссылке на Google форму. Там выбираете графу «Онлайн Сабантуй» и оставляете свой ответ. Друзья, мы продолжаем. У нас на очереди рекламный блок. Прямо сейчас не пропустите все наши татаро-башкирские продукты. Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм. Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. В наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет детей, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Дорогие друзья, мы готовы подвести итоги. У нас есть победитель. Правильный ответ номер 2 – обход лошадей. Победителем розыгрыша становится Альберт Шенгареев и получает подарок от интернет-магазина «Халяль Косметикс» молодой бренд натуральной косметики ручной работы, завоевавший доверие и любовь клиентов по всему миру. Наша продукция, говорят, 100% халяльная, то есть производится по всем канонам и требованиям шариата. «Халяль Косметикс» безопасно, гипоаллергенно и качественно. В ассортименте имеется более 250 позиций средств по уходу за лицом, телом, волосами, а также экопродукция для детей. Кроме того, у нас вы найдете широкий выбор натуральных масел, БАДов и продуктов для полезного питания.
Наше призвание – создавать качество, дорогие друзья. Ну что ж, у нас на очереди еще одно поздравление. Нас поздравляет глава Высокогорского района Республики Татарстан Рустам Калимулин. Москва. Приветствуем Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Победы. Поздравляем Республику Татарстан со столетием. Хөрмәтле милләттәшләр, сезнең барыгызны да Сөйкле Татарстан Республикасының хезмәт сөючән Биектау районы халкы исеменнән милли бәйрәмебез Сабантуй белән чын күңелемнән котлыйм. Зародившись в глубине веков, Сабантуй давно перешел национальные границы и стал поистине всенародным. Он продолжает оставаться одним из самых ярких праздников многих народов мира. Это наше самое дорогое достижение, и мы обязательно должны его сохранить и продолжить. Сабантуй һәрбер безгә яңа көч һәм киләчәк көннәргә ышаныч китерсен. Бәйрәм көнендә һәрберебезнең кәефе күтәренке, күңеле көр булсын. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет, именлек телим. Сабантуй берләштерә. Спасибо большое. Видео все льются, поздравления все идут, поэтому успеем поздравить всех, кто прислал нам, кто позвонил и кто записал видео. Дорогие друзья, сегодня весь день работает на онлайн Сабантуе 7 площадок, 6 из которых это тематические. Давайте посмотрим, что же творится на канале «Борьба», Кореш. Вас приветствует гостеприимная земля Татарстана. Мастер-классы. Мы находимся и в показательные выступления. Давайте, Ильнар, представим спортсменов. Да, давайте. Мы видели, что борцы перед тем, как встать в стойку, они поздоровались. Это дань часть традициям. Рукопожатие. Также бросок проделан. Отличный бросок, на лопатку, но более профессиональный. Часть переплетается с специальной современной. Собственно, у нас будет проходить пояса, это, я думаю, Россия, минек Россия, килеведис лети середитя, от килетне валдом то сиясо, и чрева не явититяс. Россия, минек Россия, Гайгиз, дерзя не мокшонь кельтне, Россия, анся Россия, ты терявань дом кайрекеть. Россия, минек Россия, тетерявань сек не дом керкеть, варштанезис, ой, мистоская сад, сеят мазыка сититека, Россия, минек Россия, Гайги, терзя не мокшонь кельтне, Россия, солнце Россия, тетерявань сельтне рекеть.
Россия, соминет Россия, гайгиз гайги, терзянь мошонькетне, Россия, солнце Россия, теперь авансит не реке. Теперь авансель мне реке. Как же это красиво! Спасибо большое, спасибо. Вот не зря говорят, что Сабантуй уже приобрел международный уровень. Вы приехали нас поздравить, а я хочу сказать, кто эти люди. Итак, встречайте, это Валерий Исляйкин. Расскажу. Заслуженный артист Мордовии, солист театра «Московская оперетта» и прекрасная Мария Сараева. Вам слово. Я, безусловно, благодарю за приглашение, за честь принять участие в таком замечательном празднике, татаро-башкирском празднике Сабантуй. Всегда, во все времена, тема замечательного праздника Сабантуй волновала всех людей на этой планете. Образы любимых всегда вдохновляли художников. Ритмы, стучащиеся в унисон сердец, всегда вдохновляли нас, музыкантов, на признание, уважение к этому замечательному празднику. Всегда вдохновляли нас, артистов. Спасибо за приглашение. Я хочу вам пожелать хороших новостей и найти ответы на все вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Валерий, спасибо большое за такие теплые слова. Спасибо вам, Мария, что тоже присоединились сегодня к нам. Мы не можем вас отпустить просто так. От наших организаторов примите небольшие скромные подарки. Мы ждем вас каждый год. Рахмет, рахмет! Правильно, правильно. Эй, дусларым, 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 дусишлярым! Ура! Спасибо, Рахмет. В Чумах, на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах Московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Поговорим, ладно? Дорогие друзья, мы продолжаем. Это московский онлайн Сабантуй. Мы практически на финишной прямой. И посмотрите, какие у нас гости сегодня в студии. Петр Викторович Гилев, автор пьесы и идеи постановки спектакля «Четыре пира великого князя Александра Невского», режиссер, драматург, профессор кафедры режиссуры театральных представлений Московского государственного института культуры, художественный руководитель театра товарищества артистов МХАТ. Все верно? Все верно. И позвольте, я представлю директора нашего товарищества. Это Колесниченко Марина Дмитриевна, актриса, выпускница МХАТа, школы-студии МХАТа, и очень активно она работает с нашим коллективом и активно взаимодействует с Татарским культурным центром. Позвольте мне на правах гостя, у нас очень большие взаимодействия с Уфой. У нас есть там предприятие некоммерческое партнерство, содействие развития культуры и искусства, культурный круг. Очень много знакомых. И я в столь прекрасный праздник хотел бы им пожелать всего самого хорошего.
а также мы часто бываем в Казани, это любимый наш город, и поэтому А вы знаете, я всем думаю, что вас сейчас знакомым. все смотрят. Смотрите в камеру, Да. они прям вас видят. Пожалуйста, да, с праздником! С праздником! Давайте, прежде чем мы перейдем к вопросам, посмотрим ваш презентационный ролик. Петр Викторович, до ролика мы с вами уже познакомились и немножко поговорили. Расскажите про взаимодействие с Татарским культурным центром. Петр Викторович передает мне слово. И я с удовольствием хочу поздравить Татарский культурный центр с этой великолепной идеей, которая стала международной, с международной Сабантуй онлайн. Я думаю, что он будет обязательно развиваться. Это прекрасная тема, великолепная идея. И то, что нам мешает, как говорится в нашем великолепном фильме, то нам и поможет. Вот не пандемия и неприятные события привели к тому, что родилась такая великолепная идея. С Татарским культурным центром мы сотрудничаем уже в течение 5 лет. Татарский культурный центр – это целая веха в нашей творческой жизни. Благодаря этому мы развиваем великолепную совершенно идею, которая называется «Просветительский театр», в рамках которой мы создали много прекрасных, великолепных проектов, поддержанных грантами президента РФ, и участвовали в проектах Татарского культурного центра. Чуть-чуть подробнее об этом скажет Петр Викторович. Я только про один проект, позвольте, скажу, потому что, на мой взгляд, этот проект такой, очень важный. Мы несколько лет назад презентовали проект под названием «Четыре пира великого князя Александра Невского», в которой центральной сценой стала сцена встречи хана Батыя и Невского. Мы, конечно, не историки, но у нас есть своя система исследования. Мы считаем, что, как говорил Василий Макарович Шукшин, если знать 3 основных позиции в жизни человека, как человек родился, как он женился и как умер, то можно о человеке можно сказать все. Прочитать все. Да. Вот так точно есть кульминационные события в нашей отечественной истории. В том числе большое событие – это как раз встреча хана Батыя и Невского, потому что практически теперешняя наша цивилизация, как Владимир Владимирович Путин сказал, что это отдельная особая цивилизация, она произрастает из этой встречи, потому что Россия, которая ушла от давления католичества, да, и хан Батый, который ушел от давления большого монгольского ханства, соединив вместе усилия, фактически создали эту великую цивилизацию, Россию. И поэтому я всех россиян поздравляю с этим праздником. Это наш единый национальный праздник. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли, несмотря на то, что сейчас карантинные меры. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы вас просто так тоже не отпускаем. От организаторов онлайн Сабантуя мы хотим вам подарить подарки. Примите эти подарки. Спасибо, что вы с нами. Каждый год будем и дальше сотрудничать. С праздником, дорогие друзья. С праздником. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вот знаете, если честно, с грустью в голосе хочу вам сообщить, но с радостью в душе, хочу вам сообщить, что 6-часовой онлайн московский Сабантуй подходит к концу. Нам не хочется с вами прощаться, нам хочется сказать вам до новых встреч. Но прежде чем мы с вами попрощаемся, я хочу пригласить на сцену человека, самого главного на этом Сабантуе, потому что этот человек день и ночь стоял у истоков этого праздника.
всех нас собирал, организовывал, поэтому, Фарид Фарисович, я прошу вас на сцену. Еще раз добрый день. И я чуть-чуть вас поправлю. Я сейчас приглашу на сцену, что мы синергетически сработали не один я. Эдуард, подойдите сюда, пожалуйста. Эмиль Венерович, будьте любезны, пожалуйста. Вот, это наша команда культурно-национальной автономии, это наши звезды, наша молодежь, бывшая молодежь, сейчас уже стала не молодежь. Пожалуйста, два слова. Хайрлы Кич, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, рад находиться был весь день, и я думаю, все разделяют эту точку зрения в эпицентре самого солнца, не побоюсь этого слова, лучи которого сегодня достигли каждой точки планеты, осветили ее, подарили радость, которую многие, может быть, ждали 4 месяца, может кто-то целый год, потому что Сабантуй пока раз в год только проходит. Но я надеюсь, что вот этот вот опыт, который был сегодня реализован, он даст положительный эффект и в будущем. Кто-то возьмет пример, может быть даже не может быть, а точно, совершенно это был первый такой опыт за многовековую традицию проведения праздника Сабантуй, с чем я поздравляю, Фарид Фаридович, вашу команду полностью, которая справилась, нашу команду, которая справилась с этой задачей. Спасибо. Я думаю, что вот этой многотысячной, многомиллионной аудитории это понравилось. Я вас поправлю, да. Эмиль Венерович, уже за 1 миллион просмотров на Уже за 1 миллион. Это очень большая цифра. Рахмат Бигзор, барыгызга давыңышла, саклағыз өзігізні. Я хотел бы поблагодарить всех, кто был с нами, как вживую. Здесь за кадром не видно, но здесь много людей работало, десятки людей весь день здесь. Сотни, еще дальше. А именно эта команда сделала этот праздник. На сцене вы видели только малую часть этой команды. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сделал этот праздник. И хотел сказать спасибо тем еще, кто был с нами онлайн, кто смотрел практически весь день. Хотел бы сказать, ни один вирус никогда не может уже заговариваюсь, нас сломить. И Сабантуй, как говорит, состоится при любой погоде. Ждем вас в следующем году. Уже надеемся на офлайн большой Сабантуй в парке Коломенского. И я попрошу, сколько возможно, ребят, выйдите сюда. Мы хотим пожалуйста. вас видеть всех, кто оставался сегодня за кадром. Это люди, которые с утра здесь находятся. Мы просим всех подключиться, выйти сюда. Здесь абсолютно все, никого нет лишнего. Все те, кто с утра и несколько дней подряд уже не спят. Давайте. Наиля, ты хочешь, чтобы тебя больше слышали, да, твое имя? Давайте, пожалуйста. Анастасия, 7 миллионов лайков, иди сюда. Это вот... Посмотрите, как камера снимает каждого из нас. Это все те люди, которые ночами не спали, готовились. Вы не представляете, сколько сил было потрачено и сколько ночей. Но, ребята, мы это сделали. Мы верим, что мы подарили вам праздник, потому что Сабантуй – каждый дом. Подождите еще раз. 3, 4. Сабантуй – каждый дом. До новых встреч! Спасибо вам. Так, ушли? Сейчас, секунду. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн Сабантуй 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт это _МСК.